э, Это знаешь, как... Это, знаешь, семимильными вот, шагами. например, да, Семимильными шагами. Да, да, вот, да, давай. например, это тоже все зависит от времени, от этого, как все прошло, как все А что было, да. изменилось? Смотри, Что из... подожди, можно я тебе скажу, не перебивай. Вот, Давай. например, вот сейчас, на данное время, вот, М. например, во времена пророка, как смотрели на тех, грубо говоря, да, когда мужчина с мужчиной был, это был настолько позор. Как смотрели на проститутку? Бачабази, да? Подожди, брат, Бачабази. брат, говорю. Какой брат? Это, да, я тебе скажу потом. Как смотрели на проституцию, аллаху билля? Смотрели, это был позор. Временный никак. На данное Времени... время, смотри, подожди, да, я расскажу, потом скажи, потом добавляй свои слова. На данное время, вот проституция, все это, на это, грубо говоря, глаза закрывают. Аслами лучше, да? Аслами лучше. Вот как Шамиль Скайповского слышал, вот этого Амира, как его там, Амир Кавказ, слышал, что он рассказывал? Говорит, что в аварском селе, короче, если бы не ослы, была бы, расцветала бы проституция. Завтра, короче, это вот это с ослами спасло аварское село, прикинь, что Шамиль Скайповский говорит вообще. Представляешь? Мне интересно, да, ты что за херню несешь? Ты не знаешь Шамиля Скайповского? Ты вообще кто? Ты реально дагестанец или таджик? Как ты Шамиля не знаешь? Это же ваш Амир. Какой Амир, подожди, да, я ты здесь хочу донести одну вещь, ты перебиваешь без остановки, ты не можешь слушать. Я в шоке с тобой Так, так. просто. Не, причем ты вот перечислил гомосексуализм, который там Бачабази, да, в исламе, короче, там в Афганистане, наверное, тоже слышал. Ты перечислил ты перечислил проституцию, это вот времени никах называется в исламе. Что еще, вот, что тебе еще в жизни как бы... Подожди, э, ты сейчас напрямую оскорбляешь религию, да? нет. При чем тут оскорбление? Это констатация Подожди, фактов. Констатация факта констатации фактов, называется. ты факты не можешь. Ты не знаешь, что твой Господь, ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать то, что твой А отец ты и твоя мама знаешь? тебя родили. А ты знаешь? А ты знаешь? Конечно, знаю. Альхамдулилля, знаю, конечно, Откуда? знаю. Откуда? Из Откуда ты Корана, знаешь? речь Аллаха, в А которой Коран нет откуда у ошибок. тебя? Вот хорошо, хорошо. Откуда у тебя Коран? Почему книга, вот почему одна Араб. книга, да, Араб в принес, да, которой какой? нету ошибок? Есть. Много ошибок там. Одну ошибку мне из Корана покажи. Такие люди не смогли Ну найти вот, ошибку, а ты, джахиль, смог найти? как минимум, вот автор Корана перепутал мать Иисуса, Марию с какой-то другой Марией. Напомните в чате, если не трудно. Такое известная вот грубая ошибка от автора Корана. Перепутал двух Марий, короче. Сестру Да. Моисея, да, вот сестру, Нина пишет, сестру Моисея, короче, перепутал. Там двух аятах. Прикинь? Хорошо, ты хочешь сказать, столько ученых, столько людей не смогли найти ни одну букву, ни одну ошибку из Корана, а ты, джахиль, Так который вот, сидит нашли где-то же. в Европе, Нашли же. Нашли же. Стой, какой ученый Я же не нашел? сам. Я же не сам искал. Хорошо, Вот как, покажи мне этого как человека, раз который это нашел. знатоки ислама Да, нашли. одни знатоки у вас были, которые говорили, мол, А ты напиши Коран суру читал? Попал. А Ибрахим. ты Коран читал? С Конечно, начала читал. до конца. На Конечно, понятном не себе. один раз. На понятном себе языке. Я сейчас был чуть-чуть занят, и вот Так, хочу брату слушай, еще раз саламун алейкум ва рахматуллахи та'аль, шейх. сразу вопрос задам, да, тебе. Я 72% мусульманин. Вот эти кефиры здесь, которые в чате, они мне начали открывать какие-то вещи из Корана, из Сунны, и мне пришлось отослать их назад в пустыню коренными зубами, как вот в хадисе сказано. Ну, Подожди, в смысле, какую-то подожди, часть. да, брат, можно я тебе вопрос задам? В смысле 72% мусульманин? Я не понял это. Вот так вот. Ты, 72, ты как не да, есть. или нет, ты мне на этот вопрос ответь. Ты вот согласен со словами вот этого, который напротив меня? Это мы сейчас тоже обсудим. Вот у меня вопрос
вопросы есть к россиянам, мусульманам. Ты россиянин, мусульманин? Я не россиянин, мусульманин, я просто мусульманин. Русский мусульманин во Христе. Нет, ты российский мусульманин, ну, в стране России ты живешь. В стране Россия живу. Вот тебе вопрос. Вот эти вот ягуды, которые мучают мусульман, палестинцев, не дают им, арабам, 23-е государство установить на земле Аллаха. И сейчас вот там вот эта вот такая ситуация происходит. Ты какую позицию занимаешь во всем этом? Поддержка наших братьев, конечно, я до конца буду за свою религию, за поддержку наших братьев. Если ты говоришь в плане Палестина, где наши братья, и кто их мучает, то пусть они горят в вечном аду. Окей, Аллах тебе Брат, благословит это и не приветствует тебя. Благодарю тебя, брат мусульманин, Ахлю Сунна во Христе. Вот дальше следующий вопрос. Подожди, да, возникает. я тебе вопрос задам, да. Остальные 28% ты кто? Я вот потерял их, я сейчас хочу их восстановить, потому что у меня Потому что ты не мусульманин. слабый ислам, и мне нужно кое-что понять, поэтому я вот... А хорошо, своих ты хочешь братьев религию мусульман- Аллаха понять и сидишь вот с такими, которые говорят... Нет, я же которые поэтому оскверняют. позвал мусульман, брат. Ты сейчас, брат, не это самое. Эти кафиры здесь, которые... Мне они не Да, хорошо. интересны. Вот такой тебе... Зачем тогда ты их добавил? Ну, чтобы здесь обсуждали и кафиры, и мусульмане, чтобы дискутировали. он не знает, Нормально, что только это уважительно. Подожди, чтобы уважительно дискутировали и приходили к какому-то созиданию, я не знаю, согласию, взаимопониманию. Теперь вот смотри, ты всецело поддерживаешь арабов на Ближнем Востоке, палестинцев. А почему ты не делаешь за них дуа или не поддерживаешь их тем, чтобы они стали внутренним делом Израиля? Как бы, чтобы они не сопротивлялись Израилю и полностью сделали байат Биньямину Нетаньяху. Почему я не делаю дуа за Палестину, так же? Не, вот смотри, палестинские мусульмане, так? Ты за них переживаешь. Конечно, ты живой, наши братья. Да, ты за то, чтобы там перестала литься кровь, и палестинцы перестали устраивать вот эти всякие акты там, как вот 7 октября было. И чтобы они жили в мире и согласии с ягудами Конечно, в против. их израильском государстве. И сделали байат. Ты хочешь сказать, Палестина это израильское государство? Да, да. Не, я не хочу сказать, Я твое мнение хочу понять. Мое мнение... Я всегда сам наших пытаюсь, братьев, смотри, брат, я сам пытаюсь. Все, я хочу вот разобраться. Ты, чтобы разобраться и в понять, религии Аллаха, как не должен это в вот. эфирах сидеть, ты не должен ее изучать по ТикТоку, ты не должен... Субханаллах, смотри, еще раз, ты как относишься, вот что палестинцы жили без крови, без ничего, в израильском современном куфарском государстве и Категорически плохо. взяли плохо, против? Что против? А почему это, ахи? Ты не любишь мусульман? Я худой вот этих евреев. Не, мусульман же, ты любишь или нет? Ты же хочешь, чтобы мусульмане не умирали, не погибали, чтобы они жили хорошо, Они погибают учились, за свою- ходили на работу, и вообще не было, чтобы войны. Они погибают за что? Вот тебе вопрос. Я вот не могу понять,
За что они? А за что они погибают? Зачем? За что? За свое государство, за шариат они хотят забрать Иуды. Но они не дают. Я, конечно... Подожди, вот смотри, я же поэтому вот, у тебя спрашивал. У меня просто мозги неправильные, я аутист. Я, короче, в детстве с дерева упал и аутистом стал. Ну, а нам с тобой Поэтому- все разговаривать, если ты аутист. Да, поэтому я вот грамотные люди, когда, как ты, вот мусульмане, исламские ученые, я хочу как бы осознать, вот, у меня что-то не получается понять, какие-то у меня мозги грязные. Я никак не могу, вот как вы, как вот в Дагестане наши братья-мусульмане, как вы, вот, как в Татарстане братья-мусульмане, как Кабардино-Балкарии братья-мусульмане, как Ингушетии братья-мусульмане, вот, которые сегодня в Чеченской республике, вот, которые рядом с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, мусульмане. Вот как вы, я хочу тоже думать. У меня какие-то неправильные мозги. Вот смотри, ты мусульманин, так? Ты мусульманин? Вышел он, вышел. Это что такое? Аузубилля. Ладно, У него следующий. спросить, покажи слово Палестина, приветствую вас всех. Покажи слово Палестина в исламе, в Коране, хадиса. Подожди, это у меня другая тема. Я вальтанутый, короче, я упал с дерева. Машло, массу приветствую. У меня, короче, не достаю шарики, немного потерялись, не достают. И я хотел правильно... Валялся, сказать, Как правильно истинные ты начал, мусульмане, вот, альхамдулилля, как российские истинные мусульмане, альхамдулилля, я вот таким хочу быть, грамотным, умным, короче, исламским ученым. У меня не получается пока. Вот я братьев, поэтому созыв делаю, короче, такой. Братья, сестры во Христе, бисмилля, мусульмане, поднимайтесь, российские, давайте вот. Бисмилля, вот эти кефиры меня вообще в заблуждение вели, я уже сейчас 72%. И боюсь, что еще буду Говорят, терять. Ибраим, отвечают тебе в чате, Адам, что они в этих вопросах исламских не эксперты, они только вот в Камасутре только эксперты говорят. Могут про Без Камасутру разницы, рассказать. Камасутрный эксперт. Ладно, тогда, Адам, поднимайся, сейчас будут по Камасутре вопросы тебе. Давай, как поднимайся. раз таки Камасутра российская, вот она как раз таки волнует наши грязные мозги. Вот это камасутринизм, короче. Вот. Нам нужно познать. Как вот раз это. тогда получается твоя тема. Поднимайся, Адам. Всем привет. А я как раз, Ибрагим, его хотела спросить. Я так долго мучила палестинцев здесь, что прям, горю в аду. Хотела спросить, можно ли мне в Дагестан приехать, у них много воды, и потушить жар, который меня мучает изнутри. Но он убежал. В турбины билетики надо прикупить. У них сейчас много воды, я могу просто поплавать у них в переулках. Может быть, потушит жар. Как это называется, когда специальные вот эти билеты? Бизнес-класс, да? Да. Феномен, у тебя что, палец болит? Как были приколы, знаешь, когда говорят, засуньте палец себе в попу и представьте, что вы павлин. Попробуй, может понравится. Так, братья, бисмилля, российские мусульмане, Russian Muslim, мусульмане всея Руси, мусульмане Российской Федерации, мусульмане Российской империи, русские мусульмане, славяне, славяне, москали и киевляне. Нет, киевлян, правда, у нас другая тема вообще не интересует. А вот
российские мусульмане. Бисмилля, заходите, и нужно тут мозги почистить нам. Слишком запачкались, грязные. Давайте, вот у нас вопросы остаются открытыми. Никто, почему-то все, короче, соблюдают вот такой вот режим тишина. Со вчерашнего дня я наблюдаю, все застыли как. Что там происходит? Они просто этот считают, там Воробей задавал вопрос дважды два 4, да или нет, они вот считают, понять не могут. Воробей говорил, что лучше воробей в своей кастрюле, чем бык в кастрюле соседа. С этим я, кстати, согласна с ним. Воробей прав. Ну вы, короче, сами поняли. Мне кажется, он когда начинает речь, он забывает, что он хотел сказать, и в конце говорит, ну вы сами поняли, как бы додумывайте, как хотите. Да, короче, мне потом подскажете на досуге. Что из этого вышло? Так, все марш-долы. Атом, хватит мучить свои пальчики, поднимайся, с тобой хотят поговорить, как мужчины с мужчинами, ну. Что ты там пальчики свои мучаешь? Я уже пытался, Стелла, я уже пытался его сюда поднять, он Мужское у тебя он есть вообще мужское? он встречу ищет с мужчинами, встречу ищет. Он просто еще не готов языком Говори, работать, только чё? пальцами. Оставь твое его, у него мужское? геморрой. Кто сказал Мужское, геморрой? где ты? Проктолог, кто сказал геморрой, не говорите это. Прометей, ну все, теперь точно сейчас Вильнюс, короче, приедут. Нина, тебе геолокация зачем, Нина? Куда ты собралась их отправить? Шеф, Екатерик, шалена котом. И бьё баг малели сейчас что? Я цаечен. Şu nokçu сейчас Yok. boş потом malel. Элегию терьяхтер үшін. Давайте я вам истинного мусульманина подниму, он тут. О, машаллах, ну того Вот это отлично. Он россиян, российский брат во Христе. Русский мусульманин, Он Кирилл, Абу казахский, Кирилл. казахский. Поднимайся, То же Алина. самое, Пойдет, небольшая казахский тоже разница. пойдет. Алина, поднимайся, Алина. Казахские и русские мусульмане это одно и то же. Да, особенно они. Группа Шайк. Че, не хочешь, Али, подняться? Ты же пришел послушать. Защищай свой ислам, поднимайся. Он стопроцентный или семидесятник? Ой, я бы даже и 5 не дала бы. Фальшивый Но разговоров мусульманин. Ben de hoşmalıyım taşıyız. Legio da ayakü sarwa kuçu. Ben de hoşmalıyım. Арабская ночь. На-на-на-на-на. Убежала Алина, не хочет подниматься. Странно. Возьми свой По-моему, это ковер, такой- самолет. Когда ты начинаешь их зазывать на какую-то дискуссию, они сразу начинают, как эти, в ступор входить, короче, думают, там сейчас, короче, нас подловить хотят, короче. Как вот это перед этим, перед дагестанским братом зашел там один. Ты кто, россиянин? Нет. Ну, у меня российский паспорт. Я точно знаю, какая там у моего народа цель. Но у меня нет гражданства. Короче, там вообще полный, короче,
Шугняк. Так, Ой. сейчас. Хоть У лукав них и всё наоборот. жесток, но прекрасен Восток, наточи свой клинок и вперед. Пусть ковер самолет от забот унесет на восток, куда сказка зовет. Арабская ночь. Новый азан. Присоединяйтесь к молитве, к намазу. А теперь на чеченском давай, промотай. На чеченском. Арбобис. Тяжело будет без подготовки. Нужно еще какую-то музыку приложить к твоим словам, чтобы прям все совсем хорошо легло. Который ноет так. Арабы кто? Да, ноет. плачущий, нашид. Еще убийцу надо добавить. То есть я вот сейчас убедился в разговоре с этим. Сейчас убедился в разговоре с этим. Эхо сильно у тебя, Ганнибал. Сейчас 3 раза убедился. Да, этот дагестанец, который зашел, он там, короче, четко дал ответ, то, что в Дагестане двоюродных сестер можно не кехать. Вообще без проблем. Раз так Аллах говорит, нормально. А то, что потом уроды родятся у вас, это вообще, ну, без проблем, да? То есть изначально зная, как бы, что у вас родятся инвалиды, вы детям, как бы, жизнь вот так ломаете по полной программе. Ну, ублюдки, конечно. Ломайте себя полностью. Ломайте. Понимаешь, пара? Тут как бы одно дело, если там, короче, Аллах тебе говорит, там, короче, можно двоюродных сестер не кехать. Ну, наука же доказала, что вот рождаются инвалиды там без рук, там, с аутизмом, с лишней хромосомой. Все равно, короче, продолжают. Сестер для своих. Ты что, против Сунны, что ли? Приветствую. Это кто это говорил, то, что дагестанцам можно, да, на двоюродную сестру жениться? Приветствую, Махвал. Тут был дагестанец до тебя? Ты тоже дагестанец, Расул? Да, я дагестанец. Мусульманин? Альхамдулилlah. О, а как ты вот относишься к бракам с двоюродными сестрами? Очень плохо. Почему? Бля, ну как ты сможешь на свою двоюродную сестру залезть? Ну, твоя же религия говорит, что нормально. Пророк женился он на своей двоюродной сестре. Ну, блин, ну, для меня это как-то несовместимо. В смысле, то есть действия твоего пророка как могут для тебя быть Ну, это те несовместимы? времена были, сейчас другие времена, понимаешь? Какие тогда были времена? В чем проблема была? Зачем ему было жениться на своей двоюродной Я не сестре? знаю, зачем это ему было, сейчас ему вопрос задать, я не могу это, но для меня это Ну вот бы как ты дико. думаешь? Даже для, Ты ж- знаешь, на соседке жениться, для меня это как-то, с кем я вырос, да, вот вместе играли, там соседка, да, Да, вот жениться пророку зачем было не кяхать? Пророку зачем было не кяхать двоюродную это я сестру? не знаю, брат, я тебе отвечаю, не знаю. Ей-богу, не знаю, но для меня это дико. Ну вот как ты назовешь человека, который не кяхал двоюродную сестру? Не, сейчас, я не знаю, я говорю же тебе, для меня это дико. У нас есть там аварцы, там женятся на свою двоюродную сестру. Какого человека можно назвать поехавшим ублюдком? Нет, послушай, у нас, например, аварцы женятся на свою двоюродную сестру. Я Ты можешь такого Дагестан. человека назвать конченным ублюдком? Нет, я не буду никого. Я вообще не оскорбляю в интернете никого, понимаешь? И вот если не кяхал, маленькая девочка. Да, сейчас мы же не за это говорили, мы говорили за другое.
а как Ты не ты думаешь? мусульманин, да, короче, как я понял, ЛД, как там, ЛД Дишни, ЛД Дишни. Я чеченец, я чеченец. Ну не мусульманин, да? Чеченец. Я тебе отвечаю, чеченец. Ну не мусульманин, да, получается? Этот ответ сам по себе тебя должен как бы, ну, он, понимаешь, немногослойный такой ответ. Не понял. Если ты чеченец, ты не можешь быть мусульманином, алло. Я не чеченец, я кумык. Я не говорю, что я чеченец. Ну вот кумыки, да, кумыки могут, дагестанцы могут, это без проблем, но вот чеченцы не могут, не получается. Почему? Потому что для меня человек, Это который фишка вопроса. никяхает свою сестру, это для меня конченый ублюдок. А у чеченцев я разве тоже? есть такое? У чеченцев тоже нет уже этого? Детка не... Можно А? я тоже поговорю с братом? Саляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Алейкум ассалам. Ты россиянин, брат? Ну, мусульманин? Ты к кому обращаешься? Ко мне? Да, да. Да, я мусульманин. Россиянин? Ну, паспорт российский тоже есть. А как это? У кумыков что, есть еще запасное государство? Ну, являюсь еще другой страны гражданином тоже. А Откуда живешь ты ты, есть? живешь ты Я в данное время в Дагестане нахожусь. Вот интересно, у меня грязные мозги, я вот тут у всех спрашиваю, как бы шарики. Мысли, наверное. Мысли, наверное. Ну, у меня потеря шариков, как бы, грубо говоря, я там в Ну, это детстве с современная, велосипеда наверное, упал. новость. Да? И я неправильно понимаю сейчас ислам и вообще мусульман. Вот эти кефиры, которые здесь находятся, они меня вообще добивают, короче, своими кефирскими темами. Ага. И мне вот нужно понять, вот ягуды в Израиле, они там сейчас вот это происходит такая операция, да, и там есть вот эти палестинские арабы. Ты вот как, брат, к этой ситуации относишься? Тому, что людей убивают, я очень негативно отношусь. Не, вообще вот палестинцам, вот, ты хотел бы, чтобы палестинцы создали Палестину и Так она же и Как- была какого Палестина, цвета? есть Палестина. ты как бы хочешь, чтобы палестинская... Да. А? Что говоришь, повтори? Ну, Палестина же была и есть. Ты хочешь, чтобы Палестина была там как государство у арабов было палестинское, да? 20 Ну да. лет. А ты не хочешь? А вот мне интересно, Не, а разве такого государства нету Палестины? ты за мусульман, ты хочешь, чтобы мусульмане жили Да, мирно? конечно, за или мусульман. В России, да, россиянин ты. Я Да. просто хочу правильно понять. У вас президент страны кто? Путин. Он по вероисповеданию вообще, он как ислам, как его называет такого человека? Кафир. А вот смотри, ты живешь под кафиром, да? Как бы у вас Нет, я президент под кафир. кафиром не живу. Нет, это же государство, и там глава государства Путин, Да. кафир. А ты сейчас в какой стране находишься? Я тебе объясню все, где я нахожусь полностью. Я просто вот хочу понять, а то вот эти кафиры, которые здесь в группе, они мне уже все оставшиеся эти мозги, там шарики уже высыпаются у меня оттуда.
И не могу я никак с мысли вот связать. Вот смотри, тебе там, кумыкам другим, аварцам, другим мусульманам, татарам, чеченцам, которые там возле вот этого Рамзана Кадырова, ингушам, кабардино-балкарцам, ну, всем мусульманам России, вам можно как бы под кафиром, да, а вот палестинцам нельзя, да, вот сделать просто беат Биньямину Нетаньяху тоже как бы и жить спокойно в израильском государстве и не устраивать вот эти вот, ну, какие-то акции, да, против евреев, против кафиров. Вот вы же не делаете против кафиров в России какие-то теракты, там, погромы не устраиваете, потом всякие там наложниц не захватываете русских кафиров. И вот не лучше будет, если палестинцы тоже, как вы, будут хорошо жить под кафирами, в кефирском. Тем более у вас вот в России, вот наводнение сейчас было в Дагестане, и вам вместо того, чтобы компенсации там дать, там Шевченко сел и говорит, что вы здесь ходите там накачанные, идите вон, своих олигархов подтяните, короче. Представь, вот государство вместо того, чтобы государство выплачивало, помогало своим гражданам, да, вот за эти нанесенные там ущерб стихии, эти люди говорят, давайте сами вы там что вы там ходите, здоровые, накачанные, там без толку. То есть и то у вас вот такое положение, да, вот в Мухосранске, грубо говоря, вы там живете. Ты вот много вопросов задаешь, а потом это свои вопросы задавать. Это просто комментарий, вот вам можно... На себе твои вопросы отвечу я, да? Да, смотри, еще раз, вам в Мухосранске можно жить, вот у вас под боком мусульман убивают, чеченцев там 300 тысяч убили, потом в самом Дагестане были зачистки, там уводили людей, тоже проблемы были, и сейчас иногда бывают еще. Ну, вам при всем при этом можно под кафирами жить, и вы как бы, вот смотри, как вам удается под кафирами вот так выживать и оставаться мусульманами правоверными, а вот палестинцам... Ты не понимаешь, они в сердце ненавидят их, они в сердце ненавидят их. Я понимаю, вот палестинцы же тоже могут в сердце ненавидеть и улыбаться евреям, как бы говорить «Здравствуйте, добрый день, добро пожаловать», там вот так вот общаться, и пускай там сколько хотят ненавидят, но вот нормально... Не нападать на кефиров. Ты не прав, они должны стать шахидами. Ты шахады лишаешь. Я не думаю, что Расул так же думает. Расул же хочет, чтобы мусульмане, как и им, и дагестанским мусульманам, и кавказским всем, и вообще российским, русским мусульманам, вот они же хорошо живут. Ты кафиром не стал там в России, когда вот среди кафиров живешь? Под кафирским законом? Нет. Да, а вот нельзя, палестинцам тоже нельзя вот мусульманами оставаться и там под кафирами жить. И у них уже там современное государство у яхудов. А что, Советскому Союзу нельзя было тогда под немцев лечь, под этих, чем войну выигрывать? Эти вообще кафиры, и эти, и немцы, и, короче, наши предки воевали. Да, это кафирская война, там вообще... Глупые были, даже наши предки, получается. Никакого смысла, да, нету, это и те кафиры. А вот здесь, видишь, вот российским мусульманам можно, то есть не надо им джихад делать, короче, как 7 октября там захватывать женщин, детей, уводить их потом там, никахать, короче, вот этим. То есть и вы в России там можете жить, а палестинцы должны почему-то вот нападать на евреев, а потом евреи их в ответ, короче. И вы вот сидите вместо того, вот я не пойму, почему вы не говорите, палестинские братья, о наши братья, о сестры, вы что там дурью маетесь, делайте, как мы, вот. Даже песня была такая, делай, как я, Богдан Титамир такой был, пел. Вот так вот, почему мусульмане России не говорят, смотри, вот сюда, посмотрите на нас, смотрите, мы живем в Мухосранске, наводнение, не наводнение, там в каких-то деревнях живем даже, где света нет, воды.
почему вы там в современном государстве не живете себе нормально? Вы что, вы мусульманами не будете, что ли? Да мы же вот вообще крутые мусульмане здесь под кафиром Путиным живем. А ты в какой стране живешь? Я в Австрии живу. Ну, это вот радио Маршо есть ведущий? Вот у него, вот, он же со мной разговаривал. Да, я в Австрии живу. Австрия такое государство есть. А у вас там мусульманин, да, президент? Нет, здесь не мусульман, здесь кефир президент. И что, напрягает, да, у нас? Ты нормально социальные деньги, ты работаешь, ты нормально живешь. Не, там, смотри, ты я, по-любому жил в например, Германии, смотри, да, я, Германии перевернут, вот да, слушай, правильно? Это первая страна. я полностью палестинцев призываю и говорю, чтобы не сопротивляйтесь, вы внутреннее дело Израиля. Вы должны жить хорошо, не надо вам. Зачем вы нападаете на евреев, потом они же не будут сидеть, когда вы их будете, детей, там, стариков, женщин подряд гасить. И зачем вам вообще надо на них нападать? Вон, посмотрите, я всегда им хочу сказать, посмотрите, вот в России живут мусульмане, в Дагестане в частности. Они вообще крутые мусульмане, чем вы даже. И им можно, а вам, вы что, дураки, что ли? Почему вот так вот? Я, наоборот, вот так им призываю. Ну, ты говоришь, что мы сейчас под Путином, да, под кафиром легли здесь, да, говоришь ты? Да, не говорю, я у тебя же спросил. Ты, получается, под одного встал, пошел, под другого лег, да, так получается? Или как это сейчас по твоему понятию, вот то, что ты мне говоришь, это как понять? Еще раз объясняю, я здесь под кафирским этим живу, и у меня... Я поэтому... По другому, смотри, я поэтому... ну, ты дослушай, я поэтому палестинцам говорю, делайте, как я. Ага. А ты как говоришь? Я говорю, давайте наоборот. Надо свой дом защищать, свою землю. Они, если у тебя спросят, а ты что, защищал когда-нибудь вообще? Ты что там делаешь? Ты что нас хочешь специально подставу нам сделать? Кому? Вам? Не, палестинцы у тебя, если спросят, ты что, если они узнают, как в Дагестане дагестанцы живут, они спросят, вы что нас подстрекали все это время, а сами жили под кафирами, вообще не рыпались, там несколько столетий живете нормально. Они очень сильные народы, палестинцы. Да, они вообще слабые перед кавказскими народами. Ты что вообще? Но они не сдаются до последнего. Не, смотри, не сдаются. Подожди, ты в каком плане говоришь, что они слабые по сравнению с кавказцами? Смотри, вот здесь есть много чеченцев в эфире, да? И смотри, вот 2 войны там было у вас рядом в Чечне. И 300 тысяч чеченцев убили, да? Ну, мусульман. Из 1 миллиона. В отличие там от Палестины, там за всю историю около 70 тысяч, я слышал, погибло людей в вот этих войнах. И вот, а у тебя из миллиона под боком твои кавказцы, вот 300 тысяч. Ты можешь оценку дать, вот что это там произошло? Чеченцам нужно сопротивляться, отстаивать свое государство? Этому оценку вы сами дали? Нет, им нужно чеченцам отстаивать. Этому оценку вы сами дали. Брат, смотри, им нужно защищаться и отстаивать свое государство, быть сильными, или им нужно просто, как вам, под русских кафиров, вот так лечь? Ну а почему ты не сопротивлялся и ушел туда, в Австрию, за хорошим социалом, живешь там, социальные деньги получаешь, лежишь, кайфуешь? Почему и в интернете сидишь? А что не сопротивлялся? Только он это и говорит. До конца почему не газовал? В этом нету смысла. В этом нету смысла. Поэтому он палестинцам говорит, не сопротивляйтесь, все равно ничего не получится. А ты, который точно так же вообще никогда не сопротивлялся и даже думать об этом боишься сопротивляться России, подстрекаешь этих палестинцев сопротивляться, в то время как сам ни хрена не сопротивляешься. А он не призывает их сопротивляться, потому что сам не сопротивляется. Вот в данном случае он об этом говорит. Не понимаешь, что ли?
Ну, сидя в Европе, конечно, это говорит вам легко. Не сопротивляешься, сопротивляешься. Так ты тоже сиди ровно в Дагестане и то же самое говори палестинцам. Сидите на попе ровно, как и я. Бит биться, дерби. Сам сидишь на попе ровно, потому что тебя сразу зачморят там, сразу чморнут, короче, если голову высунешь, короче. А их призываешь там высовывать голову и умирать. Это неправильно, несправедливо ты так с ними поступаешь. Шмарнули, вы чухнули, да, с Кавказа? Так получается. Мы не об этом, мы не про нас говорим, мы о тебе говорим, который палестинцев призывает умирать, а сам не собираешься ни умирать, ни сопротивляться, ни хрена делать. Вот о чем мы. Ну, я вижу ваше сопротивление, какое оно. В чем тут мы сопротивляемся, не сопротивляемся, это в данном случае твое положение не спасает. Кто бы мы ни были, что бы мы ни делали. Мы же тебе это не в упрек говорим. А чтобы вы прекратили этих баранов подстрекать на всякие теракты. Это люди у себя дома живут. Тоже у себя дома живешь, в составе России, хорошо живешь и не сопротивляешься. Они тоже будут жить в Израиле, в составе Израиля, в своем доме. Ты откуда знаешь будущее? Но если вы не будете их подстрекать, и джихад они не будут делать теракты, то нормально будут жить в составе Израиля. Палестина это внутреннее дело может. Израиля. Подожди, ты хочешь сказать, Палестина Сюда может перебирается в Израиле, там в Израиле теракты делают? Я говорю, что Палестина это внутреннее дело Израиля. Сидите и свои головы не вылупляйте у себя дома там. У вас что, там нету места джихад делать, что ли? Вы освободили уже свою родину, что ли? А что, наша родина Россия, братан? Или у тебя отдельная Их родина тоже Израиль. Их родина тоже Израиль. А Палестина когда получилась? Палестина это вообще в арабском слове, в языке вообще буквы П нету. Палестина это Рим называл до нашей эры, когда это их территория была. Палестиной называл Израиль. Израиль силы набрал, Рим исчез, Рим пал. Израиль восстановил свое государство и вернул название свое. Подожди, а твое Кумыкистан постоянно было русское, что ли? Кумыкистан это где? Это что-то не знаю, это первый раз слышу. Кумыкистан нету такого. Ну, Дагестан, он русский всегда был, Дагестан. Он в составе России был. Всегда. Он в составе России находится. Всегда был он в составе России, Дагестан. По-моему, да. Если я не ошибаюсь. Может, если я ошибаюсь, поправишь, может? А если бы не был сейчас вот в составе России, ты что, сопротивлялся бы или жил бы нормально себе в России с русским рублем? Как обратно повтори свой вопрос? Брат, вот ты я не Смотри, знаю, сколько классов? Не, подожди, послушай, я сейчас понял. Ты школу ходил. Дагестан не был бы в составе России, это была бы Ты в отдельная школу ходил республика. вообще? Отдельная школу республика ходил? или отдельное государство, если, например, было бы, да, Дагестан, примерно, да, или же Кавказ, например, и Россия решила бы его завоевать, конечно, я за свою республику воевал бы. Там вообще Джихад спору делал нет. бы ты, да? Ну, я за свою республику воевал бы, там спору нет. Там вопросов быть не может. Вот теперь смотри, вот у тебя по соседству чеченская была республика. Ну, Да, чеченцы воевали там за независимость. ну, 300 тысяч вот за 2 войны погибло там чеченцев. ну. Что им вот дальше нужно чеченцам делать? Дальше джихад нужно делать. Ну, это вам нужно знать. Ты же оттуда убежал с Чечни, правильно? Подожди, ты же знаешь, что нужно палестинцам делать, а что чеченцам делать тоже. Подскажи, в пустыню далеко не уходи, вот здесь рядом, скажи. Ну, что это делать. тебе лучше знать. Нет, смотри. Не, как Ты- нет, тебе- тебе это лучше знать. Смотри, тебе лучше знать, чем палестинцам, чем евреям, вот, что там происходит. А здесь тебе, я просто очень легкий вопрос задал. Вот, у тебя рядом соседи чеченцы. Ведут уже там несколько веков противостояния вот это. И
И сейчас они должны это продолжать, или они должны, как и ты, в России жить нормально под Путиным? Ну вы же живете. Расул, а ты знаешь, что такое граф Ермолов? Слышал такого. Немного такого, который хотя бы в школе учился. Давайте лучше пригласим, а то мы как бы мучаем человека. Он, конечно, он понимает, о чем речь идет, но он как бы не хочет понять, что ему пытаются здесь. Расул, а что ты слышал? Расул, а что ты слышал Что про графа ему, Ермолова? что ему объяснить пытаются, вот это вот он никак не может понять. Зачем вы лезете? Вот смотри, Расул, зачем вы лезете куда-то к палестинцам? Зачем вы... Алло. Алло. Расул у нас... Хамида. Расул Вот у нас, Халидов походу, пишет. в Европе живет. Вот Халидов пишет, вот упрекают чеченцев в поддержке Палестины, а сами стали адвокатами Израиля. Во-первых, израильтяне сами наилучшие адвокаты, они в нашем адвокатуре не нуждаются в адвокатских услугах. Во-вторых, чеченцы какой поддержки могут делать Палестине, если чеченцы, мы сами не можем себе ни в чем помочь и находимся, в составе Российской Федерации, которые оккупировали через убийство 300 тысяч чеченцев. Мы сами себе не можем помочь. Какую поддержку ты Палестине оказываешь? Себе окажи поддержку сначала. Не смешите, пожалуйста, людей. Заберите у этих людей интернет, пожалуйста. Кто им дал интернет? Путин? Ты давай Вот смотри. завершай дело, блин. Смотрите, Расулы или Джамшуты, кто вы здесь? Смотрите, господа Джамшуты. Вот вы живете где-то там в Кумыке, в Дагестане, или еще где-то там, даргинцы, я не знаю, табасаранцы, и так далее. Вот там вы живете, объясняйте этим палестинцам, вы что, дебилы, что ли, у вас крутое израильское государство. Мы здесь, в Мухосранске, с русскими, живем и вообще в ус не дуем, даже не дергаемся. Вообще мы никакого лишнего движения, вообще каких-то резких движений тут не делаем. Мы нормально живем, мы граждане России, даже вот про чеченцев, про политику говорить боимся. Просто высказать свое мнение, даже у себя в голове подумать. Инакомыслие мы боимся. И мы сидим нормально, мы мусульманничаем здесь, мусульмане стоим мы. И почему вы, дураки, там дергаетесь? Да блин, если бы мы там были бы вместо вас, мы бы в Израиль руками и ногами, возьмите нас, сделайте нас внутренним своим делом. Мы вот тут под Мухосранском сидим. Как вот, что сделать, чтобы мы стали внутренним делом Израиля, современного, шикарного государства? Вот так бы мы себя вели, палестинцы, вы что там вообще? Дубу рухнули там, какие-то вообще, что у вас с мозгами? То есть вы должны это объяснять, да, на себе вот показывать, что вы, чем вы занимаетесь, как вы терпите вот это все, как вам это нормально, главное, чтобы не было ни войны, никого не убивали лишнего, чтобы одного дагестанца кровь не пролилась. То есть вам даже вы готовы полностью стать россиянами, даже русскими, если вам сегодня русские скажут, вы русский язык, уже свой язык, там у вас все вообще пофигу. Главное, чтобы вы жили, чтобы жить можно было, есть, спать. Кстати, это правда, что в Махачкале два гей-клуба? Да, чтобы какая-никакая медицина была, да, чтобы вот такое. Вам это все можно. Почему вы не хотите, чтобы палестинцам, или, я не знаю, как их называть, арабам вот этим, которые там Палестина бегают, да, вот им, почему вы то же самое, что себе? Вообще там же у вас есть хадисы, аяты, где сказано, что мусульманин должен хотеть своему брату то, что и себе, брату мусульманину. Почему вы не предлагаете этим людям? Вы что там дергаетесь? Сидите как мы
самые истинные мусульмане, мы вообще кефирами не становимся. Русским полностью. Если русские сказать, говорят джихад в Украине, да, мы люди простые, говорят джихад, идем и делаем джихад. Говорят там СВО, идем делаем СВО. Говорят, вон против чеченцев вот этих надо с винтовками выйти, там где-то им Басаеву, другим в спину стрелять. Мы идем туда, стреляем. Вы тоже вот так, дураки, сидите под Аулия, косите там свое Палестины, короче. И все вам будет шик, чики-пуки будет. Вместо этого я вот поэтому эту тему хочу опять и опять поднять. И хочу, чтобы хоть какой-то человек более вразумительный мне ответ дал. Почему вам можно под русскими кафирами, и с вами ничего не происходит, и ваши земли, и все, вы принадлежите полностью русским, и душой, и землями, и телом, и всем. И вы при этом не становитесь ни мусульманами, ни куфрами, ни кем. А палестинцев палестинцы, давайте там против евреев, туда-сюда. А потом говорить, там наших мусульман убивают. Вы сами их подстрекаете. Вам нужно им сказать, сидите на месте. Вон чеченцев убили 300 тысяч из одного всего лишь миллиона. Там палестинцев несколько, 7-8 миллионов, там еще за пределами дофига. А чеченцев вон убили 300 тысяч, и вы все равно все говорите, сидите, чеченцы под русскими. Вы что вообще рыпались лишний раз? Сидите, как мы. Вот точно так нужно и палестинцам говорить, что у вас в мозгах, вы не понимаете, что ли? У вас вместо головы советский телевизор со Скобеевой в хиджабе, как я вчера говорил, да? У вас вместо головы вот этот, как он назывался, который переключают вот этим плоскогубцами, там они ломались, эти телевизоры, и потом такой хренотень вот такую крутишь, да, и переключаешь каналы. Вот такой у вас телевизор вместо головы, советский еще, советских времен, в котором сидит Скобеева в хиджабе и там рассказывает вам про шариат, про мусульман, про халифаты, про каких-то этих, про палестинцев. И вы берете туда и им лезете, подстрекаете их. А сами сидите вообще абсолютно вам полностью по барабану. И вас это как бы ни мусульманами не делает. Вам можно под кафирами. Я вообще поэтому говорю, понятно, что здесь и сарказм иногда присутствует, и там юмор какой-то, в целом же вам ясно, да, ясен посыл? Кто-нибудь может внятно как-то обосновать вот это все? Поднимайте, мусульман, поднимайте. Расул Хазаришин. Саляму алейкум. Уэр, Расул, нохчима, хуймкиш, дух хуймкиш, нохчима. Масан. Задаюсь вопросом, если до чеченцев нету никакого дела, то вот с какой целью они учат наш язык, например, вот это интересно, кстати. Они уже 200 лет учат, 300 лет. Даже при этого, храмового Тимура учили они.
Че, в- Стечкин, поднимись, расскажи, почему дагестанцы учат чеченский язык. Маршал Серга. Да, Маша, вы видели, чтобы в России мусульмане в России, дагестанцы, вот наши кавказцы, они недалеко, короче, рядом с нами. Кабардино-балкарцы, карачаево-черкесы, татары, башкиры. Потом, кто еще в России, там, мусульманские нации? Ну, все, кого я перечислил, не перечислил. Русские там тоже есть. Вы видели, чтобы эти люди выходили? Вот у нас ожесточенная вот эта вот боевая постоянно движуха там происходила. То есть нас подряд гасили и самолетов, и с ураганов, градов, короче, всякую, что только не применяли. Все запрещенные виды, короче. Потом по всей России где-то уводили людей, без вести теряли. То есть у нас несколько десятков, более там пару десятков тысяч людей числятся без вести пропавших. Вот эти пытки, не пытки, ну, осуждаю, чтобы нас здесь сейчас не гасили. Это просто констатация факта. Вот это все, когда происходило, вы видели, чтобы вот эти люди выходили, как вот сейчас Палестина, там выходят, короче. И везде вот эти вот с лозунгами там выступают. Вы видели, чтобы мусульмане вели себя так же? Почему это уже не происходило вообще нигде? Вообще никто нигде не выходил, ни какие-то лозунги не делал. Ни русских, ни в этих в своих республиках русских не искали в турбинах самолетов. Так, где, короче, где солдаты там, я не знаю, офицеры, ФСБшники, где там? Вы видели, чтобы с фонариками где-то бегали в каком-то регионе, в турбинах искали, короче? Почему этого не происходило? Что здесь не так, я не пойму. То есть все боялись, что ли, или что такое было? То есть, Молча если ты... соглашались, молча. Да, если ты боишься, если у тебя есть, значит, опасность, ты можешь сидеть и ничего не говорить, да?
Окей, принято. Принято. Давай, все боялись. Это было страшно. Это было как бы чревато, да, какими-то, возможно, последствиями, там, я не знаю. Вроде тогда митинги даже не разгоняли, это сейчас. Кто на митинг даже выйдет, короче, тем сразу могут и без вести там потерять, да, такое тоже бывает. Ну, в редких хотя случаях, тем не менее, митинги там вот такое не приветствуется. То есть там все молчали, и вот это молчание ягнят, бля, или кого там, оно можно было, да, вот там это можно было молчать, сидеть всем, ничего не говорить. А палестинцам, значит, нужно, да, вот выходить там палестинцам говорить, давайте вы, ваше государство туда-сюда. То есть я не знаю, вот у нас у русских, в мозгах русских мусульман, российских мусульман, какая-то две параллельные реальности, какой-то когнитивный диссонанс. Вроде бы они за мусульман, за независимое государство какое-то у мусульман, за это, короче, выступают. И в то же время они себе, им вообще это нафиг не надо, они могут жить с куфарами спокойно. И это не мешает им, и никакие эти страдания с ними, ничего не происходит. Может, пират нам хоть как-то там объяснит, пират? Давай уже, вот ты попытайся, а то вот этот, который сейчас заходил, у него, он, видимо, я с велосипеда упал там, а он, видимо, с КамАЗа упал там. Что-то у него вообще... Так он не то, что не убедил, а вообще я чуть проценты свои не скинул из-за его... Там, по-моему, не с КамАЗа, Ибраим, а с БелАЗа. Да, а он там дальше сидел вообще. Лиза пишет, жаль, что чеченцы забыли, что палестинцы поддерживали Россию. Совершенно верно. И жаль, что чеченцы забыли, что палестинцы, то есть арабы, просто несколько сотен лет вот эти нашествия на Кавказ, попытка там всех исламизировать, всех как бы в свое рабство загнать, в том числе, ну, как бы Чечню тоже попытки были, но там удачно отбили их. Ну, просто вот эти моменты тоже забыли, арабские вот эти нашествия.
Так, друзья, у нас не слетел эфир случайно? Вроде нет, Ибраим. Тут никто как бабки не базарит, если нормально зайдешь, без оскорблений, без матов, с тобой нормально по-человечески будут общаться. Вот Просто смотри, Элды, вот смотри, во всем мире Ягуды, да, как бы захватили все. Везде, короче, в России Путин, там, везде, в Европе, соответственно, в Норвегии, в Швеции, в Австрии, короче, везде запрягают Ягуды. И вот этим мусликам, сусликам, которые по Швециям, там, по Германии, разбежались и в норках там сидят, под корягу заползли, им можно под евреями, под всемирным еврейским вот этим правительством, всем можно, короче, сидеть, не дергаться, ничего. Всем все хорошо, они сидят. А палестинцы, они вот должны. Почему-то палестинцы должны против евреев. Палестинцам нельзя нормально, спокойно жить в своем государстве, подоля косить. В своем еврейском, напрямую еврейском государстве даже не надо никакие правительства где-то. Вот самые эти Иуды центр, он находится, где находится? В Израиле, конечно, да. И вот напрямую там жить в Израиле, я сейчас цитирую, да, вот идеологию, вот это вот ОРТ, все, короче, потом всю Ахлюсунну, Мухлюсунну, всю вот эту тему, да, вот видишь, евреи, Австрия, евреи все захватили, и огромные порядок. Вот видишь, а тут можно сидеть с сусликом в норках? Конечно, можно, все сидят, и все. А палестинцам можно нормально там жить, тоже с евреями, в своем еврейском государстве? Нет, им вот нет, там нельзя, там нужно вот нападать, там нужно устраивать теракты, там нужно дебоширить и потом получать под зад. Вот, а потом ходить ныть, ой, сяма, там, мусульман, ягуды. Видите, геноцидят. Здесь вот так еще носики подтирать там евроми. Ой, сяма, мусульман. Короче, не оставляют в покое ягуды. Что-то непонятно. человек с ником меньше знаешь, больше тупой. Поднимись, пожалуйста, расскажи, что конкретно тебе в нашем общении не понравилось, что как бы вот я как понял, ты мусульманин. Расскажи вот в чем как бы вот по-твоему заключается наше оскорбление в твой личный адрес. Тут нормально, адекватно общаются, если не матерятся, не переходят на личности. Даже когда переходят на личности, тут в обратку не петушатся, просто спускают пинком под зад, да, как им положено. Тут нормально общаются, не надо как бы тут... Зайди, поднимись. Поднимитесь.
Просто вот держу как бы в сведении, да, людей, которые там одурманены вот этим палестино-израильским конфликтом. Вот эти идеологи, которые вас надоумили на эту хрень, там, Free Palestine, да, вот эти идеологи, они завтра, когда им указ придет, они резко станут сами сионистами, защитниками евреев. И конкретный этому пример, это у нас господин Руслан Кутаев, который в каждом своем эфире, каждом своем интервью, у него евреи, сионисты, Запад во всем виноват. Ну, недавно он вот что-то стал сионистом, что-то стал евреев защищать. Говорит, что чеченский народ вот всегда будет, короче, на еврейской стороне. Это, вот так ваши идеологи прыгают с одного стула на другой. Не давайте себя вот этой хренью дурманить, себе там, лапшу на уши вешать. Ислам – это религия арабов, это этная религия арабов. Ты молишься на арабском, тебя зовут по-арабски, ты здороваешься на арабском, ты носишь арабскую, у тебя внешний вид арабский. Это этная религия арабов, она к чеченцам никакое отношения не имеет. Это ни хрена не осознанный выбор чеченцев. Чеченцев обманули, конкретно лоханули такой штукой, как суфизм, которая в обертке вроде как ислам, но если разделить на атомы, то там просто микс язычества, христианства и вот всяких хадисов, да, которые потом оказалось, что вообще никакого отношения к настоящему исламу не имеют там никакой цепочки, которую до сих пор Салах Любянский, поп, да, вот этот главный муфти России, или, ну вот, Грозного, который до сих пор продолжает вещать там про Кунта Хаджи, про, ну вот, другие там, других вот устазов, которые вообще не признаны в исламе, только у нас у чеченцев. Алло. Да, приветствую, пират. Здравствуйте. Добрый день. Не знаю, что это первый раз такое вот захожу и сколько, раз 5 меня выбросило, связи не было. Да, Обычно... Приветствую. Во-первых, да, приветствую к вам, как говорится, зашел без матов, без ничего, только с уважением зашел в ваш дом. Мне просто было интересно, по-моему, я вас слушал несколько раз, и вначале, возможно, бывали неправильное понимание, какое-то отрицание и непонимание. Я бы хотел бы спросить кое-что более точно. Можно вам задать вопрос? Да. Свободный микрофон. Ну, это как бы личные, да, вопросы получаются. Вы по национальности чеченец? Да, чеченец. И вы, более точно сказать, значит... Да, чеченец стоит под да, вы, насколько можете, боретесь с чужой культурой и религией, которая навязалась вам когда-то, правильно? И это конкретно с исламом. Мы, да, боремся с исламизацией, которую к нам завез господин Александр Дугин со своими товарищами. Детали. Да. Вы против чужой... Ну, тут важно. Просто вот если сказать, что мы против ислама, это будет звучать, как будто тут какие-то нигилисты, подростки собрались чисто, чтобы вот
Не-не-не, давайте говорить своими именами. Да, ну, как бы тут нужно просто вот эти имена называть, как Александр Дугин, потому что многие же не знают про таких личностей. Это же все за кулисье. Я знаю Дугина, прочитал про него, как бы есть какая-то информация. Ну, ты в курсе, да, что это Дугин завез в Чечню во время Второй войны Ахлю Сунна валь Джамаа, то есть настоящий ислам? Ну, я не знал тогда, что ноги от него растут, но знал, что после там распада СССР в республиках Кавказа, и не только Кавказа, везде, по всем, там и Татарстан, и Казахстан, и эти другие, где был ислам, продвинулся вот это течение исламское очень сильно. Спонсировались, деньги вкладывались. А то, что за этим стоят уши Дугина, я не знал. Ну, не предполагал, не имел столько информации. Хотя в современное время это видно. Явно. В принципе, это корень не меняет. Вы отрицаете чужую, насильно вторгнутую культуру и религию. Будь она тогда или сейчас, ведь не имеет значения. 300 лет назад, грубо говоря, был такой же Дугин. Да, чеченцы против шариата. Так вот. А кто тебе сказал, что чеченцы против шариата? Ты от всей Чечни не должен, ты даже не чеченец. Он не чеченец, а что вы с ним разговариваете? Он чеченоговорящий русский. Ты не спеши. Тебя тоже один момент. Порядок, друзья, порядок. Вот этот Марк Дакаскас, который зашел, тебе тоже слово дадут. Ты тоже чеченец. Смотри, ты тоже чеченец, и он тоже чеченец. И ты выскажешь свое мнение как чеченец, да, как один из чеченцев. И он выскажет свое мнение. И другие. Поэтому ты не спеши просто вот. Его не перебивай, и свою альтернативную точку выскажешь потом, когда закончит. А не надо говорить от всего Чечни. От всего Чечни. Я являюсь представителем чеченского народа. Почему я не могу говорить о себе? Я же есть народ. Ты не являешься чеченским. А кто это решил? Ну, это факт. Ну, ты просто, наверное, чеченоговорящий. Так же, как и жили в Грозном люди. Ну, давай посмотрим. А вот ты поддерживаешь шариат, Марк? Да, я поддерживаю шариат. А почему не поддерживать? И все чеченцы 99% поддерживают. А кто тебе сказал, что чеченцы не поддерживают? Что такое шариат чеченцы? Марк, ты в курсе, что ты знаешь, что такое шариат? А ты знаешь? Прекрасно. А что такое шариат? Поэтому я и против. А почему ты против? Шариат это когда ты можешь заникахать 9-летнюю девочку, ты можешь... А кто тебе сказал, что это можно? Да, кто тебе сказал, где это написано? Вот такие, как вы, не имеют никакого отношения к чеченцам и чеченской ночи. Почему? Потому что вы даже домой не идете. Вы русские. А можешь без накидывания на вентилятор? Успокойся. Такие, как вы, не имеют никакого отношения к чеченцам. Это все знают. А вас тут можно по пальцам пересчитать. Вы русские со своими русскими корнями. Ты просто хочешь здесь... Подожди, свободы. Бардак, поехал. Смотри, от того, что ты здесь что-то заболтаешь, мы не поймем, что происходит, что такое шариат. Знаешь ли ты вообще, что такое шариат? Ты не поймешь, о чем вообще Элды Дишны говорит. Ты если хочешь понять, как это он чеченец, у него другое мнение, почему он это говорит. И ты, если не будешь его слушать, то, что он говорит, потом ему отвечать или наоборот, ему вопросы задавать и выслушивать ответы, ты просто что-то сказал и вышел, ты не чеченец. Я не вышел. Вы просто тут сидите, чеченоговорящие, вас можно по пальцам пересчитать. Это все знают, это ни для кого не секрет. Он тебе, Элды, Таких, как вы никогда не были в Чечне. Вы даже отношений не имеете. Вы просто научились разговаривать на чеченском языке. Это не проблема.
Подожди, у тебя президент Путин кафир? В смысле президент Путин? У тебя президент кафир, Путин твой президент? Почему мой президент Путин? Нет. Ты признаешь его как своего Нет, президента? нет. Как своего? Нет, не признаю. Ты не в России живешь? Я в России живу. Ты признаешь, что чеченское государство, Не, я тебе же не твоим зависит языком от говорю. кафиров? Я же тебе же твоим русским языком говорю. Нет. А ты говоришь одно. Я тебе говорю про Барвана, а ты про Васю говоришь. Ты даже сам не знаешь, Я что ты вопрос еще несешь. не задал. Ты задал Я ты еще вопрос. не Ты задал. даже формулировку не знаешь этого вопроса. О чем ты задал Следующий вопрос. Следующий вопрос. Ты что говоришь, что у тебя отдельное какое-то государство? Не. Ты хоть знаешь вообще, что ты несешь? Ты сам не знаешь, Ну что ты объясни мне, несешь. что я несу, объясни. Ты ничего ты не знаешь, ты просто сидишь тут. У вас тут сидят, короче, пару человек и сидят тут целыми днями, лялякаете, лялякаете. Успокойся, подожди, успокойся. Еще раз спрашиваю. У тебя президент Путин, я спросил, ты говоришь нет. У тебя, значит, ты в каком государстве живешь? Объясни мне. Ты вроде сюда заскочил, на себе лёжь, тельняшки, кальсоны, ватник уже даже порвал. Объясни, сейчас Шанель начнешь рвать свою. Что с тобой происходит? Ты что, если ты не Путина, кафира, не признаешь президентом, у тебя Это ты отдельное признаешь. государство? Это при чем ты? Ты же кафир же, ты же говоришь, что можно жениться на 9-летней девчонке. Это же твои же слова же. Это арабы говорят. Это твои слова. При чем тут арабы? Это твои слова. Арабы говорят. Это вообще туда не уходи, мы сейчас о другом говорим. Ты говоришь, Мы что сейчас здесь чеченцы. не о другом говорим. Мы сейчас Да, говорим именно об чеченцы, этом. чеченоговорящие, ты говоришь там, что ты Ну, я же говорю, мусульманин. что вы чеченоговорящие люди. 2,5 У раз вас тут можно по мусульманин. пальцам пересчитать, и все. По пальцам вас можно Да, пересчитать. Не дважды более того. мусульманин Российской Такие, Федерации. как вы, не я имеете хочу никакого показать. отношения к чеченцам. Наил, ты не умеешь дискутировать. Давай, Пират, это самое, продолжи свою дискуссию с ЛД. Он все равно, он как бы недоговорной, ты не сможешь с ним поговорить. Вопрос заскочил там. Это, Ибраим, просто чтобы этот понимал, который вышел, Марк, насчет 9-летней, это просто, я тебе к сведению, это действие пророка, то есть он женился на Аише, когда ей было 6 лет, но потом ее отец уговорил этого пророка, да, чтобы 3 года подождал. И когда ей 9 исполнилось, он ее заникахил в ее же доме, у ее родителей, то есть прямо там на кровати дела сделал. Там написано в этом достоверном сборнике хадисов, не от себя придумываем. Это ислам, это и есть шариат. Поэтому я говорю, чеченцы против шариата, чеченцы против педофилии, чеченцы против инцестов, чеченцы против изнасилований по 424. Работорговли чеченцы очень не любят рабство. Чеченцы самое ценное, что у чеченцев есть, это свобода. И самое ненавистное нам это рабство. Поэтому, да, чеченцы против шариата. Извиняюсь, что перебил, Пират, говори. Ничего. Я думал, вообще-то этот Макс конкретно ваш клиент, и вы бы могли его хоть как-то доводами переубедить, но ты говоришь, раз не тот вариант. Мне показалось, что он полицмент какой-то в Ставропольском крае, где-то формулировки ваши не те, что-то он начал когда говорить. Ну, дело не в этом. Я понял, это официально вначале выразился, что вы конкретно против чужой культуры и религии, которая навязалась когда-то, а сейчас она еще больше стирает идентичность своего народа, правильно? До сих пор я правильно вас понял? Вот я уже перечислил все вещи, которые чеченские против. Следующий вопрос. Смотрите, я даже знаю еще больше, что у вас у чеченцев и до этого сейчас оно присутствует, свой этот закон, внутренний закон. Такие законы есть у многих, я знаю, народов. Внутри народа у отдельных есть свой еще закон. Закон чести, закон, не знаю, там как-то, он даже как-то называется. Имеет...
Вот видишь, и вот такой идол есть у многих вот древних народов, вот у отдельных рас этого народа, более древних, более, которые, знаешь, более коренные, вот у них сохраняется это идол. Вплоть до вот вплоть до кровной мести, которая до сих пор, до вот сегодняшнего дня, представь, оно очень далекие корни имеет. Поэтому не все как бы ветви разных народов имеют этот закон кровной мести. Вот он связан вот с этими идолами каждого, где это присутствует. А что вы еще знаете, что у вас было как почитание вот Богу до мусульманства? Что почитали ваши предки, которые не были глупым и диким народом, это 100%, которые были умнее вот современного, допустим, поколения, намного мудрее? Вот что они почитали? Куда вы ведете, как бы вот спасая вот тех, кого молодежь? У нас Дейла, это создатель, то есть то, что неведомо, да, вот для человека, откуда все, как, что, где, это называется Дейла. То есть высшая сила. Вот этот Дейла стоит над всем. Вот это вот почитали чеченцы не так, чтобы кланяться там и так далее. Как я понимаю, да, и глубоко не лезли, что Дейла вот так сделал, вот там пришел, с кем-то это поговорил, вот это. Да, там с кем-то. Чтобы кто-то сказал, что вот сидел человек и писал, что говорил или делал. Это было необходимо? У вас было это вот дальше какое-то вот целая вот каста на этом? Каких-то священных писаний у нас нету. У нас просто есть вот устои, да, которые, ну, по всей видимости, раньше они писанные были, и какое-то мощное было в виде там какого-то либо государственного какого-то образования, когда каждый был обязан следовать каким-то правилам там во время военных действий, во время вообще в быту там, в отношениях и так далее. Ну, потом уже вот, видимо, что-то там произошло, и вот эта вот цепочка, она порвалась, да, вот эти всякие кочевники, да, кочевниковские вот эти там монголо-татарские, не монголо-татарские вот эти движения. Вот на этот период там что-то все порвалось. И после этого постоянно в состоянии войн. Вот смотри, вот, кавказским народам, да, чеченцам, вот, да и кавказским, говорю, не чуждо, даже очень сильно знакомо чувство честь, свобода, благородство, воля, вот эти вещи, да, и это стоит не просто так, что отдельная какая-то вот тупая вот характеристика, за этим стоит и корни вот большие. Кавказ, должно быть, я тебе говорю, вот это где я видел здесь, а Прометей где-то видел. В общем, Кавказ, Прометей более да, как бы тот, который, истории ковырялся, было бы неплохо, да, если он смотри, поднялся. Даже, вот смотри, Прометей дал огонь, и его распяли на Кавказе, в горах. Он дал огонь людям. Огонь и техника называется дальше. Что как можно творить. Вот ему когда-то кто-то воздавал, ну, честь. Что да, действительно, был такой и дал нам огонь, дал нам технику. Люди начали уметь делать там, не знаю, колеса, стрелы, что-то, в общем, ну, технику. И вот если продолжать, вот куда вы ведете все-таки, в какую, вот во что должна молодежь, вот, что познавать хотя бы, не верить, а познавать, какое направление? Свободу познавать. Как всегда чеченцы и делали, как всегда вот чеченцы
всю свою историю боролись за свободу, не за ислам, не за шариат, а за свободу. Всегда у нас было национальное освободительные войны от России, от других империй. Никогда мы нигде шариат не устанавливали. Вот за это нужно... До этого... Ну ладно, знаешь, как тогда вопрос? А вот этот закон, что вы сказали, вот он может помочь? И вы можете жить на основании только этого закона, не учитывая никаких... В 1992 году Конституция полностью светская, полностью... Не, я что-то... Подождите, Элби, я что-то не пойму. Какой закон? Вы что, по шариату там живете, пират? Нет, вы, которые сказали, что у вас у чеченцев есть еще Не, закон. подождите. Я вот эти ваши вопросы... Один момент, не спешите. Спокойно. Вы какие-то вопросы задаете, вы видели, чтобы в этом мире по каким-то шариатам где-то кто-то жил? Или вы по шариату живете сами? Что такое шариат? Я вот эти ваши вопросы не могу понять. Вы как будто бы вы там что-то хотите, скажем так, отстоять шариат и сказать, что если без шариата, то люди... Вот я живу в Австрии, здесь нету никакого шариата. Здесь прекрасно живут люди, у них есть все технологии, тут есть законы работающие, тут человеческая жизнь, она... С ней как бы считаются, здесь есть медицина, здесь есть неплохие условия там для жизни. Тут даже вот приехавших в это государство, у которых в своих каких-то странах проблемы, да, там политического характера, даже вот их принимают к себе и в свою среду как бы запускают и дают возможность, как бы шанс людям, скажем так, реабилитироваться, восстановиться, прожить, встать на ноги и жить нормально. Я не пойму, вы вот говорите, если вы чеченцы там от шариата отойдете, что вы взамен... А что взамен, я не пойму. Взамен нормально, взамен ничего здесь не требуется. Нельзя изнасиловать замужних женщин, нельзя отрубать там конечности, нельзя камнями побивать кого-то, нельзя из-за того, что ты... Просто ненависть, из-за того, что человек не твоей вероубеждения, да, твоей конфессии, нельзя с ним враждовать, это ненормально. Вот что важно во всем этом. Надо вернуться просто не делать это, вот этим не заниматься. Вот в чем весь смысл, вся суть. Не заниматься вот этими грязными какими-то вещами. Ты что предлагаешь? Австрийский образ жизни? Еще раз. У меня вопрос вот другой был. Смотри, ты, например, какой-то блудник, да, вот, там ходишь, там, с людьми, короче, сношаешься, на каждом шоу, или алкаш, валяешься где-то. Тебе говорят, перестань этим заниматься. И ты говоришь, а что мне еще делать? Алло, перестань этим просто заниматься, веди себя нормально, стань опять человеком. Просто не занимайся вот этим делом, тем более подкрепляя его как божественный какие-то там заветы. Его же должен кто-то воспитать, чтобы он пошел этим путем, стал. Просто так стать человеком, тем более если он валялся, невозможно. Да, поэтому нужно объяснить. Он думает, что ему Всевышний предписал, что можно изнасиловать замужних женщин. И тебе нужно объяснить этому человеку, что это неправда. Таких предписаний Всевышний, который создал там все то, что мы знаем и не знаем. Они обязательно... Смотри, да, он не может как бы сам себе противоречить, потому что ты же тоже не хочешь, чтобы твою сестру, маму, жену изнасиловали. Вот тоже не насилуй поэтому людей. Уважаемый, меня слышно? Я перебью, извиняюсь. Не обязательно приводить крайние доводы, знаешь, такие, которые бьют прямо другому, знаешь, центральную нервную систему. Достаточно... Нет, это как раз важно. Это важно, чтобы человек сам прочувствовал и понял, что это ненормально.
Нет, этим самым, посмотри, знаешь, что ты делаешь, отвергаешь полностью его, закрываешь его вот этот доступ доведения до него твоей мысли. Ты ему бьешь прям в центральную нервную систему, в шок его приводишь. Понимаешь? Есть другие доводы, которые... Ну, у вас, видимо, пират, есть какой-то личный опыт. Да. И я вам, скажем так, вот у нас здесь дискуссия или там общение. Я желаю вам успеха в вашей деятельности. Надеюсь, у вас результаты тоже есть. Вот у вас какие-то правильные методы есть, которыми вы можете правильно до людей довести спасибо. это. Дай мне, пожалуйста, закончить Да, мысль. да. А вы можете показать свой какой-то результат? Да, я вот, постараюсь. где? Да, я поделюсь с тобой. Да, пожалуйста, покажите, вот, что ваши результаты, вы как бы лучше знаете. Вот смотри, я поделюсь словами мыслей, которые я приобрел, которые посчитаешь нужным, будет тебе интересно. Нет. Первую часть я сказал, что вот говоря крайними вот этими доводами, они стопроцентные доводы, что ты говоришь, они 1000% доводы, и которые невозможно не опровергнуть, потому что это написано. Ну, чем начиная с этого и шокируя, оставляя человека... не на своей даже стороне, опять же на той, он после шока придет в себя, он живет в той обстановке и будет дальше так же жить и не изменится. А если ему привести простой довод, если вы можете долго это говорить, объяснять, но нам нужны ваши результаты. Вот как чеченцу, как своему. Если вы приведете... Как вы правильно влияли на людей, вы можете показать свой результат? Да. Я на своих точно так же вот эти метод говорил, который узнал тоже от умных людей, от мудрых. Ты к чеченцу как своему на чеченском языке, когда говоришь, брат, просто-напросто это чужая, это не наша. У нас есть свое. Понимаешь, что это чужое нам. Никак оно нам не подходит. Это хорошее, прекрасное для них, у них. Но у нас есть свое, и ты должен доводить доводы и хорошее своего, не противоположно ихние супер плохие, а доводы, что свое, наше лучше, оно нас объединяет, оно нас ведет к лучшему, чем чужое. Может быть хорошее, плохое, оно чужое, оно больше плохое. Если человек воспримет тебя, тогда уже потихоньку можешь ему приводить вот примеры не от самого шокирующего, а тихо-тихо, что вот посмотри, оно не наше. Наше лучше, и ты должен прелести своего, как прелести, то, что затоптали, то, что спрятали, то, что уничтожили, то, что, не знаю, там стараются это сделать, вот это достать, показывать. Только так может люди, которые слушатели, слушая, не могут потихоньку и воспринять уже твою цель. Тут про это и Ты только укрепляешь своих врагов. Они становятся все сильнее, кто приходит к тебе противоречить. Ну, смотрите, вы знаете, значит, что здесь за тема, что здесь происходит, а потом спрашиваете, как вы, что взамен. В том-то и дело, что мы здесь разъясняем, что вот это ненормально с точки зрения там чеченской морали, с точки зрения общепринятых человеческих принципов, без разницы там даже не важно. Ну, когда ты именно к чеченцу обращаешься, конечно, это еще больше как бы его мотивирует задуматься, да, вот. То есть мы об этом как раз и говорим. Но вы говорите, что какой-то вот шариат не убрать и что-то там нужно предложить непонятное. То есть какой-то концепции, да, там, чтобы, я не знаю, там, если речь идет о политике, если речь идет о государстве, там, то вот как Элды там упомянул, у чеченцев есть конституция государства, которая прописывает гражданам, что можно в государстве делать, что нельзя делать. Если речь идет о каких-то моральных, там, культурных моментах, да, там, общепринятые человеческие ценности включаются здесь. Если
обращение идет именно непосредственно к чеченцу, да, то, соответственно, еще это дополняется чеченским самобытом, и это еще больше мотивирует, да, там, потому что если мы даже берем общечеловеческие какие-то принципы, они, скажем так, когда мы моральные какие-то вещи хотим доказать, это не, скажем так, менее эффективно, чем то, что вот как, например, чеченец относится к шариату. И Элди об этом говорил как раз, потому что... Можно я вот тоже скажу сейчас, я понял, друг друга можем, договорив, перебивать. Вот смотри, самое интересное, что у вас, у чеченцев, если ты говорил о форме правления, о государстве, да, есть настоящая демократия. Вот демократия в прямом смысле слова, вот она заложена у вас до всяких шариатов и до всяких государств царских или каких-то. У вас в вашем коде народа настоящая демократия, знаешь, что означает? Вот когда народ собирается, да, и говорит, нам предлагают пойти там на войну, или на помощь на войну, или передать какую-то помощь соседям, там, гуманитарную, или какую-то форму обучения. Собираются и это делают. Или выбирают, говорят, через неделю, говорят, что этот вожак, вот этот наш старший, там, президент или кто-то старший, он что-то нас не устраивает, убирают. Вот это у чеченцев было. Народ собирался, вот это и есть настоящая демократия. Такая власть, такая форма власти существует в Швейцарии и в Исландии, по-моему. Вот в этих двух республиках, в двух государствах. Выбор. Народ собирается, не доверяет, парламенту 4 года, да, свою. Секунду. Просто насчет демократии я уточню момент, что эта демократия у чеченцев была еще до того, как вот даже, в принципе, европейцы, в принципе, такую штуку даже еще не изобрели, когда у нас уже полностью вот все демократические принципы действовали. У нас никогда не было, у нас никогда не было князей, королей, диктаторов, каких-то семей, которые над нами правили бы. У нас всегда равенство, независимости от тейпа, твоего там происхождения, кто-то там по профессии и так далее. Не было такого. Всегда равенство. То есть, когда вот у европейцев... Нет, самое главное, брат, совет... Сейчас, подожди, я докончу мысль. Когда у европейцев еще был феодалический в смысле сбился. Но когда в Европе был феодализм, у нас уже тогда была демократия. То есть, когда вот пытаются чеченца там упрекнуть, да, что там, пытаются под западные какие-то ценности постоянно, да, упоминаются. Это Запад у нас перенял принципы демократии. То есть, еще до того, как, в принципе, в Западе придумали такую вещь, как демократия, у нас она всегда была. У нас она в крови. Наоборот, они тогда начали влиять на вас и погубили с тех времен. А до тех времен у вас вот эта демократия, совет общества, совет народа, совет тейпов или совет деревни, вот это решало. Понимаешь? А потом начали навязываться государственности всякие, вот эти европейские, там, тихо-тихо, советские, царские или еще какие. Вот и вот это, там, шариатские. А это, скорее всего, оно у вас было заложено еще больше. Это вы смело можете говорить там тысячелетиями назад. Вот как говорят, что там... Всех приветствую. Можно поздороваться? Я что-то не понял. Европейский, это кто нам что-то навязывал? Что-то вообще не понял. У нас что, какие-то проблемы с европейскими странами были? А что, откуда это все пришло? Из Африки? Что, шарикат? Да все, да, они даже, допустим, даже если это глубоко посмотрим, все это оттуда пришло. Зараза. Что все, я не пойму. Вот это вот русский мир оттуда пришел или что? Ну, если глубоко посмотришь, все пришло оттуда, да. Там голова.
Из Ватикана, да? Из Ватикана. Из Ватикана, да, Ермолов из Ватикана пришел. Потом вот эта русская имперская сущность оттуда пришла. Сподвижники Мухаммеда пришли. Путин, сподвижники Мухаммеда оттуда пришли. Потом вот эти суфизм, который у нас распространяли, там, кумыки или кто, они тоже из Ватикана, прямо из их главного подвала откуда-то, Лубянского, Ватиканского подвала, прям оттуда вылезали через эту форточку и приходили. Можно сказать одну вещь? Знаете, да, в Америке, в Европе, когда европейную расу говорят кавказская раса, потому что кавказцы – это эталон европейной расы. Ученые выяснили, что они самый чистый эталон именно европейской расы. Поэтому кавказцы, это, было название такое, просто сейчас говорят европейная раса, но если там, когда документы даже заполняешь, пишешь, какой расы, там, негроидная или еще какой-то, ты пишешь кавказион, европейный. Может, там был... У них до сих пор там именно кавказион раса. Кавказская раса. Это первое. Второе. Чеченцы, да? Новчи, да? Как бы сыны Ноя или как, да, у вас? Вы так называетесь. А чем Ной отличался? Почему Бог его поколение, его... почему... Нет, смотри. Почему Бог... Выключи, Мартин, режим проповедника уже. Не проповедника, я другой говорю. Смотри, почему... Секунду. Извини, брат, не перебивай. Дай договорить. Не перебивай, но я не смогу уснуть, если я не уточню у пирата один вопрос. Пират, слышишь? Да, я же здесь, брат, не ухожу. Чей Крым? Крым? В смысле, вот сейчас по правде сказать на данный момент, не ссылаясь ни на какие истории, ни на что, оно украинское. Это было несправедливо его забрать. Все понятно. Насчет это несправедливо, это преступно было. Смотрите, сыны Ноя, да, вот Ной, да, почему Бог его именно поколение решил оставить, да, как людей остальных погубил, да, с потопом. Считается так, да, потому что Ной, он был чистый, более морально его род. И чеченцы тоже довольно чистые, если сравнивать с многими народами, именно человечность, порядочность, честь. Более высокие качества человеческие. Это заметно даже в этом ТикТоке. Даже тот же формат, который, допустим, ислам, да, порицает, но он не оскорбляет, не матерится, культурно доносит. Любой чеченец ведет себя порядочнее многих, даже я бы сказал, 90% народов, кто даже в ТикТоке сидит. Именно это моральные качества, это и поэтому сыны Ноя это подходит, что Ноя особая была. Посмотри, сношались с дочерьми Ноя и с матерью их, с кем-то же должны были, не с коровами, чтобы остальные произошли. А чеченцы против этого. Чеченцы не согласны, что они... В то время, брат, это сейчас... Да, что они как-то причастны к когда есть семья друг на друга. Там армяне были уже тогда. Да, Ной, видишь, он был там, где были в это время. Ной был между армянами, Кавказом, там везде было Урарту до Урарту, эта территория, там и чеченцы жили. Просто... А негры где были? Негры? В Африке. Они не сыны Ноя? Тоже сыны Ноя, но жизнь от нас пошла. Но если верить этому... У них свой африканский. У них свой африканский Ной. Иисус тоже у них черный. Видишь, там смеется. Иисус тоже у них черный. Каждый Иисуса изображает. Русские русского изображают такого белого Иисуса. Негры черного. Чеченцы от Ноя пошли. Так считается, да? Да. Мы все от Ноя так-то пошли, если верить. Почему чеченцев ты отмечаешь? Значит, они, получается, как евреи, самые избранные среди нас, первые, да? Моральными качествами человеческими, они похожи на Ноя, этот род. Он был более чистый, как человек. Поэтому Бог его и оставил. Остальных всех утопил, потому что они были более... грешный, да? Их оставил, а нас утопил?
Так получается? Нет, от него потом люди пошли от Ноя, да. Всех утопил, кто был, и мы все от Ноя, да, считается так. Какой-то веселый. После Ноя, после потопа никто не остался, народы старые эти все, они считается так, да, что утопились. Раз, что ты куришь? Скажи, мы тоже покурим. Библию надо. Ну, это если верить этому, да, я не особо верующий. А, ты даже не верующий? Ну так, иногда верю. Несколько месяцев. А могли вот эти амебы, короче, которые в воде, потом снова еще один виток дать. То есть из воды еще раз. 100 миллионов лет, да, как говорит наука. В обезьян превратились там через 100 миллионов лет, там, или 100 тысяч лет. Да. И потом, короче, догнали. Мы потомки инцестников, это вот это правдоподобнее звучит, я согласен полностью. Ну, если Адам и Ева тоже... Евреи, по-моему. Нет, а как брат, ну кто еврей? Слушай, евреи говорят, что да, но тогда евреев не было. Евреи, они несколько тысяч, 2 максимум лет как появились. Семитские племена, там разные были племена, да, но потом они себя евреями, кто-то ассирийцами, кто-то арабами начали себя называть. Но именно в то время не было конкретно наций. Ни евреев, никого не было в те времена. Каждый себе приписывает. Евреи себе, их приписывают, всех этих святых. Мусульмане себе. Он ушел из Вавилона, по-моему, или Ур, город, оттуда ушел Авраам. А в городе, видно, жили его родственники тоже там, и кто-то из его племени. Он ушел оттуда, и после него Авраама стали евреи. И стали, кстати, эти тоже, и христиане, и мусульмане, они все верят в Бога Авраама. Они... То, что было во всем мире в то время, у чеченцев, индейцев, у трактористов, у всех свои какие-то как бы видения, да, на Бога. Все пошло от Авраама. А Бог Авраама, для кого он Бог, значит, они евреи. Вот если ислам признает Бога Авраама, исламисты тоже евреи. Если христианин признает Бога Авраама, то он тоже еврей по религии. Шалом всем. Я зашел, Ибраим, шалом, всем шалом. Я слышал, тут зашел один армянский известный комик, и за ним второй еще азербайджанский забежал как раз. Зашел просто послушать, посмеяться. Мартин, ты походу расист, да? Расист? Почему, брат? Почему? Ну там Caucasian, раса, высшая раса, там у тебя проскакивает. Это не я говорю, это говорит это вот в Европе так. Если ты пишешь свою расу, если ты европеоид... Ты же говорил там 90% всех национальностей хуже, чем чеченцы там. Ты же это не в плане моральных, да, это я так считаю, это мое мнение. Моральных именно. В смысле? Ты что? В смысле? Мы что? Я вот монгол, да? Я что, морально хуже, чем чеченцы? Я что сказал, что монголы хуже? Смотрите, давайте не будем ругаться. Я хотел вопрос задать. Можно, да? Подожди, он сказал, кроме монголов. Ибраим, можно вопрос? Тогда ладно. Ибраим. Ты казах, что ли? Ибрагим. Что, я вообще калмык. Приветствую всех, кто зашел. Машло, приходите свободно. Да, хороший вопрос я бы хотел задать. Алихан, пока тебя не было... Между Египтом и Израилем, подожди, между Египтом и Израилем сколько километров разница? Вообще нет у них границы же там, по-моему. Вот такой вопрос, хотел вот такой вопрос задать. Я часто думаю и не могу вот додуматься, да? А как с Египта вот в Израиль, в гора Синай, что ли? Почему они 40 лет шли? Я не могу понять. Один вещь скажу, ребята, два слова. Потому что мерседесов не было. Ребята, я извиняюсь. Разница 5 километров. Народ, вот про Израиль и Палестину. Смотрите, когда Палестина существовала, да, Израиля не было. Просто она появилась в 1948 году
на территории Палестины. А до этого Израиля не существовало, не было. И теперь Израиль говорит, мы настоящие, а Палестина вся не настоящая. Их не переубедить. Ладно, вот этот вопрос же. Давайте вот этот вопрос решим. Секундочку. 5 километров 40 лет шли. Далеко не убегали. Помолчи секундочку, Алихан. Пират, такой вопрос. А на какой территории образовалась территория Палестины? Территория Палестины, она древняя Филистина, это торговые города, это развитое место было всегда. Ее когда-то захватили англичане, а Палестина существовала всегда. Что ж всегда? В смысле Из всегда? древних времен, и самые вот там вот города, которые есть, особенно Покажи мне монеты 35 года. Покажи монеты, я что там тебе могу написано. показать монеты Палестины там до 2000 лет назад. Не, я понял, я Лазику задаю вопрос. Лазику, покажи 35. Покажи, и что было на ней нарисовано? Филистин написано. Их царство нарисовано, и лица их царей. Филистина называлась, или подруг Палестина, и по-разному называлась территория, но этот народ очень древний народ, и богатый народ, и очень развитый был народ. Какой народ? Арабы, что ли, древние? Какие арабы? Причем здесь арабы? Какие арабы? Мы говорим за палестинцев. Палестинцы не арабы, палестинцы, это местные. Это Филистея. Палестинцы по-русски, это Филистея, это древняя, развитая, там, не знаю, цивилизация с городами построенными, торговлей. Это греки, евреи, исламизированные просто. Подожди. И что хотите сказать, что появилась сейчас в 48 году страна, которая говорит, что то и нету, то не существует вообще, а что за территория, если у него... Подожди, зайди в Google, пожалуйста, сейчас зайди в Google и опиши. Я отличником был, я Google представляю сейчас перед глазами. Можно я вопрос задал? Да, давайте про Моисея. Почему он 5 километров 40 лет шел? Вот я не могу додуматься. Ты ответь сам, как ты считаешь, почему? А? Ты ответь, почему? Может, это невозможно? Если бы я знал Там же ответ, я бы вас не говорится, кругами интересовал. ходил. Можно спросить? Подождите, вы ушли от основной темы. Я что-то не понимаю. Кто такие палестинцы? Ну-ка, объясните мне. Палестинцы это местный народ, не там арабы, греки. допустим, не арабы они, но они Подожди, жили на этой территории. не 10 человек говорите. Подождите, Там жили, объясните. Дайте я объясню. Там Объясните жили. мне, вопрос я еще не задал. Объясните мне, на каком языке говорят палестинцы? Ну язык, я говорю по-русски, я что, русский что ли? Еще раз повторяю, на каком языке говорят палестинцы? На арабском. Отвечаю тебе. Палестинцы говорят на языках народов, которые заселяли всегда и заселяют территорию. Еще раз повторяю, как называется язык, на котором говорят палестинцы? У них много языков, там много народов, которые заселяют издревле эту торговую, богатую территорию. Какой общий язык практикуется на этой Общий территории? язык когда-то был греческий, когда-то давно, потом стал... Какой язык? Арабский язык. Что, это сложно? Это сложно ответить, что ли? Сложно ответить, что ли, как есть? Зачем крутить? Зачем кругами ходить? Отвечаю, когда-то говорили на греческом, потом из-за нашествия арабской и мусульманской культуры, они стали говорить по-арабски. Часть из них, но усвоить... Все, зафиксировали. Люди говорят на арабском... Свои языки. Каждый народ... Подожди. Палестинцы говорят на арабском языке, так? Все. Но свой язык они сохранили. Смотри, какую культуру практикуют палестинцы? Разную. Все. Какую разную? Что там? Там 9 этнических народов. Там христианство, там еврейство, там ислам, там все очень много, потому что это торговые перекрестки. Во время приветствия что говорят друг другу палестинцы? Ассаламу алейкум. А в Советском Союзе говорили «Здравствуйте», мы там говорят «Салам алейкум». И в чем Подождите. Здравствуйте, это не религиозный слоган.
Один момент. Дальше. Какую одежду носят женщины, например, в Палестине? Да вот той территории, какая удобна той территории. А вы имеете в виду про вот эти закрытые формы? Это влияние, да, арабизации. Эти народы тоже прошли арабизацию, как и чеченцы. Более сильно. А как чеченцы прошли арабизацию? Можно? Подожди, не делайте бардак здесь. Чеченцы прошли, не прошли. Я сейчас интересуюсь палестинцами. Пока, кроме арабов, я ничего не услышал. Дальше идем. Да. Идем дальше. Когда они с евреями борются, как их борьба называется? Свобода. Ты знаешь, что Палестина как переводится, настоящее слово? Еще вот раз спрашиваю, мне пофигу, что там римляне сделали, греки сделали. Я сейчас кто там находится, хочу понять. Да. Там все находятся, все. Там арабы их за своих не принимают, они их не считают за арабов. Да, и они говорили об этом. Там такого нету. Есть арабский шейх. Подожди, там кто-то принимает, не принимает. Так-то, если мы сейчас начнем копать, кто такие египтяне, кто такие марокканцы, кто такие тунисцы. Это люди, которые в свое время были какими-то культурными там наследие свое имели, свои языки, свои какие-то эти, и потом аккуратно это все превратилось в общую вот эту империю халифата. То есть... Ваш дальше вопрос куда ведет? Дальше больше ничего не надо, просто... Так, кто это здесь? Я сейчас буду всех выключать. Кто не говорит, выключайте свои микрофоны. Это что за бардак здесь устроен? Но сейчас палестинцы, они происламистские. То есть я сегодня что вижу? Я вижу арабов обычных. Точно таких же, как в Египте. Пусть они раньше чем-то другим были. Я точно таких же, как в Иордании. Точно такие же, как в Сирии. Вы там были ведущие? Был. Вы говорите, что палестинцы это на арабы. Не, я вот то, что у вас здесь же спрашиваю. Они не арабы. Они происламистские. Да, их им навязали. Подожди. Кто это? Что это за нация? Кто это такие? Еще раз говорю, там живут много наций, народов на этой территории. Можно я скажу, брат? Смотри, там жили местные народы, евреи, арабы, говорю, евреи, греки, там разные народы такие местные жили, они исламизировались просто. Эти же народы, которые евреи даже там, они ислам. Понятно, это все арабы такие и есть. Вообще 500 миллионов арабов, это как раз таки вот это и есть. А другие что, по-другому как-то? Да, а другие по-другому, что ли, как-то арабизировали? Ведущий, я тебе скажу, отвечу. Ты знаешь остров Крит греческий? Подожди, ответьте мне на вопрос. Другие арабы, по-другим... Отвечаю я буду выключать. Еще многие раз арабы задаю также, вопрос. 90%. Ибраим, ты задаешь, дай ответить. И еще раз, они арабизацию чтобы... прошли, мы русификацию. Проблема в чем? И еще раз спрашиваю. Эти народы, которые вы говорите, какие-то культуры там, какие-то эти, я там никакую культуру ни хрена не вижу у меня, извините, кроме обычно арабского вот этого движения, кроме арабского языка, арабского джихада и этих самых культурных, скажем так, вот где бы их там не показывали, это обычные вот такие же арабы. Я не пойму, почему вы их отделили от других? А другие, Египет как стал арабским? А Иордания как стала? А Тунис как стал арабским? А мы как все под русских людей, скажи мне. Причем здесь это? Мы сейчас рассматриваем. Этот вопрос мы это сейчас отдельно арабский поднимем. халифат, здесь русская империя. И что хочешь сказать? Этот вопрос проблема? мы сейчас отдельно поднимем. Это как раз тема сегодняшнего эфира. Мы туда еще вернемся. Сейчас мы хотим закрепить. Нет, мы сейчас захотим вот эту вот болтовню какую-то, болтологию закрепить. То есть, что... Я не знаю, не знаю, ответы должны быть по твоему кайфу, я не могу понять. Арабы культуру принесли, Не по какой кайфу не должны быть ответы. Мы сейчас разобрались, что вот эти вот люди, которые так называемые палестинцами себя называют,
Обычные, среднестатистические арабы. Кем бы они 2 миллиона лет назад не были, сегодня вот это вот люди, которые населяют эту территорию, они арабы. Чё вы Проблема здесь? в чем? Проблема, допустим, они арабы. Проблема в чем? Да надо поэтому говорить, своими именами надо называть. Ну арабы да, это они никто. арабы. Проблема в чем? Просто у Всё- арабов всё это- культура скуднее намного, чем у русских. Слава богу, что Все русские подождите. Мы сейчас закрепили, что эти люди арабы, потому что здесь какая-то болтовня была, когда там Они арабы. Дальше. Не устраивайте здесь балаган. Выключайте микрофон. Я сейчас буду снимать тех, кто не выключит. Вот высказался, микрофон выключил, и дальше, короче, следующий потом говорит. Сейчас здесь была тема, какая-то территория Палестины там была. Окей, мы начали разбираться, что такое Палестина, кто дал это название. Кто-то сказал, что там Израиля не было, была Палестина. Окей, какие-то там римляне, кто-то пришел, назвали это место там филистимляне или палестимляне, короче. Вот назвали, дали это название. Дальше следующая тема была, да, что Израиля тогда не было, Израиль потом образовался. Понятно. А кто назвал Израиль? Понятно, это территория, ее завоеватели, которые захватили эти места, как и все арабские страны, а потом по линеечке вот так расписали и всем назад подарили, отказавшись. Вот Англия, Франция, там, Италия частично, они отказались от имперства. И раздали, бисмилля, без единого выстрела назад эти все земли всем арабам. И вот последнее, то, что вон там евреям кусок остался, это тоже нельзя, значит, это тоже надо арабам. Это что такое? Я вообще не пойму. Почему? Пускай живут. На границах 1967 года пускай живут. Не, мы сейчас говорим, что Израиля там не было. Да там вообще не было. Египет... была. Почему не была? Не, была Египта не было. Сейчас, да, под линейку там расчеркнутого не было, и других ничего. Вот эти вот имперские завоеватели, когда отказывались от своих империй, там, англичане, там, французы, прочие европейцы, они просто назад подарили это все. Подарили арабам 22 государства. И вот евреям там какой-то свой клочок, и то евреи почему там это место не называется 48-м. Еврейстан, а? Ибрахим, Еврейстан. Не, это место исторически евреи свое название до того, как туда вот эти вот пришли. Вот пока Моисей 40 лет крутился 5 километров, кто там жил на этих территориях? Армяне, наверное, жили, потому что они еще до А Иисуса ты Христа хочешь христианами отрицать, что были. армяне древний народ Иерусалима? Армяне до Иисуса Христа были христианами, когда Там еще жили хананейцы. динозавры. Там Когда жили еще динозавры. Давайте не будем. Это... Динозавры. Подожди, здесь, Мартин, подожди, здесь не прикол. Когда динозавры были еще, вот их загоняли армяне. Их Не, приручали. армяне, кто сомневается, что армяне жили там и Причем живут армяне, 2000 подождите, лет? Ребята, говорите серьезно, там жили хананейцы, там так написано в Библии, Моисей. Какие куда вы туда, хананейцы, куда-то туда вы лезете? Мы хананейцы, он Мы говорил, сейчас, вот когда после Второй мировой войны Библию почитайте. шла реорганизация, скажем так, вот этих мировых Армяне там с порядков. 4 века жили, с 4 Да, шла реорганизация вот это там всяких мировых порядков. Все аккуратно вот эти вот все земли подарили арабам, 22 государства. Кафиры вот эти неверные. Как могут арабам арабские земли дарить? Объясни мне, если там 800 лет халифат был. Так подарили, вот так и подарили. Потому Кто что подарил? они их захватили. Что за щедрый такой? Они их захватили, все эти территории. Ага. Вот эти европейские народы. Они полностью вдоль и поперек их использовали, А потом теперь арабы захватывают. А В чем потом проблема? отказались от имперства и подарили их назад. Ага. Ты покажи, где арабы кому-то что-то назад отдали в своей Да, жизни. это чечено-говорящий сиончик, брат Алихан. Я слушаю Сейчас мы вернемся к основной теме. Сейчас мы вернемся к основной теме. Здесь есть российские мусульмане.
Да, которые русификацию прошли. Здесь. Вот, Маша и Алла, Маша и Алла. Так, 100%. Машу. Все арабизацию прошли, вы русификацию. В чем проблема? Алхамдулилля. Российские мусульмане, к вам вопрос. Да, говорите. Давай, Майя, говорите, давайте. 100% ведущий, как он сказал до этого. Ой, все, понос пришел. Давайте, я с людьми разговаривал, зачем говно поднимать? Вот кто вот сейчас характеризовал? Нет, ты сейчас просто как шампанская пробка из бутылки вылетает, Ведущего. вот так вылетишь. Потому что у нас женщин здесь даже какие-то... Сионисты это не люди. Ты кто из такой? этого числа. Что за Характеризовал ведущего Из этого же числа. Майю, я так у нас это не пойдет здесь разговор, они сразу сейчас набрасываются и придется всех спускать. Давайте я все-таки добью свой вопрос к мусульманам, россиянам. Есть здесь такие? Терди, они вторые то. Тердиат. Расисты это не люди. Кто характеризовал ведущего сионистом? Алиханка, не убегай, поднимайся, Алихан. Так, смотрите, возвращайтесь все российские мусульмане. Сейчас я буду, сразу признаюсь вам, у меня грязные мозги, у меня проблема с пониманием истинного ислама, вообще, и, скажем так, понятие жизни. У меня вот слабо, с этим. И я вот пытаюсь, как и мусульмане, там, понять правильным органом. И вот эти ягуды, которые сюда поднимаются, чтобы они меня вокруг пальца не обводили, я вот хочу спасения прошу, убежища у мусульман России. Есть здесь мусульмане России? В Австрии тоже есть мусульмане России. Куда делись российские мусульмане? Все выскочили, что ли? Слушай, ты говоришь, что этот самый... Армяне были христианами до Христа. А как до Христа вообще христианство было? Ответ на этот вопрос не, да? Подождите, мы потом вернемся туда. Смотрите, если что, я тут с армянами как бы не пытаюсь армян, скажем так, каким-то образом оскорбить. Это чисто как бы сарказм. Кто понял, тот понял. Это шутка, да, но... Возвращаемся к вопросу. Здесь есть российские мусульмане? Я мусульманин из России. Альхамдулилля, брат, вот сейчас вот этих ягудов мы победим, поборем. Как ты относишься, а можно уточнить, из какого региона? Мы же с тобой разговаривали уже. Я же тебе говорю, от Дагестана, Кумык. Мне просто пришлось выйти. Ну с тобой уже мы говорили. Ты так... А у тебя другой тема, тут только одна тема, вот так вот. Где-то 300 ты сложноватый мусульманин, ты как бы, у тебя тут помню, тут не помню, тут ты сам ответь, чеченцы там сами говорите. У тебя вот такое все. С таким человеком честная дискуссия не получится. Нет, поэтому нам нужны иск. А мы в натуре осудите амяна, мы борщаят, ахевнаят, а нам борщ хигаят. Петушица, мадия, петушица есть, а я гейгар моя райбра. Борщ хигаят, а нам. Петушица, мадия, ба. Петушица, аккуратно. Смотри, Расул. Продаться и надо. Подожди, Расул Гамзатов, вот смотри, ты мусульманин из России? Да, я мусульманин из России. Все. Да. Ты в какой республике ты живешь? В какой республике ты живешь, российской? Ведущий, с яхудами бороться не получится, это и есть нация богоборца. Ихний предок боролся с Богом, поэтому
и имя вот это Яхуды. Они умеют бороться с Богом. Так что бесполезно бороться с Яхудами. Пират. Я все-таки хочу их победить, но для этого мне нужны братья искренние, истинные братья-мусульмане из России. Только они могут победить яхудов. Никто не может победить. И только в единстве наша сила, короче. Поднимайтесь, короче. Это самое, яхудоборцы с России, мусульмане. Бисмилля. Я очень хотела с Алеханкой поговорить. Она убежала, конечно. Жалко. Ночью они боролись. Мне было интересно услышать от нее, когда она говорит, что она хочет, она, азербайджанка, живущая в Казахстане, очень хочет, чтобы Израиль вернулся к 67-м годам нашему региону, да, вот где наши границы были. Очень хотелось узнать, так как она очень отличается умом и сообразительностью, где же были эти границы. Вот очень интересно просто понять. Алехандра, поднимайся, красавица наша, поднимайся. Это вопрос до нашей эры или после? Да, это тоже надо его спросить. Он скорее лучше знает в Казахстане сидя. Да, надо уточнить, это важно. До нашей эры или после? Ты понимаешь, когда люди говорят... Ковчег Ною армяне строили. Чеченцы строили, чеченцы. Подожди, это что здесь за наркот у нас? Алло, 29-й. Еще пару слов скажи, что ты там, бублик сказать. Ведущий, Умар, что ты сюда залез вообще? Ты поговорить хочешь просто? Вот за что ты оскорбляешь меня? Нормально общаться можно? Вообще, один дождь, кам дождь, Так, ладно, у нас тут нужно вывесить объявление, чтобы нам мозги не компасировали наркоманы. Какой-то вот такой рисунок сделать, да, там. Ведущий, Короче, вот да. вопрос, вот скажи мне, ты в молодости, когда тебе было там 16-17 лет, маленький ножик с собой носил? Ты не поверишь, но вот сейчас у меня в руках ножик. Нет, я тебе говорю именно про то время. Ножик с собой носил? Ну да, я любитель был, ножички всякие там. Нет, почему ты любитель был? С чего это ты был любитель? Хотя при совке сложно было. Да, сложно было нормальный ножичек достать. Ну, я так любил ножички, потому что там мы точили. Я не знал душа, у которого не было ножика. И это не было, что какой-то выебон или что-то, что показать у меня есть. Аккуратно, у нас без мата. Это мой крутой или что-то. Это был какой-то неписанный закон. А потом, смотри, с приходом вот этого фундаментального ислама, да, в виде разных там его ветвей, это ушло. Пришла борода. И ножика, кинжал. А он много... я не знаю, я ножик не с такой целью носил, чтобы там кого-то пырнуть им. Меня как бы сам интересно ножики, потому что... Нам просто говорили, нам полагается. Да, мы или втыкали ножики, да, там учились втыкать там с пацанами ножички, либо постоянно какие-то деревяшки, то ли рогатки, короче, то ли какие-то эти костыли там делали. То есть вот таким вот. Вот для этого у меня был, как бы, чтобы с ним... У всех были ножи в детстве? Так, у меня тут интернет пока пропадает, я, короче, все равно российские мусульмане что-то слились у нас. Пока передаю микрофон, я буду слушать. Кто ведущий?
Стелла, скажи что-нибудь, разрули. Что сказать? Я хотела с Алиханкой поговорить, она же у нас умная девочка, бегает. Чего он увидел вас, сразу же убежал, слушай? Он Майю увидел, убежал, меня еще как-то терпел, я молчала. Но я за него чуть не успела взяться. Алихан, поднимись, я с тобой, не бойся, брат. Поднимись, армянин будет с тобой защищать тебя, азербайджанца. А, мы же помирились, слушай, теперь не все, мы... Поднимайся. Русификация же. Главное, живет азербайджанец в Казахстане и рассказывает, что в чем проблема. Русификация же есть. Я не знаю, ты в качестве кого ты говоришь? В качестве азербайджанцев? Азербайджанцы не русифицировались. Нет, они же живут своим народом, своими танцами, своей едой. Все, что у них как положено, так и есть. Так что не надо за них говорить. Может быть, в Казахстане, да, есть часть какая-то, которая действительно ни казахского не знает, ни своих законов. Ну, ладно, это тоже по пути, уже меняется потихонечку. Поэтому... Это все лучше, чем арабизация. Все да. лучше, не, чем арабизация. У Алихана нет. У него там жена с этим покрывалом. Я наоборот, спасибо скажу. По Казахстану. Культура русская, вот эти Чайковский, Пушкин, все, это, блин, богатство, ё-моё. Что могут арабы нам дать? Что они могут? Ну, я не знаю, Алихану нравится культура арабская. Пушкин африканец был, братан, африканец. Ну, он российский, как бы, этот, а дед, у него род идет негра этого, араба. Эти слова сейчас блокнут, Мартин. Ага, извините. Кстати, у Пушкина действительно были какие-то еврейские корни тоже. Эфиопские. Его дед был этим капитаном плавания, это этим адмиралом. Работал на Российскую империю. Блин, кто-то говорит, и у кого-то интернет пропадает, правда? И только у меня. Да, прерывается. У кого есть этот, поднимите, кто там в гостевых. Сейчас посмотрю, если есть запросы. Кто хочет подняться, ребята? Никто не хочет. Ребят, это то, что я пришла, вы испугались и убежали? Блин, Алихан, ты меня разочаровываешь. Поднимайся, ну. Я хотела очень поговорить о границах 67-го года. Очень интересно. Твои знания проверить, прощупать, как так сказать. Я вот иногда слушаю, да, их. И я понимаю, что вот когда они сидят, что-то обсуждают, это на уровне, наверное, 6-летнего ребенка, вот, который сейчас что-то в Ютубе включит, услышит что-то, но не поймет суть. И он будет это говорить, просто повторять. Да. Кошерный ингуш спрашивает, кто меня боится. Никто меня не боится, я сама себя боюсь. Они не учатся, они просто услышат где-то что-то. Так ты понимаешь, ребят, вот 85 человек тут, ребята. Я вас очень прошу, кто не знает историю нашего региона, пожалуйста, зайдите и прогуглите, где была граница Израиля в 1967 году, какие земли мы завоевали в войне. И этот долбень, да, тупорылый вот этот вот Алихан, говорит, пусть они вернутся на 67-й. Да ты тупой, блин. Алихан, я знаю, что ты слушаешь за окошком. Ты тупорылая овца, я тебе серьезно говорю. В 67 году весь Синай был у Израиля. Мы завоевали эти земли. Ты хочешь, чтобы к этим границам мы вернулись, которые мы отдали Египту? Ты реально тупой, ты понимаешь? Ты когда говоришь что-то, ты даже не думаешь, что ты говоришь. Ты говоришь, вернитесь к 67-м, то есть вернуться к тем землям, которые мы завоевали. То, что мы отдали Синаю. То, что мы отдали Египту.
Ты думаешь, что ты говоришь, блин, ну ты такой тупой, господи, с тобой даже, вот серьезно, Знаешь, даже в как это, дебаты тупо зайти, не смешно. хочу учиться, хочу жениться, не хочу учиться, хочу жениться. Пока мы тут учимся, что-то делаем, они только делают одно. Размножаются. Мартин, серьезно, ну ты умный пацан, ты знаешь это, ты вот просто реально, когда они кричат «вернитесь к 67-м», это же надо быть реально тупым, чтобы не понимать, кошерный у тебя фонит. Надо же думать два раза, загугли, проверь, где были 67-го года границы Израиля. Ну как можно сказать такое, не подумав? Потому что сидят под пропагандой, понимаете, и проверяют. В целом, 39-го, 45-х годов. Вот. Мне очень нравятся те времена. Это были замечательные годы. Y3, не пиши мне на чеченском, я его не понимаю. Если ты меня материшь, то все, что мне говоришь, на твою маму и сестру. Если не материшься, то пиши по-русски, пожалуйста, чтобы я поняла. Кошерный. Да, кошерный. Для кого эти годы были хорошие? Для евреев в особенности. Да, может для вас в особенности? Да нет, для вас. Да, давай Что проверим. Секунду, что ты сказал, что какого года? 39-й, вот по 43-й, вот надо бы вернуться в те времена. Хорошие были годы. Для кого? Для тебя, как и для ингуша? Нет, как для вас, как для евреев. А по-моему, для тебя, как для ингуша, тоже были хорошие. Я же об этом и говорю. Скажи мне, ты знаешь, кто такой Ломоносов? Вот, кошерный. Бисмилля, саляму алейкум ва рахматуллах. Кошерный. Ты знаешь, кто такой Ломоносов? Нет, Кошерный. это великий. Кто такой Ломоносов? Кошерный, российский мусульманин, брат, россиянин, брат, российский мусульманин. Он сказал такую фразу. Миша сказал такую фразу. Миша, Ибрагим говорит, подожди. Брат российский. Ну ты же российский мусульманин, я тоже. Ты мне не брат, российский. ты мне не брат, ты мне не брат, ты мне никто. Окей, у нас разная акида, но я тоже. Разная акида, ты мне вообще никто, и ты не мусульманин. Ты думаешь, я не знаю, кто ты? Ты же Ибрагим. Подожди, бисмилля, как ты меня такфир сделал? Я 72%. Да я лайк. Какие 72%? Кошерный, а ты вот турок? Такие, видишь, ты говоришь. Ингуш, а ты мусульманин? Нет, он говорит, что про меня все знает, когда я говорю, что 72%. Я все знаю о тебе. Ты же Ибрагим Никархо. Ты в свое время... Ибрагим Никархо? Что ты знаешь? Ты в свое время бежал с Грозного, потому что ты занимался гомосексуализмом. Тебя поймали с поличным. Ты сосал... Это сейчас фофан получишь, ты пингвин. Так, ублюдок, смотри, подождите. Успокойся. Еще кроме вот этого пошлятины, еще про что-нибудь говорить можешь ты вообще? Куда ты делся? И, кстати, все представители ислама, у них только один аргумент. Кто кого в какую дырку. У вас есть какие-то другие аргументы, ребята? У вас есть что-то более, нормальное сказать? Кстати, кошерный ингуш, когда ты утверждаешь, что Ибрагима поймали, это ты его поймал, когда он тебя сзади чпокал? Мне очень интересно. Ты про себя сейчас говоришь? Я этим, короче, не грешу. Так что... Он просто, когда сзади его чпокали, он не знал, кто это. У него просто были такие ощущения. Он задним проходом поймал, удержал, пока полиция пришла. Так, друзья. Ты униженный, ингуш. Ты хоть как-то соответствуешь своей нации, не знаю, не позорь, что ли. Как ты можешь своему брату чеченцу такое говорить? Зачем? С тобой нормально? Я вообще не знаю, да, нормально вот, чтобы подняться, поговорить, да, там, понять, что человек хочет. Вот. Интересно, почему он хочет, чтобы евреи в 38-е, 39-е годы возвращались? В чем проблема? Россияне, мусульмане, как эта песня там была? Офицеры, короче. Что с вами происходит? Алло. Вам можно, значит, в России под кафиром, под Путиным, под Калиматовым, там, под кем вы? Изначально вы под российскими кафирами.
Не, почему? А евреи хотят, чтобы они жили с ними под их этим. Ну, может, они говорят, просто идите и все. Не, Палестина — это внутреннее дело Израиля. Вот это я знаю четко. Теперь, что эти им говорят? Зачем они их подстрекают, чтобы они Палестина, там, государство, что-то такое? Ты у себя, ингуш, в Ингушетии живешь под русскими. Тебе нормально, ты себя комфортно чувствуешь под русским кафиром Путиным. Твоя ингушская вот эта территория, да, часть нахской территории в свое время, ты ее взял и отдал Путину несколько раз. Один раз в 810-м, второй раз в 92-м году, в 1992-м. Тебе можно жить под русскими. Ты там живешь, в ус не дуешь. Вообще мусульманином не перестал быть. Почему вы палестинцев подстрекаете? Вам не жалко, что ли, детей, женщин? Вам, значит, можно спокойно жить, не дергаться, да, под русскими там. А палестинцы должны вот на евреев нападать. Вы на русских кафиров не нападаете, да, их женщин не насилуете, в плен там не уводите, не заскакиваете к ним в определенные пункты. Их, короче, не щелкайте с этого, со всех видов. В Израиле мечетей больше, чем в России. Да, смотри, вы этим никто не занимаетесь, и вы нормально мусульманами остаетесь, и у вас ни кровь не проливается, ничего. Это сейчас не конкретно о ингушах, просто ингуш, который сюда заходил. Тебе можно, дагестанцам можно под русней всю жизнь, под кафирами. Чеченцам, которые сейчас под кафиров залезли туда, стали больше русскими, чем сами русские, вам можно 300 тысяч за две последние только войны из 1 миллионного народника, 300 тысяч положили людей, вам можно на это наплевать и забыть, и все, короче, и жить под русским кафиром, под Путиным. А куда вы в палестинцам? Нельзя, что ли, тоже как вам? Нормально жить, не террористические акты не устраивать, ничего. Жить нормально в составе Израиля. Не копать тоннели. Вы копаете в Ингушетии, вы тоннели копаете там? Касам, Корнет, ракеты вот эти, вы стреляете ими по русским там? Террористические акты осуждаю, да, в автобусах там каких-то этих, там со снайперскими винтовками вы ходите, этим вы занимаетесь? Если вы этим не занимаетесь, зачем вы тогда палестинцам тоже не скажете? Вы что там делаете? С ума сошли? Сидите как? Мы нормально. Мы живем в каком-то Мухосранске здесь, в России, а у вас современное там государство. Короче, все технологии, медицина. Зачем вы устраиваете этот террор там? Живите себе, будьте внутренним делом Израиля и все. Да. Я кое-что хочу рассказать, поэтому Алихана и убежала. Алиханочка, моя дорогая девочка. 2 дня назад, когда ты со мной разговаривал по поводу границ, я тебя так просто, знаешь, прижала, что ты был вынужден сказать «да». Да, по поводу признания наших границ как государства, признания наших границ всемирной общественностью. Поэтому, Алиханочка, моя дорогая, пожалуйста, вопрос по поводу 1967 года снят с повестки дня. Пленум отменяет. Все, закончилось. Ты на стриме, у меня есть запись, что ты сказал, да, признанные границы, да. Сиди тихо и не вякай. Так что, ребята, я его так замучила, что он был вынужден сказать да. Вообще не понимаю, почему казахстанца очень интересуют границы Израиля. Он с нами вроде не граничит. И здесь это не родина его нации. Вот как? Каким боком его это касается? Что он так за них переживает? Понимаешь, почему он бежал? Он азербайджанец. Я его так задрючила у Хафиза,
что он был вынужден сказать «да». Признали? Он говорит «да». И вдруг, знаешь, сам испугался. Сам испугался того, что он сказал. Мартин, он не азербайджанец, скажу тебе честно. Вот даже когда его спросили, если он Казахстан наполовину будет воевать... Секунду. Нет, это не он наполовину курд, это Али наполовину курд. Алихан нет. Когда Алихана спросили, если Казахстан с Азербайджаном будут воевать, на чьей-то стороне будешь, он сказал открыто, я буду на стороне Казахстана. Понимаешь? Ну, казахи это тоже, вообще, тюрки, вот и турки, они произошли от казахов. Не важно. Поэтому, когда он говорит от имени азербайджанцев, я не думаю, что азербайджанцы также его принимают, как он думает. Ну да, но он оттуда, национальность это. Но он так сказал, еще не факт. Да и такой войны не будет никогда. Казахстана и Азербайджана. Это даже представить невозможно. Слушай, тот, который называет себя Салах-Адином, поднимись сюда. Расскажи нам, когда будет Бах-Бах. Расскажи нам. Мы уже сколько? Больше 70 лет ждем Бах-Бах. А вы все обещаете, обещаете. Вы что, не мужчина? Вы не можете свое слово сдержать? Да приезжайте на границу, примем как родненьких, в муку вас сотрем, в песок перемешиваем. Маешь, да? в туннель можно спуститься, экскурс провести? Да, есть отдельные туннели, которые мы вам отдадим в туристический экскурс. Ребята, готовьте трусики, маечки, заходим по очереди. Я не знаю, вот этот кошерный, который здесь был, сколько он туннелев там прорыл, да, там, на границе с Россией, имеется в виду, Россия-то это и так Россия, но где там с русскими граничит, Ингушетия, сколько туннелев ингуши там прокопали, сколько туннелев дагестанцы, сколько у них ракет там подготовлено бить по кафирам русским. Что-то я не пойму. Как-то вообще не по-исламски, не по-джихадски. Все сидят, а что у нас тут фитна будет? Мы не хотим, у нас дети, семья. Так вы же... А палестинцы, они тоже же дети, семьи. Зачем вы их подстрекаете? Зачем вы их подстрекаете, они идут, потом совершают вот эти вот акты там насилия, террористические акты, всякие подлости вот эти. Зачем вы их подстрекаете? Оставьте этих людей, дайте им тоже, как вы живете нормально под кафиром. Вот, кстати, в России вы говорите, что евреи везде, евреи. Вот вы под евреями в России живете. Под ягудами. Путин, еврей, вы говорите. Вон дебилы, мои соотечественники сюда залезают, там Путин еврей, этот еврей, там 5-й, 10-й еврей. Путин стал евреем, что-то мы не знали об этом. Это даже лучше, потому что мы как бы вот дискутируем, и мы говорим, вот вам можно под ягудами там в России, а палестинцев зачем вы дергаете тогда? Им тоже хочется под ягудами нормально. Они бы жили бы там. Вы их берете, подстрекаете. Туннели им роете, я не знаю, там присылаете всяких этих специалистов. У себя бы хоть пару туннелей вырыли там. В Кабардине, Карачаевцы, кто там за Палестину топит там. Дагестане, короче. Под Каспий еще подкопали бы там, я не знаю. Под Каспий туннель. Как такой глупый человек может возомнить о себе и назвать себя Салах-Адином? Вот я реально не могу понять. Взять одного из известных людей в истории, да, и назвать себя его именем. Вот насколько ты должен быть человеком, который не может правильно оценить себя?
серьезно. Сказки вот эти, а Талмуд. Кстати, я могу, знаешь, книжку написать про вашу пропаганду. А Талмуд он такой. Блядь, да 80% евреев Талмуд не читали. Чтобы понять Талмуд, надо знать хорошенько язык. Стелла, а что сейчас вот происходит насчет это Трамп что-то не хочет там это перемирие вот этот момент с Ираном? В смысле не хочет? Не хочет воевать там ни с кем. Я виду, что он подписал. Не хочет, конечно. Карман же важнее. И что там будет, как думаете, с этой всей ситуацией? Будет все хорошо, не переживай. Наш Бибик положит Трампа в свой кармашек. Ты что думал? Что наш Биби фраер, что ли? Биби сейчас поднимет всех сионистов с Америки. Кушнера всех скажет, давайте, зачем их поднимать? Послушай, когда Трамп сказал, что Израиль не будет отвечать Ирану, и через 2 часа после того, как Иран нас бомбил, Израиль полетел и пробомбил там, Трамп он получил сообщение от Израиля, да, таким образом, что не надо нам командовать. Мы не твоя звездочка на твоем флажке. Если нам надо, мы полетим и будем бомбить. То есть это неприемлемо, что нас бомбят, а мы будем молчать, потому что Трамп сказал. Говорят, рейтинг у Трампа больше, чем у Биби даже в Израиле. Не знаю. Что говорят? Рейтинг больше у Трампа, чем у Биби в Израиле. Ой, Мартин, я не могу, когда ты говоришь херню всякую, серьезно. Я не понимаю, откуда ты это несешь. Не знаю, короче. Ты Скобееву смотришь, Марта? Нет, братан, я же тебе говорил, вообще телевизор не смотрю. У меня каналов даже нет. У меня интернет только подключен на телеке. Большая у меня такая современная плазма. Смотрю только в интернете. Каналы не смотрю никакие. Последний раз, наверное, в 2014 году видел Скобееву. Мартин, запомни всю ту пропаганду, которую вы слышите про Биби, якобы там суды, шмуды. Вы иногда вникайте даже вот что творится, да, в самой внутренней политике страны, например, да. Где ты видел еще страну, чтобы во главе страны сидел человек, и его судили за то, что ему подарили шампанское его друг? Его судят реально за то, что ему его друг подарил шампанское. И это считается как бы взяткой. Покажи мне такую страну, покажи мне такого человека, которого судили за такое. Это ерунда, конечно, полная. Пожалуйста. Вот и израильский народ прекрасно понимает, что это ерунда. И что проплачивают леваков, чтобы они пытались убрать правую партию. А правая партия у нас очень сильная. И в этот раз будет еще сильнее, потому что наш народ правый. Это вам должно быть понятно. Ту пропаганду, которую вам хотят втюхать, что Биби тут его не любят. Это все ложь, понимаешь? Мы его выбираем, мы весь народ его выбираем. Любят, я не говорю не любят, но Трампа тоже любят, не меньше. Его уважают, его ценят. Поверь мне, ни один человек в его возрасте 3 раза в неделю ходить на суды, где его таскают эти леваки на суды гребаные, за шампанское, блядь, им мешает, что он пил шампанское. Ни один человек, ведя на 7 фронтах войну такую серьезную, еще у него там была эта с простатой проблема, что он лежал в больнице, в 75 лет ему, по-моему, да? Ни один мужчина, ни один человек в жизни столько бы не стерпел бы. Это не спать вообще, это круглосуточно, голова работает повсюду. И тот, кто не оценивает такого человека, он просто тупой. А поверь мне, Биби оценивают не только в Израиле, а очень многие. Посмотри персов, которые хотят свергнуть режим, как они поют песни, как они посвящают песни именно Биби. Не Трампу, а Биби, окей?
Посмотри друзов, которые поднимают флаг израильский и пекут торты на день рождения Биби и говорят ему «поздравляю тебя». Посмотри на курдов. Поэтому пропаганду, которую антиизраильскую тянут против Биби, поверь мне, это может быть для кого-то удобненько. Вот для таких, как этот, который назвался Салахадином. Дурачок этот. А так, по факту все не так, поверь мне. Его очень уважают, очень ценят и очень любят. Ну что, красавцы, поднимайтесь. Алихан сюда не поднимется уже. Алиханочка моя дорогая. Ну? Кто идет? Я просто молчала, потому что Ибрагим с ним тему вел, я не хотела перебивать. Но я про себя сидела и смеялась, когда он сказал, что он, сидя в Казахстане, хочет, чтобы Израиль вернулся к 1967 году к границам. Господи, какие же они тупые. Интересно, Египет знает? Так мы же уже с ним это закрыли. Чем опять это поднимает? Интересно, египтяне знают о том, что Казахстан, люди, которые проживают в Казахстане, хотят, чтобы эти границы вернулись. То есть фактически Синай вернулся к нам. Знают они об этом, египтяне? Что они насчет? Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Да. Интересный вариант. Они, наверное, хотят, чтобы Иордания тоже опять поссорилась с нами. Кто там еще спросил по поводу, как назывался Израиль? Израиль назывался Иудея. Царство Иудея и Израиля. 2 царства было. Ну, Я не могу понять, тут все диванные герои, которые знают историю, географию. Кто такой веселый умник? Поднимайтесь, поговорим. Так, Салахадин, если я не ошибаюсь, ты Абу? Кто у нас там великий умник? Поднимайтесь. Кто этот был там? Абу Бакал или кто? Абу туалетная бумага. Поднимайся. Или ты только писюнькать умеешь? Пройду с тобой по всем аятам. Давай. Вот этот бухой, Подожди, который был. это Абу Иса, либо Абу. 2 дебила, сапога пара. Поднимайтесь. Шамиль? Шамиль. Шамиль. Иди сюда, мой дорогой. Поговорим с тобой о том, где ты живешь. Что ты делаешь? Давай. Вадо, здравствуй, дорогой. Инди, привет. Сидит на торчке, ведет свой грузовик и выделывается. Ну, продолжай вести свой грузовик. Может быть, я должна... Адель, может быть, я должна обратиться к твоему руководству. Наверное, мне надо обратиться в парламент США, чтобы тебя оттуда взяли. Ты как попал в Америку? Грин-карт? Или по рабочей визе? Подожди, Салах-1 спрашивает, как по иудаизму камни лечить с почек. Ой, господи. Слушай, Салах-1, вы еще учите своих детей, как свою задницу подтирать.
Ты спрашиваешь, у нас держава, которая во всем мире самая сильная медицина, ты нас спрашиваешь, как лечить по иудаизму? Ты серьезно? Ты иди своих детей учи, как задницу протирать, дурак. У этих людей не мозгов, а нитка в голове, по-моему, натянута вообще. Такие вопросы задают. Да, соединяет два уха. Угу. Именно Салахадин, ты учишь своих детей, да? Правой рукой или левой, чтобы шайтан в попу не залетел, правой или левой потирать попу? Ты это учишь своих детей? Какая медицина в твоей голове? Какие камни в почках? Вы еще на стадии первого годика ребенка. А что смешно? Скажи, пожалуйста, вот вы когда нагинаетесь в намаз делать, у вас хадис, что если муха залетит в попу? Вот мне интересно, зачем такой хадис писать? Вы что, голые, что ли, без трусов молитесь? Что у вас там творится? Откуда этот хадис? Ой, Стелла 1-0. Блин. Прикинь? Вот это да. Скажите, пожалуйста, вы что, голые молитесь? Предположим, они нехорошо вытираются, нехорошо потираются камнями, и вонь идет, и поэтому мухи вокруг попы летят, да, предположим. Но вы хотя бы ради Аллаха трусы одевайте, чтобы муха не залетала туда, ну. Еще про медицину какую-то говоришь, про какие-то камни. Единственный камень, который в твоей голове должен быть, это как потирать свою задницу. Контакт с 3 лет. Вот знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что ты ничего не читал, ты только слушаешь. Вот когда ты пойдешь читать, тогда ты поймешь правду. Вот в отличие от тебя, я твои книги читаю. Даже если сейчас мне экс-мусульмане что-то говорят, я нахожу эту информацию и читаю ее, чтобы удостовериться. Мало того, я еще захожу, у нас есть в Израиле один араб-шейх, я захожу к ним и прошу его, чтобы на арабском это прочитал и объяснил мне. Понимаешь, настолько я педантна. А вот такой, как ты, дурачок, у вас в Талмуде. Ну, реально, ты Талмуд знаешь? Иди поднимись, расскажи мне про наш Талмуд. Покажи мне то место, где написано 3 года. Покажи мне это место. Я уже не говорю про то, что у вас в Коране написано, что слова нашего раввина – это от Бога у вас. Вам Бог сказал. Аллахом вам так сказал. То, что наши раввины стали вашим Аллахом, это, конечно, прекрасно, но все же. Да, не забирайте наши, пожалуйста. Не лезьте к нам, не переписывайте у нас. А то, блин, наклоним, скажем, что переписали, забрали у нас наше святое и заставим выплачивать нам денежные взносы. Каждому еврею по всему миру. Как вам такое? Какой закон выпустить, что вы нашим пользуетесь? Стелла, прикинь, их сколько миллиардов? Стелла, сколько мусульман на свете? 2,5 штук. Миллиарда. Я недавно. Ну все, ребята. Блин, раз два, ну каждый по 6 миллиарда. Ну, ребята, вы знаете, что даже по шекелю каждый будет платить каждый месяц. Ребята, мы с вас такое наварим. Мама дорогая, репарации будете платить нам за то, что вы используете наши писания. Не писания, а наших мудрецов. По шекелю каждый месяц, каждый. Бля. Все, уйду на пенсию. Девочки, как вы думаете, мальчики? Наклоним их всех на репарации? По шекелю будете платить каждый месяц. Дебил тупоголовый, тебе еще раз сказала. То, что ты ничего не знаешь и ничего не читаешь, это твоя проблема. А тут сидят люди умные.
образованная. А тебя нужно нагнуть и вставить тебе муху, и заставить тебя платить каждый месяц по шекелю. И еще 2 миллиарда таких, как ты. Но, как сказать, если, короче, Америка, да, если не будет вмешиваться ни в какие военные эти, то, мое мнение, Израиль не сможет вывести эту всю войну. Это 100%. Не потому, что там я отношусь хорошо, не за это. Мартин. А Трамп сказал, я руки умываю пока что. Мартин, нам плевать на Трампа, и это хорошо, что он руки вымывает. Наконец-то мы будем сами решать без Трампа. Послушай меня, Мартин, ты недооцениваешь нас. Может быть, в душе где-то вы хотели бы, чтобы Израиль не смог. Но поверь мне, Израиль... Нет, брат, да, сестра, извини. Я это Брат. просто... Ты как, знаешь, как мужской у Я тебя рада, характер. что ты меня за брата принимаешь. У тебя характер как мужской. Технологии у Израиля, оружие. Это в этом, один дагестанский проповедник там в мечети сидит и говорит, лев это какой-то вообще непонятный человек, ходит туда-сюда. Потом вспомнил, а животное, говорит. Типа того, это оговорка была, да? Не, она, я и говорил, ты видел эту пацанский проповедь? характер хороший. Ты видел эту проповедь, где он говорит, лев это ерунда, надо быть петухами. Да. Не, ну, петух, это сильное животное просто. И много, у французов это на гербе. Петух считается, это в России, советском, этом петух считается, типа, стрёмным. А так, он же там всех кур держит под контролем. Да, и там в мечети еще приходы начали. Ну, в России тоже петуху во всех сказках ставили там на макушке где-то. Ну да, но потом в советское время вот эта вся зоновская тема пошла, что начали вот этот петух, что стереотип, что это плохо, типа. Можно я как только этому Шамилю отвечу, пожалуйста? Секундочку, только ответку ему, да? Я тебе еще не сказала за все те года, когда вы использовали наших раввинов в своих писаниях. Поэтому я сказала всего лишь 1 шекель. Будешь возникать, я подниму это на 2. Так что рот закрой. Как он Продолжай, сказал, Мартин. говорит, всем желаю, чтобы они были как петухи. Что-то такое он сказал, да, этот? Сказал, будьте петухами, а не львами. Да. У льва там 5 самок или 1 самка, говорит, а у петуха 15 кур. Да. Ну, эти боевые петухи у меня знакомые. Так что не львами, тиграми Петухи надо тут быть, одни братья, курицы петухами. сидят. Я видел бои этих диких, этих боевых петухов. Они такие длинные, высунувшиеся, такие до крови, короче. Мощные. Живую видел. До смерти бьются. А знаешь, почему тигр слабее льва? А почему лев сильнее? Потому Лев что у льва... сильнее, тигр сильнее, это уже доказано. Физически, да, он и больше, на килограмм 25, здоровее льва. Но лев выигрывает в бою. Ну, если теоретически они столкнутся, он выигрывает. Нет, это совершенно нет. Наоборот, тигр, это я не согласен. Не, а знаешь, почему считается, что лев выигрывает? Почему говорят, что он выигрывает? Потому что у него вот эта грива, она, короче, не дает тигру душить. Они даже шею берут, хищники, чтобы убить. А у него много волос, и тигр начинает задыхаться, он не может его душить, держать долго. Из-за этого, а лев может, у этого нету гривы.
у тигра. На горле, что, у него шерсть там, у льва? Да, у него там не то, что шерсть, у него... лучше, мощнее и быстрее. Да, но за шею он не может нормально ухватиться. У него очень много волос у льва вокруг шеи, очень много. Это как защита играет. То же самое у волк, то же самое. Почему не может волкодава взять? Они тоже очень волосатые, шея у них, он не может его прогрызть. Нормальный волк, средний, любого волкодава съест на завтра. Это Вадо пришел, Вадо. Вот человек, диакон. Здорово, диакон. В церкви служит, вот человек. Привет, знаток. дорогой, привет. Как ваши дела? Нормально, брат. Ты как? Слава Богу. Мартин, в любой схватке, сейчас мы не говорим какого-то больного тигра там, или пенсионера, или же там инвалида льва. Понимаешь? Альфа-самца, да? Да. Тигр в любой схватке льва порвет, во-первых. Во-вторых, во-вторых, тигр, лев дерется только с передними лапами и делает давление на свою мускулатуру силы. Тигр, он по своему образу боец, он дерется со всеми 4 лапами. Он более маневристый и более умный. Тигр со львом, если столкнутся, тигр отступает только в том случае, что тигр никогда просто так энергию свою не тратит на пустяки. Допустим, если тигр видит, что не сможет догнать там жертву свою, он за ней не будет бежать. Если с медведем, допустим, да, где-то в Амурской области встретился, ну, чуть-чуть так хипишнет и возьмет, уйдет, скажет, нахрена это... Они не могут, да, в природе. В природе встретиться никак не могут. Тигры, они в этих... Если даже встретятся, я тебе говорю, и их встречали тоже специально, чтобы посмотреть, что ставки поставить. Вот как ты там петушиные бои до этого говорил, также есть кошачьи бои называются. Очень дорого стоят они, очень дорого. Вот. И тигр просто-напросто рвет. А шея моя, слушай, это же тебе не волкодав там или волк, чтобы в шею вцепиться. Нет, ты где видел, чтобы лев в шею цепился, когда на буйвола поднимается, он за спину ловит, за ногу ловит. Ну, потому что он бежит, самое, да, он не успевает его за шею. То же самое тигр за живот там. Вадо, давай не забывать, если взять тигра как масса, у тигра масса больше. Конечно. И на 30 килограмм. Он маневры у него, он всеми 4 лапами дерется, он нападает с прыжком. Это и доказано, и все, и там и зоологи это говорят, там и на боях это очевидно было. Так что оставь, что его... Но вопрос в другом. Почему имам говорит им называть себя не львами, а петухами? Вот в чем вопрос был. Я не хочу вмешиваться. Ты знаешь, ты не хочешь отвечать. Я тебе специально этот вопрос задала. Я решила, как Мартин, провокатировать. Ну да, это у тебя получается. Ты мастер. Там акцент на гарем, наверное, поэтому он так говорит. Да. Ну, скорее всего, да, скорее всего, потому что смотрите, кто жил в селах и кто имел домашнее хозяйство, он поймет это. И очень правильно вот товарищ подчеркнул, что в одном курятнике могут быть 20, 30, 50 кур. И достаточен один петух, да, среди них. Вот. А если появляется... У львов то же самое. Один вожак. Кстати, если львицы беременные от вожака, и пришел новый и победил его, у них случается естественный аборт у львиц. Да, и это для того, чтобы забеременеть от нового вожака сильнее. Да, но смотри, там какая разница? Там может кто-то прийти
и взять этот титул. А в курятнике только хозяин может отрубить петуху голову, если он чересчур много кукарекает, и купить нового поставить. Вот в чем разница. Так что, как говорится, в баснях Крылова кукарекать меньше надо. Кстати, Львов вот это Прайд называют, да, тоже? Потом я слышал, у них ЛГБТ. У Львов, да, у Львов, я не зоотехник, ребята, да, или там не зоолог и не зоотехник, но у Львов вот эта херня есть. Вот такая, когда... Конкретно есть, конкретно. Если не вожак, допустим, и ходят туда-сюда. Я в Африке пару раз был, но не в этих местах, не в львиных местах. В Египте был. И то. У меня друг в Армении взял льва. Ну, у него, короче, отец полиции этот, главный там, короче, районный. Ну, не район, а города, да. И взял себе льва в клетке. Первое время игрались там по кайфу, короче, знаешь, что маленький, вообще по кайфу. Через год приезжаю, он уже у него худой такой. Он говорит, брат, я, говорит, мне надоело, и столько, короче, каждый день целого барана ему надо покупать. Говорит, начал меньше кормить, он у него худющий, короче, такой. Я говорю, ты что, говорю? Мартин, короче, загуглила. Спаривание львов между собой. Имитация спаривания между самцами и львами – это распространенное социальное поведение, которое часто фиксируют ученые и фотографы в дикой природе. Около 8% всех случаев садок, когда один лев запрыгивает на другого, происходит именно между самцами. Однако биологи подчеркивают, что это не половой акт в чистом виде, а важный элемент их социальной жизни. Вот так. Это как доминирование какое-то, что-то в этом, не знаю. Но львы, они такие животные, странности. У них, например, самки охотятся. Лев, он сам не охотится, но он защищает, как прайд там. Они лентяи. Да, да. И первый он должен кушать. Самки приносят, короче, бедные. Он должен, главный должен покушать сначала. То, что он оставит, уже могут они там. Мартин, хотел бы быть львом, правда скажи? Нет. Самый, знаешь, животное жесткое, это человек. Самое дикое животное. Львами, тиграми нужно быть, братья, петухами. Нет, волком, ночью борз. Горным волком, короче. Борз это наджас. Представь, вот нам мозги компасировали, да? Волк это наджас, нечисть, нечистота, что-то грязное. То, что там омовение. Да, там, я же помню, как эти мозги компасировали там на флаге борз, там герб, там волк, тем более там олицетворяет там живое, с глазами, там еще. То есть всячески вот это посягательство на символику, да, там, национальную, государственную и так далее. Сейчас вот вчера это буквально было, сюда заходит какой-то этот мозгокомпассер. И говорит, не, волк это не наджас, короче. Волк это типа нормально, можно. Вот так вот как угодно могут манипулировать. Да, волк, это когда, короче, самка его умирает, да, там, погибает. Он всю жизнь, короче, ни с кем ничего больше. Ну, у них такие интересные есть, вот, преданные к своим, там. Да, один волк выбирает только одну самку, и они, если один погибает, другой остается. Со своими, короче, мать, там, сестра, они не спят между собой. Ну, детеныши, как остальные животные, без разницы. Вообще, люди по своей сущности, изначально, когда начиналась вот эта человечность там, и так далее, они все брали примеры от животных, от птиц, как птицы живут, как строят свои гнезда, как звери живут, строят свои берлоги. Люди сидели и учились у животных. Просто человеческий мозг, он начал развиваться намного быстрее и стал кем стал. Хотя вот это животный инстинкт человека, он никуда не пропал.
И вот как Мартин подчеркнул, самый такой страшный зверь на этой планете – это и есть человек, действительно. Да, самый жесткий. Да. Вот. Но то, что вот и все зависит от людей, культуры тех народов, на каких извините за мой русский язык, да, на каких пространствах они жили, на какой территории они жили, какими зверями они встречались. Допустим, в Африке свои звери, там в Индии, Гориллы, например. Да, в Индии свои звери, там в Китае свои звери, в Латинской Америке свои звери, там на севере свои. И смотря звери, там птицы, рыбы и так далее и тому подобное, люди пристраивались к этому образу жизни. И вот посмотрите, вот на Кавказе. На Кавказе волки были, да, там медведи были, шакалы были, там лисы были, зайцы были. И со всех этих зверей, если посмотришь, да, любого вида люди тоже такие же есть. Ты знаешь, брат, что львы были на Кавказе, за Кавказе в то время, давно? До нашей... Давно. Их истребили просто охотники. Мартин, именно на территории Армении, брат. Да. Это у нас просто по-братски. Не, я тебе говорю, брат. У зверей у них же инстинкты, да, а вот человек может передать только свои навыки, показывая как бы примером, либо уже в более цивилизованном таком обществе через письмо. Да, а у зверей, у них вот она родилась, там кошка, собака, волк, что бы это ни было, он сам знает, что ему делать. Конечно. Поэтому, да, вот. Орел такой символ. Мартин, были саблезубы на Кавказе. Такие львоподобные с длинными клыками, очень большими клыками. Такое было. Да, даже просто в музее у нас на гербе лев есть в армянском. Тут люди есть, угорали, типа, откуда львы, откуда у вас на гербе, типа, лев. Ты знаешь, потом это выпустили, ты знаешь такой прикол, когда турецкие власти Советскому Союзу при Сталине предъявили, чтобы Армения со своего герба или там знамя убрала гору Арарат. Да, на что, потому что, говорит, Арарат находится на территории Турции. На что Сталин ответил: вы уберите Луну, она не находится в Турции. Правильно. Так они и сейчас до сих пор требуют. Вот Пашинян сейчас даже какие-то с паспорта. Ну, я не знаю, это их проблемы, я не вмею. Я вообще ничего не знаю, брат. Мое дело другое. Ну, это гора Арарат, это как Сион гора для евреев, священная гора, а для нас Арарат. В этом плане мы схожи есть. Для евреев как Сион, Сион, у нас Арарат. Футбольные команды в честь этой горы. Да и мы там появились, как народ вообще. Сформировались до нашей эры, еще там давно. Арарат, Ереван. Да, Арарат это наша. Вот это динозавры когда там были. Это после армян уже. Не в обиду, да, Мартин? Говорит, когда Ной на Арарат парковался, там армяне его встречали. Когда первыми приручили динозавров армяне. Да, брат. Это домашними животными имели, брат. Одного спросили, он говорит, динозавры, азербайджанец этот спорил с армянином. Это азербайджанец говорит, что у вас, говорит, динозавры там были, да, типа раньше. Он говорит, да, мы на них катались, говорит. Верхом ездили. Оставь Арарат. Нохче, это не может быть от Ноя, Ибрагим? Так они так и говорят, что у них... Ну, у нас все как бы на это там давят, да, Нохче, Ной, короче, от этого. Ну, там есть еще Нахч тоже слово. Короче, такое, надо изучать это. У нас вообще в языке много непонятного, да, переплетенного вот с этими
легендами библейскими и так далее, короче. Нахичеван город. Надо разбираться конкретно. Вот. Говорят, что чеченцы жили в Нахичеване раньше. Поэтому он и называется. Ну, типа, короче, в Урарту племена были монахские, да? Ну, тогда не было этих национальностей, ни армянин, ни там чеченец, дагестанец. До нашей эры это племена были. Мы вместе Такие жили. вещи не говори, Мартин. Я тебя умоляю. Армяне всегда были. Нет, в 5 веке считается официально. Был народ, племена наши. Наши племена были. Нет, Потом... слушай, Ной, когда вышел с ковчега, крикнул, Да, встретили армяне его, да? Ереванс, Ереванс, крикнул. И там построили город Ереван. Да, да. Ереванс это Еревац, типа видно, виднеется, переводится. Ну да, есть Шадлав Хосумем, Мартин Хайри. Молодец. Абавонс. А Вадо грек, ведь тут все народы древние, короче, собрались, походу. Какой древний, братан? Я 78-го года. Какой древний? А народы не ты, я говорю. Да, Мартин, ты выражаешься правильно. Я записал на динозавр. Динозавры вообще-то же там миллион лет, сколько лет? На если слушаешь, динозавр как, Мартин? Динозавр, да? Как-то так, наверное. Я не знаю. Вроде так. Савра это ящерица. Допустим, дина-ящерица, допустим, это. Ящерица на армянском как? Братан, в армянском диалектов много. И плюс еще есть ереванские именно В армянском ящерица. Нет. В армянском ящерица. Савра это греческое слово, ящер. Ящерица. А вот на армянском не знаю, как я. Я армянский не очень так, как вы знаете. Говорят динозавр, да, я так слышал. Но может быть я на тбилисском армянском говорю, не тот, который у вас там. Да, у тебя на этот... У меня ахпарский. Да. У тебя этот ближе к западноармянскому. Ну да. Вот это про ноевскую тему, да, вот у нас там в языке чеченцев много вот этого, то, что я говорил, да, чуть занятый был. Вот, например, грех, да, грех по-чеченски это ка. Такое к, гортанное к, да, к. И вот это библейское предание, что там один брат другого завалил, короче. Я сейчас могу ошибаться, если ошибнусь, подправьте меня. Так, Каин. Похожее слово. Когда здесь скорая, пожарная, всякая эта ерунда мешает. Короче, там якобы один брат другого загасил, да, и его потом пытался спрятать его труп. И там типа ворон увидел, как ворон другую ворону, короче, как хоронит, да, там. И точно так же поступил, то есть понял, что нужно его под землю закопать, труп. И вот это, я не знаю, вот эта легенда, она, вот у нас это грех, потом ворона у нас крик. И сама она, когда вот это кар, произносит там, короче, вот это к такой гортанный. Короче, вот такая вот тоже тема. Вот с этими легендами просто вот такое какое-то переплетение языка самого есть. Да, это как темные, и что вороны, темная ассоциация идет. Змеи, вороны, темное зло, да, больше такое. Нет, вообще грех, вот этот первородный грех, потом ворон показал, скажем так, своим действием, закапывая другую ворону.
И Вот само Каин. вот это грех, он, и вот это имя вот этого, которого Имя загасили, Каин, Каин. которого Каин. загасили, Убил как Каин. звали? Вот Авель. убил, А, да, убил то Каин. есть, да, вот это тоже от слова грех, Каин, я не знаю, Каин. Да, Каин Авеля убил. Короче, вот это вот переплетение, которое тоже непонятно, Он, да, вот он его как-то связано. Он его не убил, он его спас. Вадо, аккуратно. Вадо. Ну, это лично мое мнение, не слушайте меня. Да, это другое. Как бы. Думайте так, как до сих пор знали. Вадо, Я почему? щас это не чтобы там с религией как-то там, блин, или там претензии, скажем так, права на какой-то языковое это. Ну вот у нас в языке много вот этих моментов, Ибрагим, которые... это не в этом, которые не в никто... этом. Не. Ибрагим, совсем Не, я в этом. вообще имею в виду, никто вот конкретно Никак. еще не изучал по всей Ваш видимости эту тему. Ваш язык, брат, шумерского, урицкого идет. Древний. Ну, это очень древний. У нас, кстати, в Урату мы тоже раньше... на Да, этом вот языке. это Адам, да, вот этот Адам. У нас человек это Адам в единственном числе, во множественном числе. Адам это и человек, Адам это и люди. Потом вот это опять, если к истории вот этой возвращаться, да, там древо, да, древо на чеченском языке дерево это дит. То же самое дит это оставь на чеченском языке, оставь, не приближайся. Дит. То есть как бы и оно же древо, потом вот это яблоко, которое там откушено якобы, да, там аж на чеченском языке. Потом ажал это смерть. Короче, вот интересные какие-то, возможно, совпадения, может это какое-то пересечение с этими. Черт его знает, короче. Лучше Связь там есть, короче. Да. Связь есть. У нас, знаешь, тоже такой момент есть. Армянский, короче, алфавит как-то связан с таблицей Менделеева, с числа, номера букв, слов, ну, этих букв армянских, связан с числом каждого этого вещества. И причем, что этот Менделеев сказал, что ему во сне Бог дал вот эту таблицу Менделеева. И то же самое Месоп Маштот сказал, что алфавит ему Бог дал, когда он спал. Он нарисовал на камне, он потом... И Моисей, по-моему, тоже получил этот на каменной таблице то ли во сне, то ли там как, что-то такое тоже. Какая-то параллель есть, какая-то Всевышние эти есть такие алгоритмы высшие, не знаю, во всей этой... Ого. Ого. Может быть. Священники удивляются, вот некоторые, когда это читают, алфавит, когда сходится четко с каждым этим, как будто верховная какая-то есть законы мира, да, какие-то вот, ну, нам не видны. Эти переплетения не просто так. Мартин. Ну, давай так, переплетение первого. 10 заповедей Тора оставь в покое. Давай мы это поставим в сторону. По поводу таблицы Менделеева и армянской азбуки. Ты можешь, пожалуйста, объяснить, в чем связь? Я на полном серьезе спрашиваю. Смотри, просто сейчас объясни, можешь в интернете даже написать про это, сейчас я объяснить попробую. Короче, вот есть там А, Б, Я не да, допустим. подкалываю Да, я ничего, понял. я просто на понял. полном серьезе. Да, я понял, нет, все нормально. Там, короче, буквы вот эти алфавита армянского и вещества, названия веществ, и ее таблицы, нумерация в таблице Менделеева, и армянском алфавита буквы, и название этих элементов, на какую букву начинается, и номер вот этой буквы полностью совпадает. Там золото, например, буква З, такое-то место такое же, как и в таблице. Просто подробно про это, если напишешь, даже в ТикТоке, армянский алфавит и таблица Менделеева, допустим,
Ну, как-то так напишешь, это есть в интернете. Там объясняется, как Название все четко элементов. сходится. Название элементов. Номер. Я просто повторяю еще раз. Название элемента плюс номер его в самой таблице совпадает с буквой, ее номер и ее местом в алфавите с армянским алфавитом. Это то, что ты хотел. Да, название, на какую букву начинается этот элемент. И это, да, как будто это свыше оба. И они оба же говорили, что свыше они спали якобы, что Месроп Маштот, что, ну, кто создал этот алфавит армянский, но он жил в 4 веке, там, за 1000 с чем-то лет до этого, таблицы до Менделеева за 1000 с чем-то лет он жил там. И вот это вот такое. И оба говорили, что во сне получили таблицу на каменном этом. Менделеев говорил, что вот он уснул и увидел эту таблицу. Я потом, когда проснулся, переписал. Таблица Менделеева, там Аллах вот так вот можно прочесть. Может быть, да. Я говорю, какие-то свыше присутствуют. Это Хайрон, я был такой. Хайр, по-моему. У него там в этих книгах какие-то суры даже с таблицей Менделеева. Насчет ислама, брат, я это говорил еще в тот, извини, перебил. Насчет ислама, смотри, когда христианство приняли, да, часть народа, ну, в мире, да, часть, ну, иудеи, как оставались, они не продвигали свою религию в плане миссионерства, там, другим пытаться сделать, чтобы они приняли. Но Богу нужно было, чтобы единобожие было. Поэтому христианство пришло, как Иисус это от них вышел и распространил. Часть народов приняла, но были части народов более такие диковатые. Они убивали тех проповедников, кто христианский пытался продвигать, не принимали. И поэтому есть такая теория, что Бог дал им более жесткого такого исламского именно единобожия, жесткими методами, более шариатским, так что привести их. И многих привел. Я подзабыл, ты лютеранин или этот самый протестант кто-то? Не знаю, я сам, брат. Я верю просто, я не хожу в церковь. Бывает, что у меня так, но иногда я верю. Но я больше христианин. Если... Ну, и я, в принципе, эти все религии, я считаю, имеют часть, силу, да? Эти 3 религии, я считаю, они имеют силу. Если бы не имели, они бы не были распространены. И все, что происходит, это Бог на этому свидетелю, он дает какое-то добро. Без его воли не может быть этого. Какой-то там, хоть этот Мухаммед написал, и это вот так вот распространять, просто так не бывает. Значит, какая-то была его то самое остальные Иисус. Я хотела вам включить, знаете кого? Я вам хотела включить «Зеленого принца». Вот то, что он рассказывал. Ну, вкратце, там маленький ролик, не длинный. Включить вам? Про что? Включи, но я хочу только... «Зеленый принц». Это что? Говори, родная. Не, говори. «Зеленый принц», если кто не знает, кто-то тебя его спросил, Мартин. Да. Ой, блин. Майя, я твой интернет топтала. Я мой интернет сама топтала. Говори, родная, потом... Я закрыла, Майя. Говори, что ты хотела Мартину говорить. Говори. Мартин, только когда ты говоришь о том, что кому чего давал, мне интересно только, как ты объяснишь, что в Коране написаны слова наших мудрецов. Вот как? Так я и говорю, это одна, а они это... Да, я это и сказал, что... Смотри, часть народа в мире живящая, она была ужесточенная такая, как арабы, там некоторые народы такие. Они не принимали христиан. Когда приходили проповедники, евреи не приходили, им не проповедовали, потому что у вас нельзя свою религию про миссионерство продвигать. Приходили христиане, они их убивали, не принимали Христа. Богу нужен был кто-то, кто сможет как-нибудь до этих голов, таких очерствелых, донести единобожие. И он вот такого человека нашел, дал какую-то силу, он жестким кнутом их, что привел к единобожию.
И к этим же еврейским законам иудаизма, то, что ты говоришь, что они сходятся с вашим. Но по-хорошему они не понимали. Как бы вот так вот, если проповедник христианства. Ну, это одна из теорий, но это не факт, что... Я выйду на пару минут, мне надо позвонить, и я вернусь. Так, ни одного российского мусульманина, который зашел бы и вот объяснил, как он воспринимает вообще эту ситуацию, обосновал бы вот свою позицию насчет ближневосточного вот этого ситуации, да, там вокруг Палестины. В Израиле мечети, в маленьком Израиле больше мечетей, даже чем во всей Европе. Вместе, если взять. Серьезно. И там эти арабы живут, на пляжах кайфуют, деньги, бабки зарабатывают там конкретно. Ты был в Израиле? Я не был, но меня приглашали, друзья есть, и я еще видел, многие видео видел, и они мне звонят с пляжев, показывают, какие там конкретные, все на уровне европейских хороших городов. И много, ну, дорогая жизнь такая на уровне. А я вот про Кувейт смотрел, по-моему, Кувейт это, да, не Катар, а Кувейт. Да, там. Конкретно там. Короче, вообще там такой крутой столица, елки, уже забыл я, столица, как она называлась. Короче, там конкретно там на улицах трамваи всякие, блин, каждая там полоска, бордюр, столбик, короче, вообще очень богатое место, да, обделка вот это там, я не знаю, каменные какие-то сооружения, ну, крутые вообще. И почти людей вообще нету там, какие-то эти в лохмотьях иногда появляются. Даже там кондиционеры всякие, вот эти зонты, короче. Ну, конкретно там все условия для жизни. И ни одного на улице такого чувака. На каждом углу там полицейские на специальных таких стульях сидят там. Тоже за порядком следят. Короче, неплохо устроились ребята. Ну, это все нефть. У меня отца одноклассник в Дубае жил, но он, короче, в Америке вообще жил, женился там, ну, уже давно. У него там дети, и что-то там у него жена, короче, заболела чем-то таким, да, там, в общем, рак типа того. И он, короче, не мог там жить, находиться, просто она ругалась с ним из-за этого, такое состояние было. И он уехал, короче, в Дубай, женился с другой девушкой, и ей сказал, вот если женишься со мной, там молодая, красивая такая девушка, тогда тебя в Дубай забираю. Она, все, хорошо. И он там жил, и он жаловался, вообще говорит, ну местным, говорит, хорошо, от рождения там дают всякие привилегии, но если ты приезжий, там ни о чем. Он там дальнобойщиком работал, ну, жаловался, короче, говорит, вообще ничего вот такого хорошего. Ну, местным, кто от рождения там имеет гражданство, как бы, да, там коренное, у них есть особые эти, ну, деньги платят и все, вообще на уровне.
Он оставил, развелся с этой, со второй, вернулся к первой. У него там сын в Америке начал промышлять уже такими делами. Ввязался в компанию плохую. Там же много всяких дилеров, нарко, всякую такие темы. Попал в такие приключения, ему пришлось оставить, развестись и уехать, ее кинуть там. Короче. Они не принимают никого. Вот эти мусульмане, которые говорят, ой, мы мусульмане, да, они поедут в Дубай или вообще в арабские страны. Их там никакое гражданство, ничего не дают. Они говорят, пришли все на хадж, кайфуйте там, да, походите на эти, ну, эти религиозные, на Кабу, туда-сюда, и все, уезжайте, короче, отсюда. У них так, они никому не дают ни гражданства, ничего. Посмотри на Катар, там сами граждане 300 тысяч, а 2 миллиона 700 это люди, которые работают там. А как арабский такой это труд? Да. Представь себе, это, можно сказать, короли, да? 300 тысяч человек на 2 миллиона 700. Там эти арабы вообще, я раньше, знаешь, такой стереотип был. Арабы, все как будто богатые, да, вот это было такое. Принцы там. А я с ними близко пообщался, 90%, реально 90% они босиком ходят, как индусы живут. Вообще там уровень жизни у них 10-15% вообще на уровне нормальном. А остальное всех этих арабских стран живут как нищие, еще хуже, чем кто-либо. Позавидовать. Так вот, я говорю, это не религиозная война, то, что вот это суют сюда Аллаха, эти там джихад какой-то объявляют. Это чисто территориальная, как вот Армения, Азербайджана война была, допустим. Это же не из-за того, что они мусульмане и христиане. Не религиозная война, это все территории. Не согласна с тобой, Мартин. Не, вот в этом-то и проблема. Вы суете Бога. Не согласна с тобой. Нет, это не мы суем, это они идут во имя Аллаха. Если бы это была территориальная война, так они пошли бы воевать с теми, кто забрали. Вот смотри, ты говоришь территориально, правильно? Почему тогда эти арабы не воюют с Иорданией, которая забрала часть, не воюют с Египтом, которая забрала часть? Потому что они один народ. Они один народ. Они не один народ. Если бы они были бы один народ, Мартин, секунду. Если бы они были один народ, они бы не ставили бы там такие вот заборы в 4 слоя и не закрывали бы перед ними дорогу, если это один народ. Что же они поставили? Потому что они не хотят, чтобы эти арабы переехали, потому что им выгодно против евреев вести эту пропаганду, вот, бедные там дети Палестины. Мартин, перестань, не приукрашай, это дело не выгодно. Что значит выгодно? Дело в том, что это радикальная война против иудеев, именно по религии. Они берут религию в оборот. Религия присутствует там, конечно, но она не на первом месте. Тот же ИГИЛ, когда был, якобы она там... Она на первом месте, и они ее берут в оборот, потому что понимают, что их вопрос очень быстро потухнет, потому что никто не будет их поддерживать, их зверства, если это не будет религиозным. Если его не сделать под эгидой религиозной проблемой, то ни один мусульманин не будет поддерживать это говно, понимаешь? Ну да, но это... ты сама же ответила. Секунду, да? Салам алейкум, товарищи мусульмане, марш дольше, приходите свободным. Вот этот армянин, по-моему, разговаривает, Азербайджан, это не религиозное. Я правильно понял? Один вопрос на уточнение. Я говорю, что все войны связаны с деньгами, с нефтью, с территорией. Подойди, маршал Дуань. Подойди. Вот ответь мне на вопрос. Вот, который в войне с Арменией умерли, азербайджанцы, умерли, солдаты. Как их называют в Азербайджане? Можешь сказать? Шахиды. Шахиды, да? А шахиды это обозначение, что это?
Все, на твой вопрос ответ есть. Можешь посмотреть. Нет. Там шахиды в Азербайджане чуть другая история. Там шахиды называют это просто от слова, но это как бы не религиозное слово. Почему? Потому что они шахидов называют всех. И христиан, и иудеев. Любой религии, любой нации, любой солдат, который воевал и был их гражданином, он называется по-ихнему шахид. Это не религиозно. Если бы это было бы религиозно? Не по-ихнему. Если бы это было бы религиозное, они бы не называли бы всех своих солдат. Исламский термин. Я понимаю. Христиан называют шахидами. Христиан. Я объясняю, что в Азербайджане называют так всех. Там нету определения по религии. Подожди, Стелла. Израильтяне, которые умерли с палестинцами, солдат, их шахидами называют. Тебя плохо слышно, брат, плохо слышно. У меня вопрос. Вот израильские солдаты, которые умерли в бою с Хамасом, их вы шахидами называете или нет? Я не понял. Ну, у нас же свой язык есть. Азербайджанский язык, подожди. А азербайджанском языке это шахид, это азербайджанский язык, ты думаешь? Арабский это? Нет. Это арабский, это не азербайджанский. Вот. Но я говорю о том, что термин, который используют в Азербайджане, он не идет религиозного характера, потому что они так называют всех своих солдат, неважно какой религии. Даже евреи, которые за них воевали, там называют их шахидами. Это вообще неправильная тактика вот у вас. Серьезно вам говорю. Неправильно, я говорю по факту, как есть. По факту я говорю. Если ты этим не разбираешься, я не знаю. Шахид – это на пути Аллаха, кто отдал свою жизнь. Секунду. Да. Я же не говорю, что ты не прав, что означает слово шахид. Я просто говорю, что конкретно в Азербайджане это слово не берет религиозный фактор. В Чечне шахид, что было? Я не знаю, в Чечне кого называли. Если там русский за них воевал, христианин, они его шахидом называли? Абу Кирилл. Вы вообще не понимаете, что вы говорите, или вы придуриваете? Почему? Я очень понятно, по-моему, понимаю и понятно, по-моему, объясняю. Я говорю... Что у вас за тема? Можно я тоже вникну? Я тебе объясню, Ибрагим. Я объясню, подождите. Ибрагим, короче, тут тема шла, что армяне и азербайджане воевали друг друга, нерелигиозная эта тема типа. А я говорю, вот солдаты, которые умерли в войне против Армении, они называют их шахидами. Это исламский термин, и это исламское значение. А Стелла говорит, что это не это азербайджанская тема такая, хоть русские воевали, хоть христиане воевали, их называют всех шахидами. Там, да, видимо, вот Ибрагим, я тебе четко скажу, как я сказала, Ибрагим. Я говорю, что да, шахид это слово из ислама происходит, но в Азербайджане его используют не в исламском термине, не в исламском понимании. Это неправда, это вранье. Абу Кирилл, можно я скажу, а потом ты будешь... Подожди, она сначала объяснит, она же там жила, она знает. Там дается, этот термин используется как просто те, которые упали за войну за Азербайджан, и так называют всех, и христиан, и иудеев, любой нации, любой религии, которые воевали за них. И это в априори уже отменяет то, что это как-то привязывается к исламу. 100% к исламу привязываются, потому что они хоронят по исламским канонам, эти люди. Ну они, брат, за религию не умирали, ты понимаешь? Секунду, если еврейский солдат в Азербайджане умер, его будут хоронить по-еврейски, его не будут хоронить по-исламски. Да, а если еврей... Они называют шахидом его все равно. Если еврей в Азербайджане, и такие евреи есть, которые воевали за Азербайджан и умерли, их хоронили по еврейским канонам. Как они называете, это исламское значение, это исламский термин. Я вам еще раз говорю. Да, но смотри, в
не отрицаешь, что это исламские термины? Некоторые народы, они вот это исламскую эту тему под себя потом по ходу как-то подстраивают. У нас, по-моему, тоже есть вот такие какие-то моменты, да, когда мы вообще мусульманскую тему уже в свой язык, скажем так, его закоренили, и потом оно у нас это другое как бы значение, а вот в исламе оно другое значение. Я сейчас просто навскидку не помню, но есть такое тоже у нас. Да, да. У них просто любому погибшему на войне, но они суд-то самой за религию. Они же сами говорят, мы не мусульманская, допустим, страна. Там и есть и церкви, и синагоги. И там и русские воевали некоторые. Ну, мало было, и евреев мало было, но они воевали. Это просто, они просто с арабского языка взяли свои слова, у них своих слов мало, допустим, было, да. Они вот взяли, вот даже Родина, они раньше называли ее Ана юрта. Ана юрта. Азербайджанцы свою родину называли Ана юрта. Мамина юрта. Материнская юрта. Юрта это вот эти палатки есть, когда кочевые народы кочевали. Они палатки, родина называлась палаткой маминой. А потом они взяли арабское слово ватан. Теперь говорят ватан, родина, да? Они все слова свои взяли, но суть самого ислама у них там не религиозная война, еще раз говорю, была. Это была чисто территориальная арабская война. Азербайджана и Армении это не религиозная война, это действительно... У вас то же самое. У вас то же самое. Нет, у нас не то же. Мартин, они используют исламские моменты. Ну, вы у меня можете к тебе вопрос. При своем мнении, там шииты 90% в Азербайджане, да, живут. Не сунниты, не израильтяне там живут. Много там израильтян погонили как шахидов стало. Евреи, которые умерли, они считаются по статусу шахиды. А много их там погонили? Который умер. Не очень много, евреев, но были... я не знаю, немного, потому что когда уже Советский Союз распался, большинство евреев уехали в Израиль. Поэтому немного. Там несколько семей, я 2 семьи. Только в Чечне джихад, только в Чечне. В других местах джихада нету ни шахиды. Короче, только в Чечне. Я так понимаю. Даже муджахед, да, допустим, это человек, который за религию, именно за религию. Если, например, в Армении есть мечети, одна есть в центре Еревана, у нас с исламом проблем нету. Во всех исламских странах нас приветствуют, уважают. Секунду, у меня к тебе вопрос. Ты говоришь, что у Израиля это не религиозно, да? Со стороны Израиля это не религиозно. Но со не стороны арабов религиозно. Нет, Секунду, дай мне договорить. Когда ты видишь, что нападает только одна какая-то группа людей с одной стороны, если это не религиозная, и сирийцы, ливанцы, они друг друга между собой тоже воюют, друг друга ненавидят, каким образом все соседи вокруг встают против Израиля, если это не религиозно? Отвечай. Объясню. Они используют как оружие идеологическое ислам. Какие-то прожитки ислама присутствуют в этих всех народах. И они эту карту тоже используют. Но внутри всего стоит я лично знаю десяток азербайджанцев, я в моем районе живут, знаю здесь. Они все их считают шахиды мусульмане. Они в раю с гуриями. Они так говорят. Я не знаю, что вы говорите. Я не пойму. Кирилл, просто нужно узнать поближе азербайджанцев и поговорить с разными азербайджанцами. И поверь мне, они по-разному говорят. Это разные, азербайджанцы тоже разные. Сунниты есть и шииты есть. Разные. Есть сунниты, есть шииты, и у них очень много такие лайтовые, очень мало знающие в религии. Они не... Отец шиит, сын суннит. Как может шиит и суннит в одной семье ужиться? Там вот эти атаки, когда они Карабах брали, Аллаху Акбар, вот это не слышали вы, как они в атаку шли? Не слышал никто? Я не знаю, я там не была. Могу спросить у человека. Все слышали. Просто сейчас... Вот своих отбелять не надо, пожалуйста, вот эти, да?
В смысле своих отбелять? Я там не была на войне, откуда я знаю? Кричали они? Не, у Стеллы вообще нету Мне смысла было такого. 11 лет, когда я оттуда уехала. Я что, могу говорить то, о чем не знаю? Я не буду Насчет вот то, что Мартин говорит, я как бы все-таки с ним согласен, Стелла, что изначально вот арабы-имперцы, да, у них, только я по-другому это объясню, да, вот арабы-имперцы, у них есть свои имперские цели, да, и вообще вся эта идеология, она заточена под их интересы. То есть, чтобы во всем мире свою империю распространить. А вот уже будулаки, да, которые там Аляску это спустится, Иисус, потом Махди, короче, там будет, короче, всякая разборка, бойня, там туда-сюда, иншаллах, с ягудами надо вот это делать. То есть, вот это уже использование вот этого. Вот то, что и у нас, в принципе, было, да, вот кто запрягает, там сзади стоит вот эта идеология, там, в интересах своей геополитики, он аккуратно дрессирует или, скажем так, штампует этих будулаков, которых потом через религиозные вот эти темы, да, у ягудов надо там море, потом Махди, короче, спустится. Сейчас вот уже на подходе, короче, там. Иисус с другой стороны, короче. И все будет там чики-пуки. Воцарится, короче, во всем мире мир, справедливость. Даджал еще там будет, короче, откуда-то. Во всю Карту эту тему. используют, исламскую карту, чтобы народ, обычный группы, более такой не понимающий, поднять, использовать. Но у них изначально у правителей стоит нефть и деньги. Да, ну вот эти палестинцы, которых туда, которыми вот это именно религия, вот этот Хамас, их руководство, вот эти вот уже чисто будулаки, то есть у них религиозное вот это вот. То же самое ИГИЛ вот этот был, ИГИЛ. Секунду, у Израиля ничего нету. У Израиля нету нефти, нету золота, нету богатства. Это не та земля, это пустыня, из которой мы построили, понимаешь, своим потом. Сушили болото. Это не та земля, за которую бы воевали бы, как там за Кавказ, где есть нефть, да, где есть свои богатства, за какие-то там земли в Советском Союзе. Это не то же самое. А ты думаешь, в Карабахе что-то было? Карабах, что там, горы? Там тоже ничего такого нет, ни нефти, ничего. За эту территорию сколько лет? Карабах, это я считаю лично, что вам эту войну навязали третьи лица. Я так считаю. Жили же азербайджанцы с армянами дружно до этого? Советская, когда была, Москва была, там армяне опять же контролировали. Все эти комиссары, бакинские нефтяники, все там армяне сами же. И в Микоян, там мы, большинство в советском, как и грузины, что Сталин, мы имели вес большой, мы пока контролировали Москву, часть Подожди, Москвы, под да? Советским Союзом это не было в составе Армении. Это была автономная область в составе Азербайджана, но изначально, до Советского Союза, она была у армян. В Советском Союзе просто Ленин отдал им, потому что у них нефть забирал, много в Азербайджане, очень много нефти забирали, и чтобы они ничего не говорили, он сказал, ну, эту территорию за вами пусть будет, ну, в общем, а вы нам нефть, это все, ну, так, решим вопрос. Наши территории купили, да, их нефть, скажем так, грубо говоря. И не только это, Нахичеван также. В советское время ушел Азербайджану. Как грузинские территории, Закатала, например, то же самое. В советское время ушло Азербайджану от Грузии. Персов было завоевано, отняли. Советские войска отняли у персов. Ну, изначально, да, так и Азербайджан был персидской территорией полностью, и Армения на тот момент входила. То отдавали, то забирали. Поэтому... Ну, персы тоже когда-то завоевали это тоже было не их. То есть в те времена все кто-то кого-то завоевал. Арабы, монголы, персы, турки, все завоевали. Ну, завоевать одно, но исконно, изначально, если взять, кто там появился как народ, кто жил там. Изначально это все понятно, кто там жил. Мы.
Мы коренной народ. Это факт. Это всеми историками, учеными, греками, римлянами, все В это Израиле доказывают. вы тоже были коренной народ. Как вы везде коренной народ? Нет, в Израиле нет. В Израиле мы с 4 века с крестоносцами, с остальными там были, но нет, мы не коренной там. Мы пришли туда. Вы знаете, что часто из-за ложных историй, да, которые, казалось бы, государство там пытается своему народу, своей нации там внушить, да, вот потом погибают много людей. Вообще ни за что, казалось бы, да. Мне все равно обидно вот, и жалко вот этих людей, которые вот это 2 раза, да, в армяно-азербайджанском этом военном конфликте там только вот столько положили людей. То есть вообще, короче, не знаю. Да, территорию там свою нужно как бы отстаивать, это понятно. Но, блин, все равно можно договориться, да, каким-то образом. Да, объединить. Обязательно. Да, обязательно. Вот сколько там вот в этой сейчас войне молодых людей положили, и вообще мы там, это наше, мы здесь, там 5-е, 10-е. И какой смысл в этом? Вообще, изначально вся земля, она наша, чеченская, если кто не в курсе. И армянам мы дали, и евреям. Анекдот знаешь? Анекдот. И азербайджанцам, и всем. Азербайджанцы... Я доскажу мысль, доскажу, чтобы потом это не превратилось в что-то другое. Вообще, изначально земля наша, да, чеченская. То же самое могут сказать евреи. Изначально земля наша, еврейская. То же самое могут сказать и армяне. То же самое могут сказать и американцы, и русские, и все кто угодно. Потому что изначально там мы происходим все откуда-то из одного источника. И мы являемся все наследием вот этого всего. То есть, если мы куда-то туда... Нужно, Ибрагим, в какой момент, если вот мы все люди, когда-то же было очень мало людей, правильно? Даже вот взять пару сотен лет назад, когда люди умирали от болезней всяких, было всего лишь, по-моему, 1 миллиард людей на свете. Это всего лишь пару сотен назад. А если взять уже там тысячелетиями, то, ну, там считанные сотни людей. То есть все были знакомы, близки, может быть, как-то, да? Вот вопрос, они, наверное, были какое-то одно общее, да, человечество. В каком моменте они все так разделились настолько, что вот прям невозможно никак связать людей? Да, там протоязык, какая-то культура, протокультура. Потом, когда расселялись потихоньку, пытались прижиться, да, вот к этим местам, где они существовали. И в соответствии с этой местностью там менялась культура, язык, я не знаю, какая-то кухня, традиции всякие. И вот так вот это распространялось по всему. Просто вот эта территориальная проблема, ее нужно решать по уму как-то правильно, а не вот, когда погибают люди. И вот, не знаю, вот именно вот это азербайджано-армянское, то, что вот было, вообще столько людей вот полегло, вообще как-то бессмысленно, я считаю. Почему бессмысленно? Интересно, что нации-то появились всего лишь в 18 веке. Сам термин вот эта нация. Очень легко, как Сталин решал. Так, Азербайджан и Ереван дерутся. Когда обратились, никто не мог помочь остановить войну. Обратились, выкопали Сталина, обратились к нему.
Вот так не можем объединить обратно. Дружеские два народа, говорит. А это Сталину надо объединить их. Но у них столицы разные, говорят по Сталину. Да? Тогда мы дадим столицу Магадан. Так что объединяться надо. Ничего трудного сейчас, 21 век. Ничего трудного нет. ДНК, анализы, все можно решить, все показывать. Где, что, полностью сотни тысяч, миллионы лет нам показывает. Ничего трудного нету. Просто невыгодно кое-кому показать все это. Некоторые Включить это? Что сначала? некоторые вытаскивают 2 это анализа, 3 анализа, 2. А там 6 анализов полностью показываешь, тогда уже узнают, что к чему. Полностью, от А до Я надо анализ делать. ДНК. Я занят был тут. ДНК тоже, как и во всем, есть 2 стороны медали. Там можно из этого, наоборот, извлечь негатив, да, там какой-то разрозненность, раздор какой-то. А и с другой стороны, там можно позитив из этого извлечь. То же самое, брат. Я, например, вижу в этом позитивное, вот, когда там представители нашего народа, вот, например, это ДНК-тест, потом там, когда появляются с другими народами какая-то близость, да, это наоборот нормально. И когда между собой даже вот эти родоплеменные, местечковые какие-то легенды, которые ходят, скажем так, не объединяющие, а наоборот разобщающие, они тоже много этих легенд, как мыльный пузырь, разрушились после того, как вот эта ДНК наука уже начали вот это тесты там делать и так далее. Уже получается, что четко там выстраивается такая картинка народа, да, вот это родоплеменное, оно даже не всегда, скажем так, родоплеменное получается. То есть у тебя могут даже в других родах, в других тайпах, вот как если нас брать за основу, ближе, чем из твоего рода, из твоего тайпа, как бы, ну, наоборот, объединяет, скажем так. Такое. Потом историческое, тоже когда исследуют раскопки там всякие, вот этих захоронения там, это тоже нормально, потому что все утратили, потом понапридумали там сказки всякие, а истину никто не знает, что как происходило. Поэтому вот когда точно история, она как бы не точной наукой считается, или вообще не наукой, некоторые ее считают. Но это все равно не всегда точно. А вот уже ДНК, там, генетика, генеалогия, с ним уже с этой наукой уже поспорить невозможно. Вот этот вот ИГИЛ, да, например, тоже якобы там джихад, еще что-то, но он чисто нефть просто сирийскую перепродавал, просто там опять же деньги, нефть, это бабки, политика, все. Якобы там вот джихад, мы там туда-сюда, ну, чтобы просто обидеть, чтобы им помогали мусульманские эти. Это чисто используется этот политический момент, религии используют под свой этот. То же самое, как вот эти всякие убийцы идут убивать, говорят, о, там
джихад, это Аллах там мне сказал, там туда, чтобы вот мусульмане, они им помогли как-то, спасли их от тюрьмы или еще что-то, они религию подставляют под это. А сам он идиот просто, хочет взорвать что-то, сделать, да? Ну, и все. Не согласен. В Сирии, Тунисе, везде это была светская революция. Кое-кому не понравилось это, даже некоторым европейским странам, России, арабы, они все это перевели на религиозный лад. Так что не надо наговаривать. Добрый день. Я очень извиняюсь, я к вам поднялась буквально на минутку, чтобы исправить. Я просто не видела, кто это сказал по поводу юрдум. Это юрта. Это не юрта на азербайджанском языке. Юрда это... Анна Юрта. Раньше Нет, Родина называлась. она юрдум. Нет, не юрта, она юрдум. Это означает мать Родина. Это к юрте абсолютно никакого отношения не имеет. Вы немножко неправильно говорите, поэтому я поднялась вас исправить. А сама слово юрдум что означает? Юрдум – это родина. Ватан – это родина. Это то же Ватан, самое. Юрдум. ватан это арабское слово, а юрдум? Юрдум, послушайте, юрдум и ватан – это имеет одно значение – родина. Родина-мать. Все. Там другого значения нету. А по поводу юрдум шахидов... это акцент, ихнее произношение слова юрты. Юрта это русское Нет, слово, а это юрдум не это юрта. тюркское. Д. Стоит буква Д. Юрдум. Секунду, Мартин, кто тебе сказал, что ватан это арабское слово? Не надо Или спорить. персидское, либо персидское, либо Это арабское. персидское, но не арабское точно. Но юрдум, смотри, это это- ихняя тюркский акцент, диалект. Они не говорят юрта, это русское. То же самое, как там, не знаю, Ну, дверь, зачем спорить? русские говорят Послушайте дверь, меня. американцы дверь говорят. Ну, Не надо со мной это одно спорить. Я вам говорю, юрдум – это родина. Найдите в Хорошо, переводах и везде посмотрите. Есть даже песня «Она юрдум вясканимсен». Это поется о матери родине песня. Там юрта понятно, вообще смысл, близко но не слово стояла. слово дословно переводится как юрта. Это русское слово юрта, а у них юрдум. Но имеется в Слушайте, виду ну не надо, родину, зачем да. вы спорите? Зачем вы спорите со мной? Нет, Я вам только говорю, что, как я азербайджанка. Я вам Это говорю, как не есть. то, не другое, да то. А сейчас здесь ты другое говоришь. А там шахид, это другое говоришь. Откройте, Как тебе голову стукнет, так и откройте, говорите. посмотрите перевод. Слава богу, сейчас мир интернета. Откройте в интернете и прочтите. Не пишите юрта через Т, напишите букву Д, и вы увидите, что это какое-то значение имеет. Ничего сложного в этом нету. А по поводу, ссылочка «Привет, родная». А по поводу шахидов в Баку, в центре Баку, есть даже аллея шахидов. Это люди, которые погибли во время войны. Там рядом стоит аллея шахидов, которые гражданские люди 20 января 90-го года, когда зашли танки в Азербайджан, в Баку, и стреляли по гражданским людям, по домам, где погибло много, и семей целые погибли, и дети погибли, и люди погибли. Они тоже похоронены на аллее шахидов. Шахид для Азербайджана – это не арабское предназначение, одел пояс на себя. Чем больше убил простых людей, неважно, это евреи, главное, чтобы один еврей среди 10 других был. Вот это арабское предназначение. Дорогая, можно я скажу? для этого? Секундочку, Да, дайте мне договорить. Это арабское предназначение. Одеть на себя пояс шахида, это называется пояс шахида у арабов. И стать шахидом. Это другое абсолютно Шахид – это значение. арабское В Азербайджане шахидами называют людей, которые погибли во время военных действий. Вот и все. Да, но вообще само суть, смысл слова берется из арабского. Умер на пути Аллаха. Кто умер на пути Аллаха, только он шахид. Да, кстати, еще третье хотела вам сказать. Когда азербайджанская армия воевала, азербайджанская армия на устах Аллах Акбар не заходила никуда. Это неправда, это ложь.
Это абсолютная неправда. Азербайджан – это светская страна, и со словами «Аллах Акбар» в Азербайджане никто не ходил воевать. Это неправда. «Я Аллах» могли сказать. Это нормально. А «Аллах Акбар», хотя в этом ничего нету плохого, в этих словах нет ничего ужасного, но, к сожалению, арабы эти слова сделали настолько ужасными, потому что даже сами арабы, если стоят рядом, и хоть один араб крикнет «Аллах Акбар», арабы первые убегают и прячутся под кустами. Тина, чтобы вы это Тина, понимали. Вот один момент. Вот Да. я тоже хотел это самое высказаться. Вот как раз у нас, вот у чеченцев тоже что-то подобное произошло. Когда в первую вот эту русско-чеченскую войну у нас люди кричали «Аллах Акбар», даже мы «Аллах Акбар» правильно выговаривать, это не знали, да? У нас в нашем понимании это «Аллах Акбар». То есть вот так мы произносили это, да, там. Ну, у тебя как бы, у людей там, это был как бы клич, да, там, когда друг друга, кто твой, кто чужой, вот так, чтобы знали друг друга. Для распознания. Да. Можно? И это когда тогда применяли, а потом уже это перетекло с помощью вот этих идеологий после Первой войны, когда к нам начали вот это религиозное полностью заполонять всякими там литературой, потом арабами русскоязычными, вот это когда все пошло, и уже потом сейчас черные флаги, игилы, когда это пошло, теперь задним числом вот это вот, которые чеченцы применяли «Аллах Акбар», вообще, да, некоторые даже в нетрезвом состоянии были, да, там во время военного действия, там выпивали. Теперь легко это наклеить вот задним числом, видите, они тогда тоже, потому что сегодня, да, вот их знают как радикалов, как исламистов, и то, что там было, оно тоже изначально именно вот так вот и было. Это очень такой хитрый прием, да, который вот пропагандой пытаются применить. Поэтому вот я согласен, что в Азербайджане никакой исламистской темы там и в помине нету. Да, я это и говорю. Я хочу сказать еще... Я это и говорю. Подожди, можно, Тина, вы до этого, можно я скажу? Смотри, я ждал, пока Ибрагим это говорит. Смотрите, насчет вообще тюркские, вот эти кумыки, про кого до этого говорил Ибрагим, ну, тюркские вот эти кочевые, да, они, кстати, сами этим гордятся. У них даже есть соревнования кочевников, казахи, там туркмены на лошади прыгают, скачут, стреляют луком. У них даже соревнования, они гордятся, что они кочевые народы, и они это не отрицают. Никто, вот тюрки не отрицают это. Они, когда приезжали куда-то, в Дагестан, на территорию Чечни, там, тюркские вот эти племена, они строили юрты, они жили именно вот в этих палат. До сих пор, кстати, казахи в советское время только убрали им это все, это советское, они там до сих пор и в российской территории, где тюрки живут, там Камчатке где-то, они до сих пор есть эти юрты. Они когда куда-то приезжали, там строили юрту, и они были, как сказать, ну у них словарный запас, таких слов мало было, и они называли, она юрта, это как вот юрта, да, матери родина, ну это родина, это слово изначально означает родина. Но в прямом смысле они ассоциировали родину с маминой юртой, материнская юрта. И да, слово юрта, это и означает родина, вы правы. Но вообще само слово означает юрта. Ну, юрта мы знаем, что, да, это палатка. Вообще юрты, Мартин, юрты строили не только тюркские народы, там строили... Да. Но они, когда приезжали, кочевали на конях куда-то, более хорошая местность была, они там оставались, они долго не засиживались. Просто на тот момент это был образ жизни. Они кочевали, они завоевывали, это был образ жизни. И строили юрты, да. Поэтому потом они поменяли на ватан слово. Изменили, персидское взяли. Нет, это, кстати, арабское слово, но оно не используется у арабов, оно больше используется у персов там или у тюркоязычных. У арабов есть другое слово. На самом деле корень арабский, но арабы это слово вообще почти не используют вот в ежедневном. Да, ну это... Они называют биляди. Биляди это как бы моя родина, моя страна. У сидячих народов, не сидячих, а эти, которые в одном месте жили всегда,
Плюс 32. У них юрта, ни у кого родина не называлась. Я на арабском сказала слово. Это было не Этот обзывательно. момент. Второй момент. Шахиды, то, что вот этот параллель привел Ибрагим насчет чеченцев. Чеченцы 200-300 лет ислам там какое-то малое количество времени переняли. И чеченцы жили там, где и всегда жили. Еще до нашей эры там. Это Кавказ, это коренной народ тут. Ну. А эти народы, они с исламскими знамениями пришли на эту территорию, захватывая, и, и стали как... Благодаря исламу они там где-то в Азии, где-то тусили, или с арабами в халифате, там в арабских территориях, там далеко. Просто они вот с халифатом, с арабскими этими религией пришли. Совсем разная параллель не стоит проводить. И в те времена они шахидом назывались, то, что воевали за ислам, продвигая, захватывая территории за ислам. И это уже, сейчас это светские страны, но у них это слово осталось, как шахид, что означает, вот эта традиция исламская. Вообще-то очень много, достаточно много народов были, которые завоеваны и насильно приняли исламизацию. То есть это понятное, дело, если идти назад. Но мы как бы находимся в 21 веке и говорим о сегодняшнем дне. Поэтому я просто поднялась для того, чтобы вам объяснить, что происходит, допустим, в Азербайджане, и как это правильно, чтобы вы, допустим, не зашли к азербайджанцам и не сказали этого для того, чтобы вы были более, Мы хорошо относимся к Азербайджану. Не, я не говорю, что вы плохо. Не, я не говорю, что вы плохо. Ни в коем случае. Я просто к тому, чтобы вы понимали, о чем, речь идет. Я к этому просто поднялась для того, Дорогая, чтобы... Я извиняюсь, я не в плохом смысле, я просто поднялась для того, чтобы поправить вас чуть-чуть. Я это все схавал, всю историю азербайджанцев лучше знаю, даже чем они. Да и не только, вообще все, что мне нужно, примерно, а про всех я знаю. Вообще. Сейчас, если буду целую лекцию, могу вам... Просто говорить, что азербайджанская армия, когда шла в наступление, кричала «Аллах Акбар», это неправда, это неправильно, потому что это светская армия, это не религиозная армия, поэтому это абсолютно... Что светские люди, мусульмане, не светские, они не в беде, все вспоминают Аллаха или Иисуса Христа. Нет, я понимаю, есть светские люди, есть верующие, есть религиозные люди. То есть давайте разделять, Дай ему кое-что скажу. Мартин, она имеет в виду, что когда с Азербайджана, даже если кто-то пошел и сказал «Я Аллах», он не сказал «Аллаху Акбар» в смысле, что он идет как воин Аллаха, чтобы вас завоевать и чтобы вас делать кафиров мусульманами. Понимаешь? Да, это не религиозная война, я изначально сказал. Это не религиозная, я то же самое и вам говорю, я сам этого говорю. А у нас это как раз религиозная. У нас, когда взяли наших девочек, наших парней арабам, им предлагали, принимайте ислам, и все у вас будет в шоколаде. И именно такая война, религиозная. С точки зрения обычных вот этих вояк, да, но они, это идея, голова у них это, но их используют верхушка правления. Арабы эти, они с евреями дружат, вот эти принцы и остальные там, у них нет проблем исламского вопроса, нет, у них территориальная... Там, видишь, в принципе, вся идеология, она как раз на имперских вот этих и построена, поэтому все равно как-то разделять тоже не получится там, Мартин, понимаешь? Сейчас просто тот, кто глубоко понимает, он понимает. Мартин, у тебя чуть-чуть небольшая каша в голове, секунду, Лазик. Ты должен различать вещи. Есть в исламе шииты, сунниты, которые друг друга и так ненавидят очень глубоко, поверь мне, не меньше, чем нас, евреев. Но для того, чтобы объединить исламский мир, им нужно внешнего врага найти. Внешний враг – это мы, иудеи. Очень легко. Посмотри, как они помогают друг другу во время войны. Но если тут иудеев не будет, они друг друга перебьют. И они это делают каждый раз. Все войны у арабов и у мусульман вокруг. Посмотри, вот сейчас, когда Иран нас бомбил, кого он еще бомбил? Все арабские страны суннитские. Да, но они... Мартин, секундочку, Мартин. Вот эта вот тема, то, что вы здесь постоянно рассказываете, что арабские страны дружат там с евреями и так далее. Не арабы, а арабы дружат якобы с евреями. Никакой араб в другой стране, в арабской стране, не дружит с евреями. Есть какие-то там
Вот, допустим, сейчас саудиты, как бы, да, они побаиваются Ирана. Они знают, что Иран побаивается Израиля. Почему евреи едут в Абу-Даби и спокойно? Ну, и сейчас там- едут, а когда это все открыли? Когда стало это открыли? После Авраамических соглашений и так далее. Опять-таки это Ну, доказательство. когда это Политика. произошло, Стелла? Лазик, это все политика. Не, ну хорошо, Если что политика. народу сказать, Опять секунду, подружились если из-за Да, политики. Лазик, подожди. Если народу сейчас на верхушке сядут и будут внушать, что это неплохие люди, мы можем с ними дружить, и со временем прорабатывать это с молодежью, да, с маленьким поколением, которое вырастет без ненависти, то все возможно. Но Нет, этого не там случается, у потому них что была внутренняя оппозиция, Стелла. Была внутренняя оппозиция, которая, да, евреи нам не враги, как бы, да, они там, это их не земля, у нас же написано там в Коране и так далее, как бы, вы не должны там рассказывать, что какие-то псевдопалестинцы, это их не земля. Там это оппозиция была той или иной какой-то монархической системе, которая там у них происходит в арабских странах. А все то, что сейчас произошло, это произошло, потому что этот враг моего врага, там мой враг, или там ты теперь мой друг, потому что ты более сильнее и так далее. Ну, хорошо, вот в Марокко, как бы, царь Марокко, да, он всегда там хорошо, не прям хорошо относился к Израилю, но у него там более такая монархическая система, как бы, больше, чем религиозная, скажем так. Это одна там из арабских стран. А какие арабские страны когда-то любили евреев, скажем так? Когда мы дружили с арабами. Марокко это не арабская страна. А какая это? Ну, бедуинская страна какая-то. Те же самые Марокко арабы. это марокканцы, нет. Ну, как марокканцы, они марокканцы, потому что это Марокко. У них даже язык не арабский. Ну. Это арабы, Стелла. Марокканцы стали арабами. Да, Лазик, ты а кем они были говоришь? всегда? А кто это такие? Ну, давайте я прогуглю, может, я ошибаюсь, прошу. Это их арабизировали. Вот, То как кого говорят, арабизировали? У вот тебя этих все- марокканцев. Так, еще раз. А кого не арабизировали там? Если кто-то Да, проживал на этой 90% земле, то нет, это другой разговор. арабизированы. Вот эти все арабы. марокканцы, проживающие в Европе, кто это, не арабы? Ну, они арабы, но Ну, а изначально так какие... они арабы или не арабы? Арабоязычные. 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 Не по крови, по ДНК не арабы. Ну, берберы, кто они там? Берберы, я не знаю, как их называть? Разные, Ну, хорошо, хорошо, пускай будут не арабы, да. Ну, они выглядят как арабы, разговаривают как арабы. Да, брат, если бы, смотри, даже Кавказ, Ну, если и бы был не любят евреев, рядом... они тоже как арабы, скажем так. да. Смотри, если бы Кавказ был бы не рядом с Российской империей, а поближе немножко туда, к арабам, к этим, они бы тоже сейчас были арабами. Давай Грубо давай говоря. секунду, Кто дай был я бы Лазику арабом? прочитаю. Лазик, я тебе сейчас... Дагестан и все вот эти кавказцы. Секунду, большинство. Лаки, подожди секунду. Значит, этнический микс большинство современных марокканцев имеют смешанное арабско-берберское происхождение. Генетически они ближе к коренным североафриканцам, берберам, чем к арабам с Ближнего Востока. Коренное население, около 35-40% жителей, идентифицируют себя как берберы-амазиги, народ, живший здесь до прихода арабов в VII веке. Да. Религия почти 99% арабов и берберов в Марокко исповедуют ислам суннитского толка. Я сказал, Стеллочка, я сказал, что это берберы, хорошо. Марокканцы говорят на марокканском диалекте арабского языка дарижа. И французском языке, и испанском. Потому что Тогда там была они колония французская. поэтому Как бы они там не пытались отнекиваться, вот я видел, встречался и здесь часто вижу марокканцев, да, они чуть-чуть внешне там такие африканское у них такое, скажем так, отличие, да, небольшие. Но в целом они по поведению, по всему этому, по культуре, это те же самые арабы. Нет, у тебя получается, что получается? У тебя племена были, это бедуины, они все были бедуинами. Кто такие бедуины, это кочевники? Ну да, это вообще разные племена, в Египте берберы тоже и так другие. далее, да. Мы же сейчас о палестинцах тоже вот ранее говорили, да? Кто-то там говорил, это какие-то культуры, не культуры. Да пускай они были когда-то какие-то культуры, не культуры. Сегодня это одна масса, как бы, у которых... Что Да, там в культуре у них... да. Да, что у них в культуре различается?
Что у них в культуре различается? Не, ну Я не пойму, смотри, что у этих, внешне что у они них. голубоглазые, брат, эти палестинцы. Ну такие странные, внешне у них как красивые, есть у них дети даже такие белые, голубоглазые. Это имеет и всяких на разных кровей таких. Мальчик, что ты болтаешь чушь? Они внешне совершенно разные. У них есть Разные, но темные, очень много светлых черные, таких. черные. Почему у них много светлых? Потому что они привозили жен туда и смешивались. Евреи, Ну, они просто евреи, местные народ. кругом Арабизм. одни евреи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень понравилось в Израиле отношение наших черкесов и евреев. Вот это отношения конкретные. Я таких в мире еще не видел. Чисто четкие, дружественные, без никаких там разборок, головников. Я там бываю частенько на свадьбы, приглашают меня. Вот таких отношений тоже, мы же сунниты, черкесы. Очень хорошие отношения в двух деревнях. Одна в Галилее, называется Кфар-Кама. В мире нету таких конкретных отношений. Все жестко, четко, ясно. Никаких с обеих сторон проблем нету. А почему в других местах у евреев одни проблемы с другими или у тех с другими, с третьими? Вот это мне интересно. Кто ответит на этот вопрос? Я извиняюсь. Я отвечу следующим образом. Это не у евреев с другими, а у других Да. с евреями. Вот, все, да, вот я тоже самое хотел сказать. Получается, черкесы, проживая у нас, вот здесь у нас, получается, в Израиле, как бы, ну, в нашем государстве, у них с нами проблем нету. Но когда евреи проживают в другом государстве, у них почему-то есть проблемы с евреями. Я тебя Вот. только подправлю. Я считаю, что они не живут у нас, а мы живем вместе, потому что это их Нет, ну не государство. важно, я имею в виду в стране, как бы, да. Секунду. Все правильно вы Равноправные сказали, женщина. граждане, они служат нашей армии, они верны нашей стране, и они равноправны нашей стране. Это наша общая страна. Не, ну страна национальная же еврейская стала. Она еврейская, но она дает равноправие всем нашим гражданам. Это другое. Ну, так, опять, мужик, ты пытаешься по русскому стилю. У нас живут они. Конечно, кто у вас живет? Евреев не было еще тогда, когда черкесы там жили. А как все хорошо начиналось, а? Почему Слышали, у вас? видели? Лазик. Как все хорошо начиналось? Нет, там армяне раньше были. Не, он то, что говорит, во время Османской империи черкесы туда, да. Ну да, Черкесы изначально туда. были евреи. Дай Да, в секунду, каком веку ребята, это ну было? дайте сказать. Лазик, секунду. Петерсон, я не знаю, знаешь ли ты свою историю черкесов, но черкесов привезли туда, а евреи там всегда были, окей? Вас туда Никто османы никого не привезли, чтобы- привез. Никто Секунду, никого не привезли привез. вас туда в качестве, вы были там войско, вы охраняли земли, которые османцы завоевывали, и вы и черкесов туда просто привезли в качестве войск. Да, Понимаешь? недавно это было, 100-200 лет назад. А они там жили, до нашей эры евреи жили там. Еще Ну даже дай до бог, нашей. чтобы жили. Ну хорошо, жили, никто же не против. Жили, значит жили. Какие проблемы? Послушайте, А то сам так факт говорю, того, и что в много Израиле свою живут аудиторию. много... Сам факт того, что в Израиле живут много народов, разных причем народов, да, и кавказских народов тоже, также и черкесы живут, и абсолютно у израильтян, у евреев, да, я беру, да, абсолютно нет никакой проблемы ни к одному другому человеку, у которого другая религия или другая национальность. Абсолютно нет никаких проблем. В Я Израиле сама не черкесы еврейка, живут много. я сама тоже не еврейка, и у нас в Израиле живут достаточно много азербайджанцев, и абсолютно нет никакого притеснения. Мы имеем на равном вместе все, что имеет еврей рядом сидящий с нами, то же самое имеем и мы в Израиле. Поэтому давайте, наверное, это показатель. Это не у евреев проблема с другими. И также арабы живут среди евреев. 2,5 миллиона арабов. Это мало? И тоже нет проблем. Если есть проблема, эта проблема решается. Потому что у них родственники живут там в Газе. И их тут постоянно надрючивают. Поэтому
Это показатель, и надо понять, что евреи никогда себе врагов не искали, но евреи всегда для всех почему-то были врагами. Вот это точно. Не знаю. Самые первые там были армяне. Они еще на динозаврах по пустыне 40 лет ходили. По-братски, не надо, да, народ этот Не на динозаврах, а на динозавронянах. На динозаврах 40 лет с этим армянским Моисеем. Не, армяне там жили с 4 века. Но мы жили там, это не наша была. Ну, мы жили и с арабами, и кто там был, и с османами. Как в IV веке они пришли туда, армяне? Вот что случилось? Почему они туда пришли? Ну, это ваша же история, кстати, это говорит. Это просто... Может, крестоносцами зашли сюда. Не искала. Самый древний там квартал вот этот армянский считается, самый маленький, но самый древний считается один, который есть. Армянский этот квартал или район там. Ну, есть, кем там, они были? Христианами они, значит, точно не были. А кем они тогда были? Нет, были. Почему? Крестоносцы. Они до Иисуса Христа еще когда, до динозавров. Христианства же не было в то время. Может, язычники. Нет, в 4 веке в нашей эры, ты сказал, правильно? Ты сказал, в 4 веке до нашей эры. Да. Нашей эры. Нашей эры, конечно, нашей. Окей. Нет, тут я уже не могу говорить ему, что он просто так говорит. Почему? Потому что это логично. Такое могло происходить. Да, это вы сами говорите. У него как бы, да, вот у него из 100%, наверное, 10 как бы, правда есть. Вот смотри, Мартин, вот смотри, я читаю, как армяне появились. Значит, написано, древность и раннее Средневековье до V века. Первые армянские общины в Иерусалиме, Сирии и Месопотамии складывались еще до V века благодаря торговым связям и дипломатии. Значительное число армян оказалось в Византии и Ливанте. А потом это уже было после нашествия турков-сельджуков. Дальше. Ты почитай, Лазик, про историю Тиграна II и евреев. Вообще историю. Слушай, я примерно знаю историю. Я примерно знаю историю, но я не хожу, не рассказываю. Смотри, еще раз. Когда мне говорит, что армянин говорит, что я там, допустим, проживал у тебя там до нашей эры и так далее, тогда я могу оспорить. Когда ты сказал 4 век, мне даже читать не надо. Я примерно знаю историю, как бы, с крестоносцем, я это сказал. Что с ними могли, они приходить с тем же вот этим флагом, как бы там, нести там этот крест. Мы были в крестоносцах, брат, у нас своя была. Ну все хорошо, но опять же, это я не говорю, что это было так. Но если такое было, то, скорее всего, это было вот так вот, происходило. Да. Мы воевали за Иерусалим вот с этими ваххабистами на то время еще. Вот с этими мусульманами. Кстати, Балдуина бабушка армянка. И в этих крестоносцев королей история, она как вот этих халифата, там нету такого, что от себя какой-то армянин возьмет, придумает. Это все там такого вообще нету. Ведется история. А вот этот львиное сердце, он же тоже армянин? Не львиное, а вот тот, который прокаженный, который... Король Артур, Ибраим. Не, львиное сердце и нет. все вот эти, то, что за столом сидели, круглым столом все эти круглого стола, тоже были все армяне. Львиное сердце, кстати, единственный он и вот этот Балдуин 4 победил. Мартин, этого что ты хотел рассказать нам про Тиграна? Я хотел посмотреть Тигран II. И как он завоевал и взял иудеев к себе? Да, часть территории, да, это ваша же история говорит. Но он не завоевал, он просто... И народ он забрал. Хотя ему платили много денег. Он часть народа. Не, раньше было такое правило, если ты какую-то территорию берешь под свой контроль, местный народ отправляешь более такие, где трудные места были, где плохая была этот уровень жизни, там, чтобы они улучшали вот эту местность. И евреи были такие способные, умные, он их отправлял в Армению, в какие-то территории, где было, но с хорошим этим, не с плохим, не там, не убивал. Он забрал иудеев на армянские земли, он не взял куда-то. Да, он отправлял, да. И поэтому вот эти иудеи смешаны с нами, поэтому мы тоже имеем и гены ваши, и вы имеете. Иудеи смешаны со всеми, потому что все время кто-то делал налеты на Иерусалим и на Израиль. Да. Нет другого народа, где иудеи не смешаны, потому что все время кто-то завоевывал.
Ну, они Всё себя равно армянами ненависть, ненависть большая у евреев ко всем остальным. У евреев, Значит, у евреев у нас ненависть к вам, ко всем остальным. значит, присылают, какой-то попросил меня, приезжает какой-то русский еврей из Германии в Дубай. И русские Я евреи, его- заметьте. Русский еврей приезжает из Германии в Дубай, я его встречаю, сели, кофеечку туда-сюда, начали, я его угощаю, и начался азан. Там, здесь в Дубае много, на каждом углу эти мечети. И он с таким презрением, так ему этот азан не понравился, что это громко звучал. Это на мои нервы сильно подействовало, честно я вам скажу. Не, а что ему не понравилось? Как он Секунду, показал Лазик, свою а жизнь? что подействовало на твои нервы? Что человеку слишком громко? Ну, что он с презрением так к этому азану отнесся, ну, прямо... А почему? Секунду. Вот у нас в Израиле то же самое творится. Значит, в Яфо, в мечети идет громкий призыв на высоких децибелах, на таких, у меня даже есть видео, где сидишь дома и слушаешь это, и как будто это у тебя дома просто орет. Скажи, пожалуйста, если раньше не было часов и призыв был громкий, для чего на сегодняшний день, в нашем веке, нужен этот громкий призыв? У людей нету часов, чтобы поставить себе звоночек, встать и пойти молиться, кто хочет. Для чего это делается? Расскажи, пожалуйста, нам. Ну, так принято было. Нет, принято было, почему мы знаем? Потому что не было у многих людей часов, люди были бедные, не знали, как проверять время, и их призывали. На сегодняшний день, когда у всех есть часы, объясни, пожалуйста, для кого вы кричите так громко, особенно в моей еврейской стране, где больше половины не евреи, не мусульмане. Для чего 30% населения призывают христиан и иудеев к своему азану, к своим молитвам? Можно Чтобы знать? не забыли молиться, чтобы не забыли. Слышь, у нас Краснодар – это Черкесия, да? Краснодар... Подожди, Петерсон, не убегай. Я тебя спросила конкретный вопрос, не надо нас в Краснодар. Я спрашиваю, почему мне в Израиле надо терпеть эти высокие децибелы призывания мусульман молиться? А православные колокола, например, тоже, знаешь, как у меня дом далеко довольно находится, квартира, но как они в колокола начинают бомбить, я там дома сижу, у меня все этот... 5 раз в день, да, Мартин? Не 5, но там по субботу, только суббота, воскресенье, ну там именно пятница, ну там именно вот эти дни, да, когда служба должна быть основная. Слышь, эти колокола, ты меня напомнил хорошо. Когда меня собаки русские ФСБшники посадили в ФСБ... Петерсон, я тебе знаешь, почему не хочу давать договорить? Потому что я тебя не первый раз встречаю в эфирах, ты всегда заходишь с добром и как-то резко переворачиваешься, а когда тебе задают вопросы неудобные, ты на них не отвечаешь никогда. Какой неудобный? И это Давай, мне не нравится. задавай Я тебе вопрос. только что задала же вопрос. Почему Какой? мы в Израиле, и иудеи, и христиане, и вообще разные народности должны терпеть вот эти децибелы высокие, призывания к молитве мусульман? Вот для чего нам это надо? Ну хорошо, тогда по вашему желанию мы прекратим быть мусульманами, так ты хочешь сказать, что ли? В смысле, если не будет высоких децибелов призывания, если каждый мусульманин себе поставит часики, чтобы они ему зазвонили, когда нужно идти молиться, он что, от этого перестанет мусульманином быть? Хорошо, если этот азан уберем, допустим, отношения евреев и мусульман наладится, вы думаете? Если наладится, то я приеду завтра же. Отношение иудеев в Израиле к мусульманам шикарное, даже слишком доброе. Иначе бы иудеи не терпели бы в своем доме этот азан, который орет, и у нас стены трещат от этого азана. Тогда что вы хотя никакой нужды в этом нету. Каждый мусульманин может поставить себе часы и пойти на свою молитву. Мы же, евреи, не ставим в громкоговоритель и созываем всех израильтян приходить к нам, правильно? Мы тихонечко, наши люди религиозные, тихонечко просыпаются, идут, молятся и возвращаются. Никто об этом не слышит. Хорошо, другой вопрос я задаю вам сейчас. Вчера или сегодня я звоню в Москву по русскому номеру, и там
какая-то фирма еврейская призывает, приглашает, ну, реклама огромная, кто хочет, кому хочется. Вот он, это просто такое. В Израиль переехать, пожалуйста. Ты просто такой отвратительный, я тебе скажу, честно, только не обижайся. Не, это вы Ты так такой, думаете, такой евреи про противный, всех. такой ехидный. Ты как это крысеныш, вы. вот берешь вот так вот эти вот свои вот эти вот укусы, знаешь, вот эти вот змеиные, не змеиные, а крысиные вот так вот, знаешь, кусаешь, и он отошел, укусил, отошел, отбежал. Лазик, это только Подожди. Можно я вот показать спрошу? тому, что неважно, как еврей хорошо отнесется Да к какому-то антисемит, народу, скажи, что ты просто он конченый все антисемит, равно и все. будет недоволен. Это не важно. А можно Ты я сам со говорил, своим что он братом пришел в поговорю? Израиль. Да, Ибрагим. Это самое, как вас, Петерсон? Абу Петерсон. Паттерсон – это город Нью-Джерси, где я жил. Все. Бисмилля. Бисмилля. Абу Паттерсон, вот смотрите. Да, Абу Паттерсон. Вы российский мусульманин? Да. Маша и Аллах. Маша Аллах. А ты российский мунафик большой, наверное, да? Ой, не, Он чистый вы так чеченец. нельзя. Вы знаете, когда ты говоришь не по адресу кому-то мунафик или кефир, кто-то из нас двоих должен быть. Поэтому вы пренебрегаете Бухари хадис сахих хадисами. Ага. То есть вам так нельзя. Сначала нужно проверить, я мунафик или кто. Только потом можно говорить. Вот смотрите, вы, как я понял... Ибрагим, сейчас Вендетта ему объяснит, почему он мунафик, если он живет в кафирской стране. Слушай, Не, вы, это вендетта, евреи, это кефир. хотите выше всех себя поставить, открыто к этому призываете. Смотри, вот эти вот ягуды, ты за ягудов или за вот этих мусульман, которые там в Палестине? Я там знаю только своих черкесов, а кто там есть, меня это не интересует. Черкесы хорошие люди. Это Мусульмане, которые там вот сейчас... Ну, мусульмане, я же не знаю, они не могут поделиться уже сколько лет это. Я никак не могу понять, кто из них прав, кто из них виноват. Вы, значит, мусульман не поддерживаете, вы, значит, мунафик, да? Почему не поддерживаю? Я поддерживаю справедливость. За кем бы она ни была, за справедливость, а не болтологию твою слушать. Слушать твою болтологию. То есть вы 70 оправданий для брата мусульманина вы не пытаетесь найти, да? Вы как бы плевали на это. Не, я ничего не пытаюсь найти. Я за справедливость. Если прав будет еврей, значит, я за еврея. А если палестинец будет прав, то я буду за палестинца. И вы мусульманин после всего этого, как бы, истины? Сколько вы процентов мусульманин? Слушай, давай свои, знаешь, вот такие, как это по-русски, я не знаю, как объяснить. Понятно, я понял. Высокомерные свои... Ибраим, я ему такой божий вопрос задам, Ибраим, секундочку. А когда евреи правы, по вашему мнению? Вот со всего этого конфликта, вот когда евреи правы? В чем они правы? Ну, вот это последнее нападение, они не правы, арабы, это 100%, конечно. Да. Но до этого вы сколько убивали? О, вот мы и приехали, да. Вот теперь что вы сейчас пытаетесь? Вот сейчас, что вы сейчас делаете, не вы, а ты. Что ты сейчас делаешь? Ты не хочешь рассказать, что ты просто террорист, как бы, да? Тут у вас уже, знаешь, пошла такая вот мулька, да, то, что тут рассказывать. Такие. Да, я осуждаю терроризм, потому что тут прямо явно показано, что вот эти террористы бегали, как бы сами снимали вот эти вот все убийства и так далее, да, осуждаю. И поэтому вам тяжело, как бы, сказать, что я их поддерживаю. По какой причине? Потому что они спалили себя, как бы, да, твой брат себя спалил. Он показывал, весь мир это видел. Хоть ты при этом не против того, что он делал, как, понимаешь? И ты не можешь сказать, как бы, вот четко и вот так вот сказать, вот я ни хрена их не осуждаю, так вам и надо, да? Только по той причине, потому что, сука, они все это снимали, и они спалились. Вот только тебе это мешает. Ты его винишь только за это, понимаешь, в чем дело? Ты конченый маленький террорист.
А задолго до Ты этого... подожди, а теперь Да, подожди. крыса ты, а теперь блядь, подожди. заткнись ты, а блядь, теперь, никто. когда заходишь, Да ты никто, блядь. не Не будь, будешь разговаривать. если ты считаешь себя мужчиной, заходи, говори четко и ясно. Я вас ненавижу, я антисемит, вас надо всех убить. Нет, если ты мужик, я не если себя считаешь мужиком. Я такое никогда Да, не скажу. а я теперь буду знать для себя, что ты для меня конченый террорист, и все. Чего ты начинаешь вот это, как хамелеон, туда-сюда, Конченый террорист, это... себе эти краски менять? Это Что ты вы. пытаешься построиться? Кто ты после этого? Ты мужчина Да после этого? это ты, блядь, Как ты себя определяешь после этого, слышь ты? Ты с Русни сбежал, блядь. Все, теперь все, теперь сиди и гавкай. Ты с Русни сбежал. Пора фофан ему дать, по-моему. Ладно, с вами кашу не сваришь, короче, по-любому. Русский еврей это и есть русский еврей. Русский еврей это особый такой, знаешь, они в эфире 24 часа. Подожди, Ахи, У тебя ус отклеился. Я слушаю, Ахи, давай говори. Ахи, аккуратней, подожди. Ты какой-то неправильно мусульманин, то ты тут вот так, тут ты не так. Палестинцы имеют право на свою государственность? 100% имеют. Значит, их борьба, она оправдана, они могут бороться за свое вот это государство? 100%. 1,000,000%. Почему бы нет? Сразу так и говори. То есть 1,000,000%. Они могут оккупантов, то бишь евреев, со своих территорий как бы выгонять. Имеют право, конечно, если их территории были заняты насильно. Да, ну вообще они там, евреи, когда приехали на моторных лодках, там, на пароходах, короче, на всяких этих катамаранах, приехали с плакатами, на английском языке писали, вот, и арабы, палестинцы их приняли, и они потом у них оттяпали все. Теперь они же как бы правильно делают, что их в море сталкивают. Но если это исторически так было, и если это правда, то имеют полное право, конечно. Если это правда. Окей. Я же не знаю, что там было. Говорят, А вот мусульмане, черкесы имеют право рыть вот эти тоннели в Черкесии и там подкоп делать под Москву и мочить ракетами Кассам, Корнет, вот русских оккупантов. полное право имеют, полное право. И свою территорию освобождать. Свою территорию. А почему мы не освободили. делают? Почему так не делают? Почему не делают? Потому что возможности пока не позволяют. Пока. Потому Да? что возможности не позволяют. А палестинцам позволяют, да, возможности палестинцам? Я не знаю, что у них позволяет. Не, у вас возможностей нету, значит, вам под кафирами можно, да? Мы не под кафирами. Россия евреи управляют? Россия? А ты что, не знаешь, кто управляет? Не, я у тебя спрашиваю, Россия управляет А это ты евреи? сам зайди, почитай. Найди материал, хочешь. Нет, твое мнение, вот, Россией управляют евреи? Слушай, меня евреи мало интересуют. Меня интересует мой Кавказ, моя Черкесия, мои соседи, мусульмане. Подожди, ты мне сказал почитать. Но никакие евреи меня не интересуют. Ты мне сказал там почитать что-то. Вот ты что там почитал про евреев? Они в России управляют? Россия, наверное, управляет. Пытаются, по крайней мере, скрытно управлять. Окей. И вы сидите, вот, черкесы, сунниты, мусульмане, А ты, сидите чеченец, что там сидишь, где-то бубнишь под в Европе? кафиром. Подожди. Я тебе тоже дам возможность задать мне альтернативный вопрос. Вот смотри, вы сидите, ни одного, хоть один этот подкоп вы сделали там, под Краснодар куда-то туда, под короче, Пятигорск туда. Хоть что-нибудь вы подкопали там? Ну, зачем ты мне такие глупые вопросы детские задаешь?
Краснодар. Я просто не пойму, вы вот сидите под кафирами, под ягудами, под Россией, и вообще в ус не дуете. А вот палестинцам как бы надо, да, как бы окопы копать, вот эти, рыть тоннели. А я призываю, чтобы палестинцы рыли где-то. Да не, плюс 32. Ну а что тогда сочиняешь? Ты вообще не такой, подожди, ты вообще не такой. Ну ты же как бы поддерживаешь, что палестинцы имеют право как бы ягудов оттуда убрать, вытолкнуть в это море оттуда. Ну или там на свою какую-то, где они им дали вначале территорию, когда они на катамаранах приплыли, и на английском языке плакаты у него были. Не убивайте нашу последнюю надежду. И палестинцы прочитали это на английском языке и дали им там клочок земли. Вот туда, назад их вытолкнуть могут палестинцы? Алло. Алло. Ибраим, ему без меня плохо, он хочет к нему вернулся. Он хочет, чтобы я с ним вместе жил там. Чё там он какой-то трусливый суннит. Вообще. Они же нас как отправляют? Они говорят, возвращайтесь обратно. Почему он трусливый, Ибрагим? Он живет в России и, естественно, против России ничего сказать не может. В Израиль приезжает, против Израиля боится сказать, иначе ему не дадут заехать сюда больше. Поэтому приходится вонять по чуть-чуть, незаметно. Я что имею в виду? Как бы палестинцы же тоже хотят и в Израиль приезжать, и молчать, и детей там воспитывать. А им нельзя, что ли? Им обязательно надо вот с евреями вот так вот поступать. А если вот палестинцы захотят, вот скажут, мы хотим нашей территории войти в Израиль, вот евреи примут и дадут им гражданство? Это тоже вопрос. Во-первых, Палестина – это внутреннее дело Израиля. Зафиксировали сразу, да? Палестина – это внутреннее дело Израиля. Это чечен так сказал. Надо именно чечену верить. Одному чеченцу. Чечена научили, вот Джамаат Хамас научил так говорить. Ясир Арафат научил так говорить. Я же учусь как бы от других, я же не стою на месте. Меня обучают арабы, братья, мусульмане. Они показывают, как надо. И они меня научили, что вот надо говорить, когда ты больше говоришь, что своим братьям-мусульманам, что они внутреннее дело куфаров, то, ну, если Джамаат Хамас, короче, эмир их приезжает в Москву и такие заявления делает, я как чеченец, я научился, и я вот хороший, думаю, я считаю, что я хороший ученик своих учителей. Поэтому я считаю, да, вот надо помогать братьям-мусульманам и говорить, вы внутреннее дело Израиля, не надо вам, сидите как черкесы. Черкесы же тоже мусульмане, они не копают никакие эти траншеи, что там, туннели, короче. Они ракетами русских не обстреливают. Нет, они более того, они военно обязанные в Израиле, они служат у нас все. Да, вот поэтому зачем черкесы, палестинцам заниматься вот этим, а им лучше как черкесам, как бы, ну, нормально сидеть, воспитывать детей, молиться побольше, потом вот этот мозоль, чтобы на лбу был еще такой. Ну ты же истинный мусульманин, суннит, иди палестинцам объясни, если ты такой сильнейший. Алло, я 72%, я только такой. Если ты сильнейший, выборочный политолог, идеолог. Не, я выборочно мусульманин. Выборочно. Ну, все равно. Да, меня научили, у меня братья хорошие мусульмане. Я вот учусь. Я понял. Тебе понятно, короче. Чё понятно? Все понятно с тобой. Чё понятно? Я тоже хочу понять. Я постоянно учусь. Авторитет хочешь завоевать у евреев? Да? А что так можно было?
Авторитет. Да, Петерсон, мы ему паспорт скоро выдадим Израиля. Он у нас поздравим. Ты посмотри, А вот, что? Петерсон, А что, так можно было? посмотри, какой ты гнилой. Вот я тебе скажу почему. Вот я сейчас обостую даже. Пошел Вот. ты, Я тебя знаешь обостую куда? сейчас, Я не подожди. хочу матом. Знаешь, что не гнилой ты, хорошо? Ты не гнилой. Ты еще ты свежий. конченый хорошо? русский. Подожди. Русский жид. Знаешь, что такое русский жид? Вот оно вылезло. Подожди, Ты конченый русский жид. секундочку. Ты заходишь, Ты за пару минут из человека, который зашел и сказал, что наши черкесы так Обученные Да. Самые лучшие отношения у евреев и черкесов. Кто говорил? Петерсон, я тебе просто пару замечаний таких сделаю. Ты когда говорил, говорит, а что мне евреи, а что-то мне евреи. Ты знаешь, что заходишь чеченцу, у тебя написано здесь радио Маршу. Ты видишь, что здесь все чеченцы. Здесь большинство чеченцев, в большинстве получается евреи. Вот я застыл, евреи сидим. И ты заходишь, и еще, кстати, был один армянин, вот Мартин тоже сидит. И ты зашел и почему-то начал говорить об евреях. И ты говоришь, а что я такого сказал? А что мне евреи? А что до меня евреи? Вот до какой степени надо быть вот таким вот, ну, таким, как ты, допустим. До какой степени надо быть таким, как ты? Чтобы говорить такое-то. Вот, еще вот так скользить. Лазик, несмотря на то, что ты приехал с Грозного, ты все равно русский, еще и Он с Черкесии приехал. Я приехал с Ланчика, но у меня корни грозненские, да. Он с Черкесии приехал, с Черкесии. Ты скажи, почему вы других называете гоями евреи? На каком основании? Сейчас он запалил вот вас. Это поворот. Да. А ну давай ответ интересный. Хорошо. А как ты хочешь, чтобы я тебя называл, если не народом? Другие второсортные, а вы самые, стоп. такие? Петерсон, задал вопрос, теперь молчи и слушай ответ. Крученные, перекрученные. Петерсон, тебе ответ нужен, да или нет? Или ты просто вот сейчас решил ответ побалаболить, как ты это делал все это время? Ответ нужен. Хорошо, ответ, все. Гой это народ, я тебя называю другим народом. Что дальше? Хочешь, я тебя буду называть по-другому? Как тебе не нравится, когда я тебя народом называю? Нет, Гой. Его именно Гойко Митичем можно назвать? И вот теперь, скорее всего, что да. Кого вы называете? Вы всех считаете Гоями, Нет, кроме себя. когда мы говорим Гой, это говорится другой народ. У нас написано, вот мы тоже Гои, но Гой Кадош у нас написано в Торе. Гой Кадош – это избранный народ, ну, Всевышний нас выбрал, избрал. Ну, мы так верим в это. Но я тебе этим не мешаю, сейчас не рассказываю, что я тебе за это убиваю и так далее, как делают твои братья со мной, допустим. Ну, и что дальше? Что тебе не нравится? Я тебе говорю, я тебя просто народом называю. Я не говорю, что ты священный народ. И ты веришь, что вы Богом избранный То, что я народ, верю, тебя не касается. Тебя это не относится. И тебе вообще это не должно иметь вообще никакой разницы для тебя. Что я говорю. Я не прихожу к тебе домой, как твой брат ко мне приходит домой и рассказывает, я избранный. О, Аллах. Лазик, хакешня. Это ты, урод, навязываешь. Лазик, 2 секунды. Петерсон, скажи, пожалуйста, у тебя дети есть? Есть. Ты их хвалишь? Зачем мне хвалить детей? В смысле? Твои дети, ты их не хвалишь? Что ты не говоришь дешевые варианты? Дети, хвалишь, не хвалишь. Что ты здесь? Это мне не нравится. Петерсон. Да он даже в ответ боится. Русские Ты боишься моих вопросов. Ты заметил, что постоянно я тебя спрашиваю вопросы, Как я могу бояться? ускальзываешь? Ты кто такая для меня, чтобы тебя бояться? Кто ты такая? Я твой Бог. Молись на меня. Ты никто для меня. Ты для меня Гой, я избранная. Как тебе нравится так? Сучка, всего-навсего сучка дешевая. Так, сейчас ты уже за это ты вылетел. Я твою все родное, ты мразь. Оставь, Лазик. Оставь, за спокойно. это ты вылетел. Всего лишь хватило назвать тебя народом. Ты заметь, какой ты дурачок. Если бы ты просто погуглил, что такое Гой, Гой это народ. Тебе Лазик это сказал. Но хватило того, чтобы сказать тебе Гой, народ, и ты начал орать как нацист. И вот, понимаешь, приходи как мужчина. Привет. Приходи как мужчина и говори, евреи, несмотря на то, что я приезжаю к вам в Израиль и вижу, что мои черкесы шикарно живут в вашей стране, я вас все равно ненавижу, потому что я мусульманин гребаный на всю голову. Говори как мужчина, и мы тебе будем относиться как к мужчине. Хоть враг, но будем уважать. Но когда ты заходишь как блядина,
Вот так вот Лазик за 2 минуты с тебя твою дурь выводит, понимаешь? А в чем проблема, я не понял? У них написано «Люди Писания», это мы. Если есть какие-то проблемы, приходите к нам, мы вам это все объясним. Леон, шалом. Не, они вот с этим гоем, они ходят... Я слушаю, подожди. Слышишь? Я все слышал, все слышу. Я сидел внизу и ржал. Просто на будущее у тебя написано четко и ясно. Если у тебя что-то непонятки, какие-то это, приходишь к евреям, людям Писания. А люди Писания это мы. Все, расслабьтесь. Не, это не гои, а вообще гайцы какие-то. Гайцы, газазат. Гой это называется перевод, это народ. Это, Да, гайцы, Нет, но это не совсем так, я объясню, это... секундочку. Это другой народ, говорится. Как бы определяется другой народ, скажем так. Ты неправильно говоришь. Почему неправильно говорю? Почему не поймешь? Вот слово... Лазик, много вещей не знаешь. Ну как не знаю? Ну, хорошо, не знаю, Лен. Сейчас я с вами спорить не буду на эту тему. Опять же, мы называем гой, просто говорим гой, имеется в виду, Гой, что ты тоже гой. Другой народ. Я тоже гой, у меня тоже написано гой. Да. Мы пишем, мы добавляем кадош, правильно? Так же? Ты гой Писания, говоришь. Не, вот этот Гойка Митич, который был, это вообще гаец, газазат. Вот еще один внизу, там, вот Лилипутти. Поднимается, Алиханчик. Алиханка, поднимайся, я тебя ждала. Идем. Ты, живя в Казахстане, хотел, чтобы мы вернулись к нашим границам 67-го года. Ну, иди расскажи нам, где мы были, где наши границы были 67-го года. Идем, мой дурачок, идем, поднимись. Кстати, как твоя жена голубая проживает? Нормально? Тебе мой ролик понравился, посвященный тебе? Его, кстати, поднял красивую тему, очень такую глубокую. Леон, ты зашел ко мне на страницу, да? Потому что они про наш гей-парад говорят. Я просто решила его жену гей-парадовскую показать ему. Ибраим вчера показал классную тему, очень поднял очень такую красивую тему. Мне молодец, Ибраим, мне понравилось это. Надо вот эту тему поднимать, развивать. Она сегодня весь день развивается. Молодец, да вот эта тема, да, мне это... Не, мы ее будем развивать, но нам нужен внятный ответ, то есть внятное понимание. Лично мне нужно, чтобы я тоже... Всем я согласен. Леон, ты и Лазик, люди Писания. Не возгордись, Алихан, только не возгордись. Алихан, ты почему на лошади, почему не на спине? Очень интересный вопрос к тебе. Какие вы люди Писания? Дешевка, слушай, Вы же цыгане. не екай тут. Цыгане. Подожди, цыгане. Воруйте у евреев послушай веру, меня. цыгане. Цыган, послушай Ты меня. вообще рот закрой, 67-й год. эскортница. Сейчас я тебе... Эскортница твоя мама. Она обслуживает Ты всех эскортница, арабов рот свой вокруг. закрой. Не Слышишь? 67-го. Обслужила твоя мама? Обслужила твоя Стелла, мама? он уже, я его через Сирлу терплю. У него ус и иман отклеился. Не, подожди, сама Какого контролирует. Симада? Я что-то поднимал. Ибраим, он возгордился. Дайте минуту, слушай. Леон и Лазик, это люди Писания? Слушай, Чапаев, а что ты это оскорбляешь? Ты люд Писания? Что ты не можешь нормально разговаривать? Не, смотри, ты объясни мне, ты люд Да Писания? успокойся, ты нормально разговариваешь. Да, люди Писания. Сын инцеста не может никого оскорбить. Он сын инцеста, поэтому к ним так и надо относиться. Почему вы это? Прости, Скажи, рот открой сам помойку свою, открой и сиди тихо, крыса. Слушай меня. Вы теперь люди Писания? Чмошник, слушай меня. Ты, сидя в Казахстане, кричал, что ты хочешь 60, и проститутка твоя мама обслужила всех арабов. Во все дырки поимели ее. А теперь родился ты, барашек. Ты расскажи, как в Турции работала. В Турции я работала. Да, я таких, как ты, на рабство отправляла к арабам нашим. Твою маму как раз отправляла. Она у нас обслужила. Весь арабский мир обслужила. Твоя мама шикарная. Стелла, не позволяй ему сейчас сидеть и тебя ругать. Лазик, рога, не надо, не пускай там раньше. Подожди, ладно, это проститутка. Все. Скажи мне, молокольно, ты же люд Писания. Не все. Гетверен, охлу, гетверен. Ты с кем разговариваешь, а? Блин, нахуй я вашу породу ебал. Ты с кем говоришь, хаяр углу, а? Я говорю с эскортницей. Рот закрой. Скажи мне, малохольный, вот ты мусульманин, правильно? Тебя это не должно ебать. А, ты что, стесняешься сказать мусульманин? Тебя не должно сказать, что мусульманин? Смотрите, мусульмане. Вот этот Чапаев на острике, он стесняется сказать, что мусульманин. Алихан, песня для тебя, для пидорасов. Пошли вы нахуй, чмошники. Смотрите, мусульманин.
Вот этот Чапаев на ослике, вот Вы этот Чапаев на цыгане. ослике стесняется сказать, что он мусульманин. Цыгане вы, Он боится при цыгане. мне сказать, что он мусульманин. Альхамдулилля. В чем боюсь я? Малохольный, Смотри, малохольный, смотри, ты Чапаев, альхамдулилля, я мусульманин, да? Ты что, я не могу так Альхамдулилля, делать, я да, мусульманин. мне? Смотри, гой. Ты что на лошади Слышишь, катаешься? Твой пророк на Слушайте, осле гои катался. вы, Ты блядь. что, лучше своего пророка стал, ослоёб? Подожди, А? гои. Закрой свой Гои, рот, Гой. слушайте меня, гои. Хотите о религии говорить? Хотите о религии говорить? О Алихан, религии, о Леон, божественных Леон, книгах. конечно, я Подожди, А Базилёев, Асифин. Рега, Тирагут, Асифин, подожди. Ты полчаса уже сейчас Асифин. говоришь? Рега, малохольный, слушай меня, малохольный. Ты боишься Малохольный сказать, твой что ты- отец. Ты боишься сказать, что ты это... Да, я мусульманин, альхамдулилля. скажи И мне, чё, ты и чё, я мусульманин, Я знаю, что твой альхамдулилля. папа малохольный, я знаю, что ты Смотри, малохольный, я твой знаю. отец малохольный. Смотри, Нет, ты ты видишь, ты уже заднеприводный меняешь гей. тему, Ты ты не боишься будешь сказать, о что моей ты религии что ты говорить, потому что мусульманин. ты Тебе ничего стыдно не сказать, что ты знаешь. мусульманин. Понимаешь? Потому Ничего что не ты знаешь ты об конченая исламе. шавка, бля. Пошел вон отсюда, бля. Я вас доведу до белого колена, вы будете все стесняться, что говорят, что вы мусульмане. Подожди, Рега, я к этому приду. Уже второй день вы, бля, педагоги, все малохольные, боитесь сказать, что вы мусульмане передо мной. Алихан, короче, ты кафир. А то, что ты обзываешь свою маму, папу, ну, мои соболезнования, бля. Поднимись, будь как мужчина. Поговори со мной, скажи, что ты мусульманин. Давай. Леон, Я хочу, чтобы какой мусульманин мужчина? сюда поднялся, который не стесняется, что он как мусульманин. Подожди, Стелла. Подожди секунду. Он, когда тут не было евреев, кричал, что он, сидя в Казахстане, требует и хочет, чтобы Израиль вернулся на 67-го года границы. Так вот, я этого ослоева спрашиваю, да. вот эту порылую овцу, Это где были понятно. границы 67-го года? Но единственный аргумент у него, это что я была в Турции эскортницей. Это единственное, что он может сказать. Кстати, послушай меня, не мужчина, опущенный раб Аллаха. Пока у тебя нету ничему доказательства, ты пустой балабол, понимаешь? Кстати, я могу но я могу доказать, что ты, опущенное чмо. У меня есть Рами, доказательство. ты мусульманин? Альхамдулилля. О, наконец-то настоящий, блин. Ты веришь в своего пророка? Конечно, и в Аллаха, и в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Красавчик. А как ты понял, что он твой пророк? Как вы поняли, что он ваш пророк? Объясни мне, пожалуйста. Только истинный пророк мог жениться на 6-летней. Ну да, педофилы, да? Ладно, я освобожу место. Я понял. Видите, ребята? Видите, малохольные? Вот истинный педофил мог только, это ваш пророк, блядь, жениться на 6-летней. Я хочу сюда настоящего мусульманина. Поднимитесь, блядь. Не очкуйте, я вас бить не буду почти это сильно. Так, легонечко, блядь, пощечину получите. Давай, Алиханчик, поднимайся и будь как мужчина, блядь, разговаривай. Только все равно без матов, слышишь ты? Не учи Бля, меня. я вас доведу, блядей, бля, вы будете не то что стесняться, что вы мусульмане уже, а то, что вы с Кораном, бля, не будете. Слышишь, ты сказал, было без матов и сам материшься. Ничего так, Леон? Я чуть писанием не можно. Я вас доведу, бля, увидите. Вы будете стесняться, что вы говорите, что вы мусульмане, увидите. Какой тебе лифт, Алихан? Тебе лифт только под землю может быть. Вниз. Ханка, зайди ко мне на страницу. Тебе там целая песня посвящена с голубятиной. На твоем. Зачем вы... Да, будем говорить. Будем говорить. Давай, маму, папу свою не надо. Я поднял. Будем говорить. Слушай. Скажи, тихо, когда человек писание говорит, Я говорю с людьми, я спрашиваю тебя, я спрашиваю тебя, я задам ты вопрос, мусульманин, потом говори. ты мусульманин, отлично, ты веришь в пророка Мухаммада? Пророка Мухаммада ты веришь? Да или нет? Я твою маму Веришь? ебал, дай сказать. Ты свою маму, я знаю, что ты свою маму пихаешь, я знаю, у вас в Коране это написано. Я Молодец. говорю с людьми, Слушай, послушай меня, перед малохольный, которыми я знаю, что ты маму и море папу раздвинули ты всех перед своих вами. пихаешь. У вас в Вы исламе начали это нормально. золотому тельцу Скажи мне, малохольный, поклоняться. ты в Мухаммада Перед веришь? вами мертвых оживляли, вы Иисуса убили. Чертила, ты без Конченый, я тебя спрашиваю, конченый, ты в Мухаммада веришь?
Слышишь, ты Ты чё? шалавин, ты чё, сын. очкуй? Ты Ты чё шалавин. очкуешь? Конечно, Подожди, верю. скажи мне, Пошел чё ты нахуй, очкуешь, твои что такое аргументы говорить? мне Чё ты похую. меня Эй, стрел, как маленький безбожник. ребенок, блядь? Я тебе, Безбожник сука, ты. я тебя спрашиваю, Ты ты Мухаммада безбожник. веришь, да С или нет? такими, Нормально. как ты, Что ты только меняешь тему, я пидорас, понял. голову Ты чё, таких, как очкуешь, ты, блин? отсекать надо. Все. Вот Ты с чё, тобой очкуешь? разговор Ты какой. чё, очкуешь, чтобы поговорить, сказать да или Такому, нет? как ты, голову Посмотрите, сучонок надо отсекать. смотрите, мусульмане, он боится признаться, что он Леон, мусульманин. боится? Чего? Он Что вы боится сказать мусульмане до сих пророка пор. Мухаммада. Вы да? мусульмане И он до сих пор. рассказывает про своего Леон, подожди папу. секунду. Ну, Вот вам пример, пожалуйста. Подойди, Все, пошел паразиты. вон. Леон, секунду. Ты в курсе, Алихан, что вы Следующий. до сих пор молитесь на женскую гениталию? Ничего так вам не мешает? Истинные мусульмане. Кстати, малохольный, я тебе расскажу. Недавно наши были масадовцы обоссали весь этот унитаз и обосрали. А вы ходите его целуете. Молодцы, красавцы. Давай, продолжайте дальше. Смотри, мусульмане сейчас боятся сказать, что он мусульманин. Ты представляешь, к чему дошли мы? Они стыдятся сказать, что они верят в своего пророка. Подожди, он говорит о том, что более тысячелетия назад евреи какие-то молились на тельца, но то, что они на гениталии женские молятся у себя там в Мекке, ничего не мешает ему. Там не так было, там опять было, если почитаете, были геры, гои, геры, гиюн. Алихан, ты смотришь, как ваши братья-мусульмане в голом, да, голые ходят, на себя полотенца вешают, и ваших женщин там давят, чтобы голову свою засунуть в какую-то дырочку, отверстие такое, якобы там что-то священное, нет? Ну давай, Это Хасан, отверстие, давай. Подождите, с героем это отверстие вас что, возбуждает или к Богу приближает? Чего ты, Интересно. Хасан, спустился? Хасанчик, ты что спустился? Все, блядь, сразу сдылся. Давай, герой, давайте все малохольные, поднимайтесь, давайте. Вас никто не укусит, давай, вперед. Вы что, бля, боитесь сказать, что вы мусульмане, не понял, в чем дело? Вы боитесь признаться в любви вашему пророку? Алло, какие вы мусульмане, вы кафиры все. Вот, кстати, тема Ибраима, вот это классная тема, надо ее поднимать постоянно. Прометей, как дела, братан? Я так с ноги залетел сюда. Ну что, малохольные будут подниматься? Так кто-то хочет подняться? Давай, давай, я поднимайся, давай. Хасанчик, поднимайся, давай. Скажи мне, ты кто, мусульманин? Хасан. Добрый вечер всем. Добрый вечер. Ты мусульманин? Привет, привет, Хасан. Как ты, Стелла? Нормально, все хорошо. Как Я ты? только Стеллу знаю, остальных не знаю. Да я не мусульманин, я давно отказался. Я уже отказался от мусульманства, принял буддизм, потом передумал, принял христианство, потом передумал, принял иудаизм. И то передумал, принял, не знаю, какую-то веру. Я атеист. Пусть с тобой неинтересно. А, ты хочешь кого-нибудь найти, чтобы долбить его, да? К сожалению, не ко мне по адресу. Не, почему долбить? Да. У меня... Ты хочешь найти кого-нибудь, чтобы немножко прижать? Я, к сожалению, не из тех. самый добрый. У нас, походу, здесь жара конкретная, друзья. Привет, Да. Зашел. Я честно скажу, Лен, что касаемо веры, без обид, я изучал все, не знаю, там 90-летнюю присвоил христианский пророк, 12-летнюю, иудейский пророк, там 10-летнюю. Они... Да, они все пророки любили детей. Ну, может быть, просто играли с ними, я не знаю. Астафула, да. А теперь своим словам... Получается, нынешние педофилы, которые в мире есть, они... Не так, подожди. Иисус, Аиса, по исламу это пророк. Покажи, какую девочку, какого мальчика он любил. Давай. 12-летнюю девочку. А Иисус спал с 12-летней девочкой, да?
было, что я не помню. Тогда посчитайте Покажи, где хорошо. это. Во всех Давай религиях покажи. на нынешнем, посчитайте, я сейчас не все припомню, я Ты про атеист. Ребекку или про Марию? Нет, ты сейчас сказал, что все пророки любили детей. Кроме Приведи буддизма. факт своим словам, Связь доказательства. Ребекки и Марии к Иисусу. Кто-нибудь мне объяснит? Тут просто Реал спрашивает вопросы, что-то у меня каша в голове. Реал, Да, какая сколько Марии было лет? с Иисусом? 12. Я у него спрашиваю, ты про Ребекку или про Марию? Он же говорит, 12-летний. Марии сколько было лет? К Иисусу какая связь? Мы же по Иисусу спрашиваем. Да я не про Иисуса. Алло, ты адвокатом, тут адвокат не нужен. Сейчас он сказал, что все пророки спали с детьми. Не спали, а Иса, присваивали, как будто пророк, это ислам. их Вопрос собственность. Ну как? дослушай сначала, подожди. Вопрос дослушай. Иса по исламу пророк. Теперь скажи, с каким ребенком спал Иса или Иисус? Давай. Я ничего плохого про Иису не скажу. Я знаю, что он с борделя взял женщину и просил все грехи и очистил ее. Каким-то напорным шлангом помыл кёркером. Обрызгал. О педофилии сейчас говорим. Но в целом в христианстве Марии 12 лет какой-то ветер северный забеременел ее. В иудаизме тоже. Вы помогите мне кто-нибудь, не притворяйтесь. Давайте говорить правду. Не только про ислам не надо зациклиться, что пророк Мухаммед взял Аишу 9 лет. И в христианстве Почему? так В было, иудаизме есть? и в Почему? буддизме Числа- так было. Давай. Число 31 тоже есть в Ветхом Завете. Пятикнижие Что? Моисея. Пятикнижие Моисея тоже написано, числа 31 глава. И что написано? Ну, прочитай, там тоже есть. Ну, про детей. Говорю, не надо притворяться. Все знают, да? Про детей грубо тоже говоря. написано. Так что не надо все валить на ислам. Все эти пророки, ну, Царство им Небесное или душа их в раю будет, почитаешь, где-то 10 лет, где-то 12, где-то 11, и в буддизме тоже, и в Секунду, вашем... Хасан. Да. Если какие-то пророки около 3000 лет назад, заметь, были с, не знаю, там 16-14 лет, это не значит, что на сегодняшний день ничего не должно меняться. Дело в том, что Я ничего не говорю. у некоторых религий что-то поменялось все-таки с тех времен, а у некоторых все хуже и хуже. Кстати, в еврейской религии тоже брали 10-12-летних в жен. Ребекку говорят, а на ком Ребекка женилась? Можете объяснить? Не брали 10-летних, Хасан, только после 12. Ну, 12 лет это нормально, Стелла, то же самое. Стелла, На те времена, но на сегодня ни в коем случае. И это неправильно. Стелла, И никто из евреев не будет... Стелла, если ты меня чуть-чуть Демода, уговоришь, может быть, я иудаизм приму. Секунду. Я Ты не знаешь, что сказала, Стелла- что в 12. Деон, я же говорю, почему ты перебиваешь? Стелла, Дай поговорить. Лефия Тора, у нас написано, что Ребекка, она сколько она вышла замуж? Кто-то сколько? знает? Вот, я спрашиваю. 20 с чем-то, на ком- по-моему. Нахон, правильно? Нахон. Потому что написано четко возраст, на ком она женилась, вышла замуж. Давай начнем с того. Секунду, подожди. Леон, ты можешь мне дать договорить? Хасан, я сказала, что разрешено было с 12. Это не значит, что в 12. 12 с половиной лет можно было. На те времена, 3000 лет назад. Я спрашиваю, если на те времена и женщин на кострах красивых сжигали, верили во все, что угодно. Но сегодня наша цивилизация, в нашем мире, в нашем веке, скажи, пожалуйста, почему все это продолжается дальше? Сексуальное рабство детей, женщин. Вот почему все это продолжается? Я о чем и говорю. У кого осталось традиции 3000 лет назад, это педофилия. Я тебе скажу прямо. Какая религия поменялась в лучшую сторону, можно ту религию принять и предпочитать. Допустим, я скажу, что если мне понравится, я приму иудаизм, то есть вашу религию, если такого извращения не будет там в нем.
Хотя 3000 лет назад было у всех. Но по факту, да, сейчас в Ираке, в Афганистане 9+, ну, это вообще ненормально, это вообще ужас. Ты без ошейника жить не можешь, Пусть и да? молчат. На Ошейник следующий только. день. В Йемене, в Пакистане очень много стран, Хасан. Да, Пакистан, Афганистан, Ирак на законных основаниях, то есть на уровне законодательства. То есть в многих странах есть, но это же вообще ужас ни о чем, да, как можно... Хасан, можно одну секунду что-то сказать? Да. Смотря, это Стелла, ты постоянно тут Ты бледина. Когда они... Да не ругайся, Леон, пускай человек говорит, да, зачем ты его? Стой. Ты, бледина, вот поднимешься сюда, извинишься перед чеченским народом, вот тогда ты поднимешься, я тебе сказал. Ты понял меня? Перед Ибраимом, перед всем чеченским народом. Ты понял меня? Вот пока ты не извинишься, когда я говорю, так это и есть, все, это мертвый будет. Вот пока ты не извинишься перед чеченским народом, ты больше не будешь не подниматься ни на один эфир, я тебе гарантирую. Понял? Это кто там? Леон, он что, под санкциями? Ой, а что он 312 добавил? Он что, шиитом стал? Гузарчик, ты что, шиитом стал? Ты что, 312 Гусару давным-давно лечиться надо. Вот я не могу никак достучаться до его близких, кто его здесь знает. Он там говорит, что он в Австрии где-то, чтобы как бы на контакт выйти и объяснить, что дебил завтра возьмет там, я не знаю, где-то с крыши сбросится, как минимум, короче. Вот таких вот дебилов, их надо контролировать. Если ты стал шиитом, и ты поэтому написал 313, я тебя хочу огорчить, там уже 312, одного мы ликвидировали недавно. Уже всех ликвидировали. Стелла, можно вопрос? Да. Давай напишем петицию там от 10 тысяч курдов, не мусульман. Может быть, Израиль примет не мусульман к вам. Так в Израиле есть курды? Нет, мы тоже хотим, да? Нас очень много не мусульман. Может, примите, Если пригодимся. сюда придут все, кто вышли из ислама, тут евреев не останется очень быстро. Мы быстро ассимилируемся. Я выбираю ассимиляцию, чем другое. Я уверена в этом. Да. Давай лучше вам Курдистан в Ираке сделаем. Не будет Курдистана. Никогда в жизни, поверь мне, не будет В его. смысле? Он есть? Почему нет? Он Ну, есть она. Сейчас его хотят разоружить. Разоружать хотят. Америка, этот Трамп неплохой человек, но он коммерсант. Он продает всех все подряд. Понимаете? С ним невозможно делать дела. Он всех сдаст наших. С ним не надо делать. Надо делать с Биби. Биби пока что держится подальше. Мы с радостью ассимилируемся среди евреев, чем среди кем. Потому что евреи идут по направлению, которое нам нравится в душе. Ну, в общем, хотим успокоить души предков. Так, я как иудейка тебя должна отговаривать от иудаизма. Не надо к нам. Ну ладно, нужны будем, напомнишь, может, пока есть время. И люди, все люди в этом мире нужны. Мы все в каких-то отношениях с друг другом. Стелла, где вы, где мы? Мы там чужие, хоть твоя, хоть моя земля. Это бесполезно. Они неисправимы, зомбированы. Хасан, брат, слушай. Если все станут иудеями, а работать кто будет тогда? Если честно, у нас с иудеями много общего. Они вот... Работают. Надо же обеспечивать этих бездельников. Кто-то же должен работать, если все... Подожди, Азимут, ты думаешь, что евреи не работают, да? Не, евреи рабочий народ, брат. Зря вы так говорите. У меня соседи евреи. Они все в нашей стране, Азимут, в нашей стране 7 дней в неделю работают, хотя один день... Конечно, они очень работящие. День и ночь. С лопатами. Я утром ходят с лопатами работают. Я видел. Вот, да. Вот мы сидим, отдыхаем, а Абдулашки и Малахольни за нас работают. Приезжай к нам, поработай здесь тоже. Вот я валяюсь на кровати каждый день,
И вот малохольные бегают и говорят, хозяин, что делать? Я говорю, вот тебе Леон, перестань троллить. А что, правильно он говорит это? Приезжай к нам, будешь моим еще одним рабом, и все нормально будет. А что делать? А что делать? А что делать? Я так понимаю, что если евреи не любят работать, то за нас кто-то построил нам Израиль. Правильно я понимаю, ребят? Ну, немцы же платят вам за то, что они не совершили. А что, нельзя так, да? Немцы платят нам за то, что что? Одни немцы, я говорю, если там еще много, которых, да. Нет, что ты сказал, за что они нам платят? Но за Холокост платят. Джизю нам платят, джизю нам платят. Да, вот такие Смотри, немцы. Азимут, я была бы рада, если бы все народы, которые что-то сделали иудеям, в смысле что-то, это не просто только отобрать дома, имущество, а и убить народ, да, полностью, чтобы все народы взяли на себя эту ответственность. Но, к сожалению, только немцы взяли на себя эту ответственность. Хотя не только немцы это творили, да, идеология была их, но другие народы это тоже творили. Но дело в том, что то, что немцы взяли на себя ответственность и платят не нам, мне они не платят, я от них денег не получаю, они платят тем, кто выжили Холокост, окей? То есть весь еврейский народ не получает от них деньги, поэтому... Если в Европе было всего 3 миллиона евреев, а убили 6 миллионов, кому они платят? Кто выжил? В смысле 3 миллиона было? Как это 3 миллиона? В то время самые, они говорят так, да. Кто евреи? Говорят так? Что было 3 миллиона? Нет. Немцы говорят. Кто? Ну, немцы убили 3 миллиона, остальные убили другие народы. Ну, выжившие. Еще возьми Россия. Немцы говорят. Где немцы говорят? Что ты несешь, бля, вообще? Скажи мне такую вещь. Вот ты, Азами, ты же мусульманин. Подожди, ты же мусульманин, правильно? Правильно? Конечно. Ну, а где твои Абдулла, Хамдулла, вся вот эта порнография понесла? Где это? Что ты это не гордишься этим? Только в Торе, в другом месте. Подожди. Сейчас мы придем к всему, подожди. Скажи мне, а что ты не это? А ты Мухаммада веришь, Мухаммада? Не верю, я знаю, что он Мухаммед. Что ты веришь, ты знаешь, что он пророк. Еще отлично, вообще классно, молодец, красавчик. Веришь ли ты Мухаммед? Это как вы, мусульмане, и ты понял, что он пророк? Вот объясни мне, пожалуйста. Вот христиане собрались на Никейском соборе, да? Не, подожди. Оставь христиан. Слушай, малохольный. Подожди, стой. Подожди, когда будешь разговаривать, стоять, стой! Евреев, мусульманов, буддистов не трогай. Поднимите его. Единственный этот. Где? Поднимите его, давай. Кто его спустил? Я не знаю, кто его спустил. Да, лифт. Дайте ему этого. Блин. Единственный Абдулашка, блядь, сказал, что он мусульманин сегодня. Прометей, как дела? Нету, он слишком идиот. Он хадисы не признает. У него своя история. Он говорит, что Саев Бугари написал я. Правильно. Кстати, Стелла, вчера 7 евреев признали, что Прометей он пророк. Ты признаешь, что он пророк? Стелла. Секунду, я занята, секунду. И я могу доказать, очень просто, что Прометей он пророк. А вы можете доказать, что Мухаммед пророк? А? То есть он ваш еврейский пророк давно получается? Не, он не еврейский. Почему он еврей, что ли? Он Машиах получается. Не, причем не с пришел спасти мир. Причем не с Машиах, причем не с этим. Он будет новый пророк у бабуинов. Он напишет новые вам бабуинов, евреев, да. Задай мне 3 вопроса, Леон, задай мне 3 вопроса. Прометей огонь раздал людям. Похожим на отца иногда или на мать. Или что, у вас же в древних книгах написано так. То так устанавливают пророка. 3 вопроса. Там много еще есть, ты ничего не знаешь, там много вещей есть. Это только начало. Хотел. Это вы просто исказили все. У вас 3 вот эти вопроса только. Не, там есть на кого бывает? Почему на отца или на мать бывает похоже? Кто первые будут кушать?
И что будет первым предзнаменованием судного часа? Не, там пророк это целое это, тебе я покажу потом. Ты знаешь, откуда они сплагиатили вот это первый вопрос? Что будет первым предзнаменованием судного часа? И он отвечает, это будет огонь, который всех людей погонит. Короче, как это сейчас дословно посмотрим? Сейчас, секунду. Это у тебя телевизор там орет так громко? А вот у нас тут мусульманин пришел. Это мусульманин, правильно? Кто? Я что ли? Да, ты мусульманин, да? Вот тут написано хиджра, а он же мусульманин. Ты же мусульманин, правильно? Да, мусульманин. А, вот видишь, он красавчик, молодец. Тоже веришь в пророка? Да, ты веришь в Моисея? Подожди, а кто вас... Оставим мы это? Не, подожди, ты веришь в Моисея? Как Конечно, он брал девочек в верю в рабство? Как он чпокал девочек в рабстве? А где он чпокал это? Ты не угоди тему. Не, а ты подожди, думаешь? а ты второзаконие Скажи мне, Малахони, а что ты меня всем? Чё ты боишься на мой вопрос? Леон, Что ты спросил у него, Моисей, что делал, ты сказал? Чпокал девочек. Девочек, это в смысле, типа маленьких? Ну а что, по большим, что ли, из девочек? Хорошо, Леон, ты, если даже он делал или не делал, ты осуждаешь, когда маленьких девочек чпокают? Конечно. Подожди. Стоянба. Ты осуждаешь Моисея. Рот закрыл свой. Даже если у них есть, а я уверен, что у них этого нету. Даже если ты второзаконие читал или нет? Еще раз. Стоянба. Еще раз. Он это осуждает. Теперь вопрос тебе. Ты осуждаешь, когда старик, взрослый мужик чпокает маленьких девочек, которые куклы играют? Маленьких девочек, да. Маленьких девочек. 9-летняя это маленькая девочка? Ну смотри, как говорила Стелла, что до 12 лет для того времени 3000 лет назад было нормально, также я говорю, что 9 лет было нормально 1400 лет назад. В обществе арабском. Все. А этот Моисей, который чпокал девочек, они сколько лет были? Там вообще не упоминается возраст, там говорится, что они даже не спали, то есть они не могло быть даже год или 2 года или 3 года. Что ты несешь? То, что они даже не были на ложе там с мужчинами. Где такое написано? Чего он несет, блядь? Покажи. Второзаконие, алло. Малахона, слушай, давай дальше, давай на мою тему. Вот ты кричишь, махаешься липчиком. Не, смотри, давай закончим эту тему. Ты махаешься липчиком, ты боишься эту тему. Правильно, да или нет? Вот скажи мне, пожалуйста. Что? Второзаконие, что? Все, я могу, да, говорить? Что стих какой? Я сейчас скажу, не бойся, пожалуйста. Да, я хочу открыть. Бог повелевает Моисею и его воинам, чтобы они убили всех людей, всех мальчиков, мужей, убили животных, даже просто уничтожили деревья, там, животных, все убили, но оставили всего лишь маленьких девочек, которые не спали с мужьями. Потом, когда иудеи... Подожди. Потом, когда иудеи поняли... Подожди, я тебе скажу. Почему ты, постоянно, когда про христианство и иудаизм говоришь, в попытке оправдать своего педофила, постоянно говоришь вот это, искажаешь. Девушки, которые не познали мужа, там, с мужчину там сказано. Ну да, верно. А кто могли еще не познать? Девственницы. Ну, Девственница может быть и 20 лет, и 40 лет, и 50 лет, блин. А ты говоришь, маленьких девочек чпокали. 5 лет это только у Мухаммеда чпокают. Нет, это у вас иудеев чпокали. Нормальные люди... Я могу доказать без проблем это. Хиджра, дайте я откройте, скажу. Смотри, я скажу одно, откройте, пожалуйста. Еще раз. На аргументацию своей этой бредятины, что 1-летних девочек чпокал Моисей. Во-первых, они их не чпокали. Во-вторых, Моисей их не чпокал. Ты тут солгал. Второе, что я они... не солгал. Я могу доказать без проблем, но ты же не даешь, микрофон выключаешь. Тебе только что было дано право доказать, и ты привел стих, где сказано:
девушек, которые не познали мужа, то есть девственниц, оставьте себе. Да, И все, верно. на этом твоя аргументация окончена. Теперь я отвечаю на эту- я готов. Да, потом будешь напердывать свое. Подожди, ты можешь не закрывать микрофон? Нет, не могу, когда ты со мной наравне говоришь, не могу. Не, нормально общаюсь, ну что как не мужчина? Когда со мной же? наравне Ну, не чё как разговаривай, окей? Все, аргумент закончил, рот Я не закрыл. закончил. Все, заткнулся. Я могу договорить? Я договорю, ты Ну, договори. Все, я договариваю, да? Ты уже сказал, ты уже привел стих. Теперь я отвечаю на этот стих. Девушки, Да, которые не познали мужа, это которые не вышли замуж, там надо посмотреть у иудеев там в толковании, что это означает и так далее, объяснение. Раввинов надо послушать, раввинов надо спросить. Но даже из сухого скелета контекста мы понимаем, что сказано девушки, которые не вышли замуж. Девушки, которые не познали мужа, то есть девственницы. Все, никаких маленьких девочек, тем более Моисей чпокал, там нет. Подожди, ты закончил? Все, этот стих мы опровергли полностью. Не, мы не опровергли, я хочу поговорить, давай поговорим. Теперь подожди, я тебя спрашиваю, ты своего этого Мухомора веришь, правильно? Не, давайте эту тему закончим, потом про твой мухомор. Стой. Не, мы здесь твоего Мухомора, как это. Нам Не, давай ты боишься эту тему закончить, или что? Смотри, он как про Мухомора говорит, он признался, что про Мухомора. Он даже сказал... Я понимаю, что ты походу там хаваешь подожди грибы, секунду, мухоморы, Лёв, хаваешь, подожди. поэтому ты такой же есть. Ну, давай договорим нормально. Стих Я мой... просто скажу, я последнее скажу, и все. Мы заканчиваем. Видишь, стих, который ты привел, я опроверг. Твою ложь. Нет, ты не опроверг. Нет, рот закрой, когда я говорю. Что я тебе говорю? Когда я закрою, говорю, ты молчишь. Когда ты говоришь, я молчу. Слушаю твой аргумент, а потом опровергаю. Смотри, сейчас... Так я не досказал его, алло. Эй, алло, закрой рот, я говорю сейчас. Я не досказал, да, сказать по-братски? Еще раз. Рот свой закрыл, ты стих привел. Тебе дали выбор, право Так сказать... я его не разъяснил, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Ты кто такой, Ты кто такой, блин, разъяснять иудейские или христианские тексты? Ты кто такой, блин? А ты кто такой? Ты же не мусульманин, чтобы разъяснять мусульманские тексты, например. Поэтому я не разъясняю мусульманские тексты, а привержу... Как ты не разъясняешь? Ты говоришь, что пророк Мухаммад даже... Ты вопрос задал, пасть свою закрываешь. Поэтому я ваши стихи не разъясняю сам. Я привожу ваше разъяснение. Это раз. Второй, ты говоришь, что пророк Мухаммад не существовал. Ты о чем? Концентрируйся на том, что мы сейчас здесь говорим и обсуждаем. Ну вот, я же хочу сказать тебе, ты мне не даешь сказать нормально. И еще раз наравне со мной поговори. Поговори еще раз со мной. Я тебе сказал, по очереди говорим. Тебе дали право привести своим доказательством стих. Ты привел стих, который не имеет никакого отношения к твоему... Ну я же не досказал, да я просто доскажу минуту. Я не закончил. Ты не понимаешь, что ли? Если ты хочешь, чтобы тебя скинули, так и скажи. Я тут, набалаболил. Скиньте меня отсюда. Я так могу тебя скинуть, я пойму. Так вот, тебе дали право привести доказательства своим словам. Ты привел абсолютно не имеющий отношения к своим словам, не доказывающий твои слова. Стих. Чем доказал, что у тебя нету никаких доказательств, и что ты был балаболом. Сейчас, чтобы дальше разговаривать, ты берешь твои слова обратно, признаешь свою ошибку и говоришь, этот стих не имеет никакого отношения к тому, что я сказал. И если есть, идешь дальше искать, что Моисей чпокал одногодовалых девочек. Давай. Все, я могу теперь говорить, окей? Смотрите, Бог повелевает оставить иудеям всего лишь девочек, которые не познали ложи. Но иудеи даже были моральные яхвы. Они были моральные яхвы, поэтому не убили всех женщин. Оставили женщин взрослых, живых, чтобы их чпокать. И потом Моисей пришел к ним и говорит, что вы их оставляете живых, почему их вы оставили? Почему вы их не убили, как вам Яхве повелел? Потом довод на то, что можно в 3 года чпокать девочек в иудаизме, это Талмуд. Еще раз. И все, что ты сейчас сказал, ты закончил, уже переходишь на другое. Нет, я хочу добавить. Просто одно добавлю. Добавишь, балабол, ты ни хрена больше не добавишь.
ты пинком под зад отсюда Нет, вылетишь. почему ты мне не даешь сказать? Либо- Почему ты мне не даешь сказать? Еще раз. Либо признаешь, что ты балабол, что ты соврал, что Моисей никаких маленьких девочек не чпокал, и у тебя нету на это никаких доказательств, просишь извинения, и можешь говорить уже о другой теме, которую ты хотел говорить. Хорошо, я добавлю последнее то, что в Талмуде Нида 45. А разрешается... Еще раз. Ты признаешь, что Моисей не чпокал маленьких девочек, и что ты балабол, и просишь извинения. Дальше можешь говорить. Я могу говорить, да? Я могу говорить сейчас. Слышал, что я сказал? То это подтверждает то, что я сказал, это подтверждает Талмуд. Еще раз. Ты говоришь, что ты балабол. Этот стих не имеет никакого отношения к твоему словам, что Как не имеет? Я же доказал только что. Моисей чпокал одногодовалых маленьких девочек, чпокал Моисей. Ты не привел никакого доказательства, их у тебя нет. Просишь прощения и можешь дальше говорить. Последний шаг. Ты мне сказать будешь, ты будешь мне давать? Говорить что-либо. Ты понял, что ты врешь. Зачем врать? Это Не, Хасан, я же не вру. Я могу, ты врешь, брат. Да я скажу. скажу. Говори, брат. Смотри, менструация у девочек начинается 12,5-13 лет. У иудеев разрешено чпокать, как ты говоришь, 12,5 лет. Это нормально, но не в 9. Зачем сейчас нам притворяться и в брехню ты сейчас несешь, брат? Ну давай Хорошо, нормально говори, брат, что есть. брат мой Курт, ну смотри, если ты не читал, брат, Талмуд, 45 дней до такая глава есть трактат. Еще раз. Ты кто такой, чтобы... Да, сказать, блин, да, я скажу просто минуту. Ты вообще кто такой, чтобы про Талмуд говорить? Ты знаешь Талмуд? А ты кто такой? Еще раз. Ты эксперт по иудаизму, блин? Ты только что Да, я раввин. В группе. Ты дальше здесь говорить. Ты должен понять одну простую вещь. Я это последний раз скажу. Ты покажешь свое лицо. Это в твоих руках. Показать себя с достойной стороны, либо показать, кем ты являешься для меня лично, да, каким я тебя и считаю. И вылетаешь отсюда. Говоришь, что я перданул лишнего, Моисей не чпокал маленьких девочек. Я же доказать готов, алло. Рот закрыл, пока я не закончу. Запоминай мои слова, которые ты должен повторить. Моисей не чпокал маленьких девочек. Я балабол, я извиняюсь, прошу прощения, беру свои слова обратно. И начинаешь другую тему. Хорошо, я бы это бы сказал, но если бы я был лжецом, я бы это сказал. Но я не хочу лгать тебе. Давай, дуй отсюда. Давай, пошел вон отсюда. Этот парень, скинь мне вот свои писания, что он брехню несет, блин. Я ни разу нигде такого не видел. Эх, жалко, я хотел с ним по-другому поговорить. Да оставь меня идти. Я тебе объясню, Хасан, что творится. Дело в том, что есть вот эти вот сайты, где они делают, знаешь, какие-то ложные трактаты, переводы, как будто это написано в Талмуде. Понимаешь? На самом деле, даже среднестатистически, даже те, которые родились в Израиле, не могут Талмуд понять и прочитать. Понимаешь? А они 100%. несут просто какую-то ересь и говорят, что это то, что написано. Так же, как и слово «гой» переводится, да? Что Всё, они его переводят... я сейчас перебью тебя, извини, пожалуйста. Я читал примерно даже древнее вот, писание в иудаизме. Там разрешено 12,5 лет. 12,5 менструация начинается у девочек. Это нормально, еще можно понять, то есть более-менее, исходя из того, что там 1000, 2000, 3000 лет назад, то есть после менструации девочка можно уже выйти замуж. Там 12,5-13 лет. Я тебе объясню. Подожди, Леон. Вот эти, не знаю, вот просто подумайте, вот, ну вы лучше всех, наверное, знаете, кто их интеллект, да? В турбине евреев и вот искать вот это их уровень. Пишет, им правда глаза колет, пишет, вот один еще полупокер с ним. Смотри, я сказал перед тем, как его спросить тебя, даже если это есть там, Леон, ты осуждаешь это? Ты сразу, без тени сомнения, сразу сказал, осуждаешь. А вот когда я у него спросил, что там произошло, он замешкался. Он не может отсудить педофилию. Но чтобы оправдать своего педофила, он берет, выдает вообще несуществующие стихи Библии. У него спрашивают стих номер, он дает вообще другой стих, который никоим образом не подразумевает этого.
Он буквально сказал, чтобы оправдать своего... Я у него спросил, ты осуждаешь педофилию? Он отвечает, ну, Моисей чпокал маленьких одногодовалых, 5-летних. Я его прошу, ну, хорошо, приведи стих. Он не приводит, стиха нету. То есть, о чем тут разговор? Какая правда? Вот иудей сидит. Любого иудея, любому иудею подойдите и скажите ему, осуждаешь ли ты педофилию, когда старик 53-летний занимается сексом с 9-летним? Любой еврей вам скажет, осуждаю. А теперь подойди к мусульманину такому, как ты, и спроси у него этого. Он знает, что тебе скажет? В Библии есть педофилия. Ага, я Можно все оправдал, блин. Про Матея пару слов скажи. Это знаете, Пару слов скажи, пожалуйста, и закончу. Смотрите. Секунду. Допустим, что было там... Чикатило поймали бы, да? Вот этого PDF-файла. И у него спрашивают, да, там, каешься ты или ты осуждаешь свои действия? Представляете, Чикатило говорит, вон в Америке какой-то Браун тоже насиловал маленьких мальчиков, девочек. Вы представляете? Дело в том, что есть две вещи, главные вещи. В иудаизме, пока ты не получишь разрешение от девочки, от женщины, что она готова выйти замуж, она не выходит замуж. Вот это однозначно. 12 лет это бат-мицва, она становится зрелой. Но в 12 лет такого не было понятия, чтобы кто-то выходил замуж. 13 лет... Я спущусь на пару минут. Нина, хочешь что-то сказать по поводу иудаизма? Я спущусь. Я уже говорю это. 13 лет это поднимается мальчик на Тору, это бар-мицва, это он становится мужчиной. То есть отец, когда сын поднимается на бар-мицву, читает молитву, отец ему говорит, с этой минуты, да, ты сейчас мужчина и держишь ответственность за себя, за всех. То есть ты ответственный, ты 13 лет. То же самое в 12 лет. Но в истории такого понятия нету, что 12 лет, я не знаю, я лично это не видел. Вечер, маршал Ду. Леон, я тебя чуть переправлю. 12 день – это соблюдение заповедей. Подожди, Нина, дай мне секундочку, потом это. У вас когда привычка посередине. Садковод. Да, я закончу, потом будешь добавлять. 12 лет девочка выходит, это бар-мицва. Теперь в Торе написано четко, ясно, могу показать. Это перевод. Пока девушка не даст согласия, пока опять не даст согласия выйти замуж, она не имеет права. Даже если ты ее хочешь помолвить, сделать помолвку, она говорит, что в зрелом возрасте в 16, 18, 20 лет, да, она, пока она не дает согласия, она не может жениться. Ты не можешь ее, это запрещено. Не было никаких таких случаев. Но рабынь можно же, как Маймонид говорил, что рабынь можно. Подожди, я до этого хиджаб, подождите. Еще раз приветствую, приходите свободными. Я добавлю к словам Леона 12,1 день бат-мицва, девочка, которая уже обязана по иудаизму совершать заповеди. Заповеди. Так как переводят они, это мало кого волнует, но во всяком случае в Израиле нет такого закона. Никто у нас 12-летних не женит, это считается педофилия. Все, спасибо, я спускаюсь. Леон. В древности. Подождите, в Израиле есть малолетние браки, если кто не знал. Теперь у нас нет такого, у нас не мусульманская страна, как у вас. Не, у вас есть закрытые группы там, ортодоксы в основном, они выходят там 12-13 лет, если ты не знал, конечно. Ты что, боишься моих вопросов? Хиджа, это брехня, да? Вот брехню нести смысла нет. Бро, ну я же не несу, я же говорил ранее, что происходит в Израиле. Этот хиджа знает, а ты о них не знаешь. Закрытые группы, они хиджа знают, да. Вот так, да. Он участник, он по... Не, я серьезно говорю. Этим тайнам. Ортодоксы 12 лет обручают своих детей, они выходят замуж, потом они не работают, не оплачивают. 13-14 лет это нормально, я считаю. Ведут половую жизнь с 15 лет. Но не на законном основании, на законных уровнях Ирак, Пакистан, это... Остановитесь. С 9 лет, это ненормально. Хасан, секундочку.
могут рассказывать все, что угодно, здесь написано. Вот здесь эфир не про Тору говорится, не про христианство. Тут есть другое, здесь совсем другое. Мы говорим про ислам, мы говорим про чеченский народ. И я тебя спрашиваю, ты вот мусульманин, яркий мусульманин. Ты кричишь, махаешься лифчиком, что ты Мухаммед, он твой пророк. Правильно? Я так правильно понимаю? Да или нет? Хотя ты сказал, что он мухомор. Нет, ты же сказал Мухаммад. Ты сказал, ты подтвердил. Я сказал, может быть, ты хаваешь Мухаммор. Может, ты хаваешь Мухаммор. За это хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Ты признаешь, что он пророк? Да, признаю. Классно. А как ты понял? Давай смотри, если ты сейчас не можешь доказать, что он пророк, и объяснишь, как бы понял, что он пророк, получается, он не будет пророком. Давай, жги. Как вы поняли, что он пророк, и как ты понял, что он пророк? Смотри, если ты сейчас не сможешь доказать, что он пророк, как вы поняли, и привести, что он пророк, все, он уже не пророк. Ты берешь, выходишь из ислама. Почему? Потому что самую базу ты не можешь объяснить. Не, смотри, вот самое главное, тут какие ты критерии принимаешь, какие объективные критерии ты принимаешь. Я просто спрашиваю. Стой, я тебя спрашиваю. Я не знаю, кто он, что он. Я тебя спрашиваю, вот ты кричишь, что он пророк. Я прохожу со стороны. Да, чисто свою версию ты объясняешь, и мы слушаем. Чисто, мы слушаем вот этот. Не перебивайте его, дайте ему высказаться до конца, поржем до конца. Давай, вперед, жги. Не, смотри, почему я говорю про объективные критерии, потому мне что тоже, согласно. Я скажу быстро, я помню. Подожди, мне тоже интересно. Я хочу пару процентов поднять уже я такой. Потому что в Библии этих критериев нету. Кого Библия называет? Подожди, кого Библия называет? На пороге этого стою, вот поднять пару процентов, помоги мне, брат. Сейчас объясни правильно. Он был 73%, сейчас 65% из-за вас. Чтобы доказать своего пророка, они не могут без Библии. Видите, искаженную Библию идет сразу. Не, дело в том, что вы же иудеи, вы же просите меня критерии. То есть какие-то критерии упомянуть про посланника. Не открывая рот про Библию, про Тору, докажи своего пророка и все. Подожди, я спрашиваю, как я вам докажу, что он пророк, если у вас нету критериев в Библии? Если ты не можешь это доказать, то все, молчи, скажи нет. У вас критериев нету. Вы же не будете принимать критерии те, которые я упомянул. Оставь наши критерии. Я хочу сейчас от тебя услышать твой критерий. Допустим, у нас они есть. Допустим, у нас есть. Вот ты говоришь, что Мухаммед он пророк. Я хочу понять. Я прихожу со стороны, услышь меня, да? Я спрашиваю, слушай, Фуцин, ты же веришь в этого? Он говорит, да. Объясни мне, как ты, малохольный, понял, что он твой пророк? И ты начни мне объяснять, давай. А что, вот давай, Леон, ты принимаешь критерии как честность, правдивость? Послушай, давай, не надо вопросы просто. Да, просто говори. Смотри, я первый критерий выдвигаю. Я первый критерий выдвигаю как честный. То, что он до еще ислама был известен своей честностью, и одно из его имен было Аминь. То есть самый правдивый, самый честный. То есть никто его никогда не видел во лжи. Все, вот это для тебя критерий нормальный? Где это сказано? Что ты первого не понял? Что Мухаммед... Просто слушайте. Леон, секунду. Вот ты говоришь, Мухаммед, я выдвигаю критерий, честность. Мухаммед был очень честным, очень хорошим, ангелом до пророка, как он стал еще. Где это сказано? Пусть он расскажет, Хармат, до конца скажет. Я же говорю, Сири. Что-то интересное вам расскажу, пожалуйста. Можешь ты, пожалуйста, не вмешиваться. Откуда ты это взял? Откуда ты это говорил, что он был... Подожди, я объясняю. Как мы берем историю про Моисея из Библии, так же мы берем историю... Моисея никого нету. Доказываешь чисто своего пророка. Ты сказал, что он честный. Вопрос очень легкий. И ответ очень на него легкий. Отвечай. Будь честен перед собой, перед Богом. Если ты веришь в Бога, будь честен перед Богом. Отвечай. Откуда ты взял информацию, что он был честным человеком? Какие источники ты имеешь в виду? Где говорится, что он был честным? Мы же про объективные критерии говорим. Я говорю про Сиру, посланника Аллаха. Сири, скажи. Вот, правильный ответ. То есть в самом исламском книге говорится, что ислам очень хороший. Это не критерий. Не, говорится про пророка Мухаммада, что его мушрики не признавали какие-то лжецы там. Я говорю про Прометей. Смотри, я говорю, что я самый честный человек. Я до того, как стал пророком, вообще самым честным был. И все, поверь мне, это я говорю.
А я еврей подтверждаю. Перепишу всем евреев, все. Не, подожди, а ты какие источники хочешь? Ты подожди, какие источники хочешь? Приведи в свидетельство 3 евреев. А, евреев? Ну хорошо, Абдуллах принял, иудей Равин, который звали Абдуллах, принял ислам. Приводи, смотри. Подтвердил. Я не про это, ислам. я про Армата говорю. То, что был Мухаммед честным человеком, не надо нам приводить его же книги, где он сам про себя говорит, что он честный в своих Где книгах. он говорит, алло? Это ислам, его книги. Все исламские книги, это собирательный образ Магомед. Все, что в исламе исходит, это его. Все, ислам, это его. Приведи сторонний источник. Алло, так ты же говоришь, что он не существовал, во-первых. Ты же говоришь, что он не существовал. Еще раз. Приведи сторонний источник. Мы же про объективные критерии говорим. Из-за того, что я сказал, что я очень честный, или мой друг сказал, что я очень хороший человек, это не становится объективным критерием. Да, потому что мы знаем, что ты лжец. Мы знаем, что ты лжец, поэтому мы не скажем, что ты правдивый. Критерий, объясняю тебе, критерий. Ты лжец. Мы понимаем, что ты лжец, поэтому мы не скажем, что ты правдивый. Алло. Ты лжец. Я тебе объясняю. Ты лжец. Поэтому мы не скажем, что ты правдивый. Алло. Я тебе объясняю. Объективный критерий... Ты лжец. Не, по факту ты же лжец. Не уходи от темы. Ты же сам признавал, что ты лжец. Что ты врешь, что ты ошибаешься. От темы Ты не не можешь быть уходи, посланником Хиджра. или правдивым, или безошибочным. Он сломался, я понял. Хиджра. Я не ухожу, уходи. подожди, Раудио Маш, я же никуда не ухожу. Я сказал, Пусть он что расскажет. Хиджр, ты Не уходи от темы. Тебе Леон спросил. Смотри, Ибрагим, я же никуда не как ты ухожу. узнал. Я же тут, я тут на этой теме остановился. Говорю то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по всем источникам был самым честным. Его еще мушрики, арабы признавали самым честным человеком. Тебе еще до сразу ислама. Еще до сразу ислама они никогда не покритиковали. видели лжи. Никогда не видели Смотри, лжи. от него. тебя сразу покритиковали. Говорят, что твой источник в той книге, вот именно от авторов самих вот этого его пророчества, именно в этой книге так написано. А дополнительный источник есть какой-то, который это подтверждает? Ну смотри, когда мы... Смотри, когда... Алло, подождите. Интересно. Когда мы... Мне интересно. Если мы говорим про объективный критерий, должен быть беспристрастный. Объективно что означает? Вот если я христианин, и я говорю какому-то христианину, например, с тобой провести дебаты у меня, если я христианин, я не объективный человек там, потому что христианин, который с тобой, это мой по вере брат. Я буду склоняться к нему. Я не смогу быть. Объективным в данном случае будет язычник, либо атеист, либо агностик, либо еще кто-то, либертарианец и так далее. Не христианин и не мусульманин. Вот этот будет объективный. Если там будет христианин модером, либо мусульманин модером, этот человек уже, у него есть предрасположенность уже. Это не объективный критерий. Ты приводишь исламские источники, в которых, конечно же, будет говориться, что он самый лучший. Чуть ли не ангел, золото, блин, милость для миров названный, для всех миров, блин. Хотелось бы спросить твоих, точнее, вот этих Бану Аль-Мусталиб, Аутоси, которых женщин замужних он захватил и дозволил своим сподвижникам, засандалить этих замужних женщин, у них спросить: Магомеда признаете милостью для миров? Он для вас милость, как милость для миров, лежащим Почему под ним? милость? Мы же говорим про правдивость. Он был правдивым или нет? Алло, во-первых, это... Во-вторых, подожди, стоп. Я же говорю. Стой. Мы разбиваем твою логику. Получается, если человек, получается, самый честный, да, не врал, он пророк. О, бля. Так у нас только будет пророков. Нет, смотри. То, что он, подожди, смотри, что я хочу сказать. Я хочу сказать то, что он был правдивым, он не мог врать о своем пророчестве. Он не мог врать о тех вещах, которые видел или проповедовал. Подожди, дай скажу до конца. Во-первых. Во-вторых, когда мы изучаем христианскую историю или, иудейскую историю, мы всегда берем их источники, их первые источники, их изучаем. Будто языческую историю. Как ты иудеям идешь? Про иудаизм, христианство, рот свой закрой, вообще пасть не открывай свою. Ты доказываешь... Так ты же говоришь объективно, вот я... Ты доказываешь своего пророка, не ссылаясь на другие религии. Так я тебе объективно, ты же объективно говоришь, алло, объективно же говоришь. Хиджра, скажи, что есть исторические доказательства. Другими словами, секунду. Хиджра, смотри, когда в Коране написаны слова, это написано со слов самого же Мухаммада, правильно? Он же переносит эти слова и записывает, правильно?
То есть Ты имеешь в виду получается... Коран? Да. То есть Ну, в человек Коран, да, слово сам Аллаха, говорит... наверное. Да, слово Аллаха, но это же Мухаммад говорит их, правильно? Ну, то есть получается так. Ему не спослано было, да. Окей, ему было неспослано, и он это передал людям. То есть Это верно. он сам передает своим языком обычным людям, что я, Мухаммад, самый честный человек. И вот Но это, это же не он же говорит. Это же не он говорит. А Это кто арабы, говорит? которые назвали его Амин, самым правдивым. До ислама. Ну, там До слов ислама его так арабов назвали. нету. Там нету слов арабов. Там слова Мухаммада, который передал это, говорит, я не Причем тут знаю. Мухаммад? Сира это вообще... Мухаммад не составлял свою сиру. Он не составлял свою сиру. Ты сказал, что арабы его как-то назвали. Покажи нам источники книги этих арабов, которые его так называли. Ну, я привожу арабский источник, сира, арабский источник привожу тебе. Сира арабский источник, блядь, сира мусульманский источник, дебил. Арабский мусульманский источник, который говорит о истории арабов, говорит. Ты реально тупишь. Ты реально дебил же есть. Сира написано кем? Последователем Мухаммеда. Понимаешь? Ну и что дальше? Человеком. Ну, смотри, окей, давай так. Смотри, я тебе дал источник. Эй, да, блин, Смотри, я тебе дал... Да вообще бесишь меня. Ты говоришь, что арабы его как-то называли. Ну покажи нам этих арабов и их книги, которые его так называли. Смотри, я тебе могу говорить? Их Я нет, говорю, ты не можешь говорить. Да, Их нет. смотри. То, что Их ты нет. рассказываешь, это самих исламских источников. Ну, это потому не... что исламские источники передали их слова. Ой, закрой, короче, Харю, закрой свою хлеборезку. Ну, вот закрыл. видите, они не могут От того, что ты говорил, что он был очень честным, очень хорошим. Скажи мне, пожалуйста, что он ответил, когда Абу Суфьян поднялся на гору Ухуд и крикнул: «Есть ли среди вас Мухаммед?» Что он сказал? Что он сказал? Ну что он сказал? Ну он же ничего не... Он сказал передать подвижникам, чтобы они сказали там что-то. Да, не отвечайте им. Ну да, не отвечайте, еще дальше. Да, вот такой человек, который... Да, а где тут ложь? Подожди, где тут ложь? Алло, ты что, угораешь, что ли? В смысле, где тут ложь? Я тебе рассказываю... Если бы он сказал, скажите, нас нет, это была бы ложь, но он же не сказал. Хорошо, я тебя спущу, да расскажу, а потом поднимешься и ответишь. Насчет того, что он был очень честным человеком, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Во-первых, у меня достаточно видео, каким человеком он был. Например, возьмем Кааба ибн аль-Ашрафа, которого он отправил убить людей. Отправил своего киллера. Не помню, как его звали. Маслема, по-моему. Точно не помню сейчас, короче. Своего сподвижника отправил убить Кааба ибн аль-Ашрафа. Что ему сказали вот эти люди? То есть посланцы Мухаммеда, что сказали Каабу ибн аль-Ашрафу? Что они сказали? Они притворились исламофобами. То есть представляете, что говорят киллеры Мухаммеда, которые отправили убить Кааба ибн аль-Ашрафа, когда его встречают. Они говорят ему: этот Мухаммед задолбал нас, просит постоянно милостыню. Дай нам что-нибудь, залог еды дай нам. Тот говорит: ну это еще только начало, скоро вам вообще вы не сможете, короче, от него никуда деться, ничего с ним делать, короче. И этот, дай нам еды, говорит, тот говорит: залог что-то оставьте. Те, в общем, оружие оставляют и уходят. Возвращаются они как? То есть посланцы Мухаммеда как возвращаются к этому? Как? За залог. Да, как билеты будут. Возвращаются с его молочным братом. С его молочным братом возвращаются к нему. И, в общем, заходят в дом. И, короче, перед тем, как зайти в дом, говорят: если он спустится, я попрошу у него дать понюхать волосы. И когда он даст мне понюхать волосы, то рубите его. То есть, вот лицо твоего пророка. Они это делают и возвращаются... А где ложь? Где ложь от посланника Аллаха? Я же говорю про посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ну ты угораешь, что ли, же есть? Что значит, где ложь? Это ученики, сподвижники. Ну, причем это ученики? Ученики могут делать что по кайфу. Но я же говорю про него, про личность. Про личность же говорю. Такой святой... Он осудил их за это, наказал он их, осудил он их за это. Нет, он сказал, наоборот, вы оказали услугу Аллаху и его посланнику. Ничего себе.
Ну тогда это получается вообще неправдивость. То есть они поступили подло. Вот сюда приезжал в Европу один чувак, который повел вот этого Мансура Старого с собой куда-то. Там завел его в отель и его 100 с чем-то ножевых ранений сделал. Тоже мусульманин, кстати, был, молился там, альхамдулиллах говорил. Это разве правильно так делать, поступать? И то, Ибраим, как он приехал? Умираю, раком, болею, вот так вот. Великий, святой, честный посланник Аллаха сказал им: вы оказали помощь, услугу Аллаху и его посланнику. Смотри, я могу сказать теперь, я могу тебе сказать. То, что посланник Аллаха... Меня слышно? Ты казах? Ты казах? Скажи честно, ты казах? Нет, я не казах. Все, я могу говорить. То, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ложь на войне, это просто облегчение для мусульман, когда они воюют. Но сам он никогда не лгал, никогда от него не исходила ложь. Какая война была с Кабом ибн Аль-Ашрафом? Это просто араб, живущий у себя дома со своей женой и не признающий твоего вот этого PDF-файла. Ну, который оскорбил же его. Подожди, который оскорбил же его. Что значит оскорбил? Ну, оскорбил в прямом смысле же, оскорбил его. Каким образом? Твой пророк считал себя Богом, блин, и когда человек перед ним не присмыкался, для него это уже было оскорблением. Если человек с ним разговаривал, не понижая голос и не опуская глаза, для него это уже было оскорблением. Он же себя Богом считал. Где он себя Богом считал? Что ты врешь? Так это и есть, блин, он себя как Бога вел. Как он Бога вел, если постоянно говорил, что я раб Аллаха, Аллах мой Господь? Там, его плевки похожи, блин, плевался блин. Напротив, Библия называет Моисея Богом, человека называет Богом Элохимом. Но такого нет в исламе. Библия, на Библию переходишь. Потому что вы иудеи, ты как иудей себя ведешь, как атеист, как иудей. Подожди, который подтверждаешь? Который подтверждаешь? Не понял. Что подтверждаю? Что подтверждаю? Что подтверждаю? Ты подтверждаешь Тору, вот ты сейчас подтверждаешь? Да, я Тору, которая у вас есть, я ее ненавижу. Это писание дьявола, которое... А что ж ты доводы приносишь? Когда хочешь подтвердить Мухаммада? Он этого и хочет, про эту Библию начать ту тему, короче, вот это базарство устроить. Хиджа, если ты такой знаток по Библии, давай выскакивай на дебаты с антиадисом, там, с Нитрогеном. Согласен на дебаты выскочить? Да, можно отвечу? Насчет антихадиса, он меня 6 аккаунтов заблокировал. Да. Готов выскочить, я тебе найду христианина на дебаты, готов выскочить? Я-то готов, но у меня антихадис с 5-6 аккаунтов заблокировал. Я тебе найду христианина на дебаты. Он меня с 5 аккаунтов заблокировал. Еще раз, я тебе найду на дебаты христианина, готов выскочить? Да, я с собой даже готов, мне что проблема? Ты же забоялся Абу Закарию сперва, во-первых. Со мной? Ну ты же Абу Закарию испугался. Ты сказал, ты готов со мной на дебаты? С тобой я готов. Ты... Как мне с трусом, который испугался, Абу Закарию испугался? А где вот этот Абу Анюта? Он так и не вернулся. Где? Потащи его. Не, смотри, Бхармат. С тобой Абу Закария был готов вывести дебаты. Подожди, пожалуйста. Абу Закария был готов дебаты. Почему ты отказался? Ты отказался? Я не расслышал. Ты сказал, что ты готов со мной на дебаты выйти? Ну да, я готов. Я с тобой даже дебатирую прямо сейчас. Что значит, ты со мной не дебатируешь? Диспутирую. Ты готов со мной на нейтральную площадку выйти на дебаты? Ну хорошо, какая тема? Тема, как чеченцы поклонялись фалосам, готов. Чеченцы не поклонялись фалосам. Как нет? Ты сам же это подтверждал, алло. Ты сам подтверждал это. Даже поклонялись фалосам, это не имеет отношения к исламу, блин. Так это имеет отношение к тебе. Во всем готов. Готов, через неделю выскакиваем. Ислам истина или ложь? И давай твою позицию тоже обсудим, как вы фалосам поклоняетесь. Фалосу ты поклоняешься, пёс смердячий. Ты поклоняешься Аллаху? Да, я поклоняюсь Богу, а твои предки поклонялись члену, и ты должен с ними следовать. Я же не прошу у тебя обсудить клитор. Формат вообще не твой уровень. Вы можете не вмешиваться, Господи Боже мой. Я же не прошу у тебя, давай поговорим. Дебаты устраивают про клитор, который у вас в Каабе устроен. Ну какой клитор? Клитор по твоим каким-то мыслям, там, по твоим соображениям. Ну вот именно, какой фалос?
Ну, потому что вы поклонялись историческим фаллосам, членам поклонялись. Никогда Ты не должен поклонялись. следовать, ты должен следовать им. Никогда. Как никогда? Ты же сам читал Как эпос ингушей, там, никогда? чеченцев, Как никогда? где рассказывается, как вы поклонялись там членам. Никогда не поклонялись, еще раз повторяю. Никогда. Не, подожди, ты же недавно сказал, что даже, да, были некоторые чеченцы поклонялись. Ты же там... Еще раз. Этот фаллос находился в селении Кок, где были такие же полупокеры, как твой Мухаммед и его сподвижники, которых крыша поехала. Селение Кок находится в Ингушетии. Ну подожди, это твои предки делали или нет? Нет, конечно. Как нет? Ты же сам говорил, что да, были некоторые, но они дебилы были. Я тебе сейчас отвечаю. Я отвечаю сейчас. Нет, не поклонялись. Хорошо, ладно, ты веришь в историю, когда там полубог этот, у вас в чеченском эпосе оплодотворил камень, и там вышла какая-то богиня, которую трахнули потом? Ты веришь в это? Конечно, веришь, нет? Ну, это же ваша история, эпос ваш чеченский, почему ты не веришь? Какой эпос? Эпос написан со слов мусульманина, блин. Ты что несешь вообще? Какое отношение? Тогда, подожди, тогда у вас вообще истории нет, у вас вообще истории нет. У вас вообще истории... Давай будем обсуждать ислам, потому, который христиане рассказывали, описали. Давай про ислам будем дебатировать по книгам, которые об исламе христиане написали. Давай. Не, смотри, ну тогда как нам типа, узнать о истории чеченцев без мусульман, если они передали вашу историю? Это тебя вообще не должно волновать. Мусульмане передали вашу чеченскую историю. Что ты еще хочешь? Какую мусульмане передали вашу историю? Не неси чушь. Про ислам дебатировать готов или нет? Не, как мне дебатировать с человеком, который отрицает историчность ислама? Ну как мне дебатировать с таким человеком? Какую историчность ислама? Ты же отрицаешь, что пророк Мухаммад существовал даже, что его сахабы существовали. На дебаты докажешь, что он существовал, что ислам истина, что Мухаммед был пророком. Все на дебатах скажешь. Готов? Я-то всегда готов. Я могу, Через неделю. Да хоть через, один день. Хорошо, завтра тогда. Не, ну ты просто меня сам заблокировал, меня удалил с чата, конечно. Я Хорошо, не уходил. Готов Я не уходил никуда. Завтра готов дебаты провести? Да я с тобой сегодня дебатировал, ты меня заблокировал, алло. Я заблокировал тебя, потому что ты, дебил. Я дебил, да? Когда ты материшься, меня называешь долба и так далее. Как ты говорил, Моисей чпокал маленьких детей одногодовалых, пятигодовалых. Вот такую же херню чанду нес я, мне что думаешь? Так я могу это доказать, алло, посредством... Твою чанду слушать, мне больше делать нечего? Не, ну я же доказать могу, но ты не даешь доказать, понимаешь? Прометей, я хочу хиджру похвалить. Потому что, в отличие от многих мусульман, он еще пока ничью маму за все это время не ругал. И это похвально. Это прям для меня показатель. Наоборот, с теми, с кем я вами общаюсь, все меня матерят, наоборот. Присоединяюсь к вот этой признательности. Смотри, ты можешь говорить много чего, да, неправильного, и вот я вижу в людях и плюсы, и минусы. Это тебе плюс, что ты можешь нести нормальную беседу. Не, Стелла, но смотри, просто дело в том, что Прометей меня раза 10 долба называл в Телеграме. Сказал, что знаешь я дебил. почему? Знаешь почему? Почему? Хотя я его ни разу не оскорбил. Ты постоянно, вот сколько я тебя слышу в этих эфирах, ты постоянно говоришь в унисон. Что-то ты спросишь, и потом, когда человек начинает отвечать, ты вместе с ним унисон говоришь. Нет, мне просто не дают говорить. Вот сейчас я хотел сказать про то, что там Моисей, но мне не давал, закрывали микрофон, поэтому я перебивал. Ты про Моисея, Прометей попросил доказательства, которые ты не смог принести. Почему не смог? Почему не смог? Я же готов. Потому что ты не принес стих в Писании, где это написано. Ну смотри, Стелла, вот Талмуд, ты же веришь, что Талмуд является священным писанием, которое от Моисея идет традиция? Талмуд это Писание и трактации раввинов. Хорошо, раввин прав, который... Подожди. Раввин прав, который пишет, что может в 3 года обручить девушку полваксом. Секунду. У нас раввин так не говорит. Как есть раввины, которые думают так, есть раввины, которые думают по-другому. У нас есть, смотри, у нас есть раввинат. Они сидят и обсуждают, и каждый говорит свои мысли, и некоторые мысли были записаны, окей? Ты должен понимать между священными книгами, которые написаны как бы и принесены от пророков, и раввинат, которые люди, да, которые сидят и изучают религию, и говорят свое личное мнение. Это разные вещи.
Хорошо, но вот этот раввин, который сказал, он же опирался на какой брак? Он же опирался на брак Ревекки и Исаака. Нет, он делает свои выводы из того, что он читает. Там не написано в Торе по поводу возраста. Он это делает своими какими-то подсчетами, как он понимает. И он объясняет, почему. Было 32 года, написано, подожди. В Торе Исааку было 32 года. 32 года минус 9. Сколько лет будет, когда она вышла? Сколько лет ей? В смысле, ему же 40 было, ему же 40 было. О, молодец, Смотри. попалась, молодец. Подожди. Секунду, Леон. Ну зачем ты тогда врешь? 42 минус 9. 42 с чего, я не понял. Ему было минус 9. Сколько было лет ей? Подожди, значит, ты сперва мне соврал, что 32 было. Ой, ему 32 было. 42 минус 9. Сколько Ты будет? сперва собрал, что ему 32 было, алло, зачем ты врешь? Ну, я специально тебя проверю, ты знаешь или не знаешь. Ой, проверил, ты нифига не проверял. Значит, ничего. ты намеренно, если ты это знаешь, значит, ты намеренно пришел и врешь. Понимаешь? Что я вру, что я вру? Потому что ты знал, что ему... Ты прямо сейчас врешь, что ему 32 было. А можно я тоже? Подожди, Можно я написано, тоже как написано, Если вы позволите, как закончить, ведущий. проведу дебаты сейчас. Я как раз буду отключаться, если хотите, перейдете на дебаты. Я вот у этого, у Хиджры хотел тоже спросить. Я тоже сказать, да? Один момент, не перебивайте. Я тоже у Хиджра хочу спросить. Хиджра, ты молишься черному камню? Я ничего не услышал, можете раз повторить? Мне просто звонили. На черный камень молишься? Я на черный камень не молюсь, а в сторону Каабы молюсь. Как это делали иудеи во времена второго храма. Окей, мне вообще по барабану, что там у иудеев. Ну так иудеи до сих пор молятся в сторону плача, в сторону стены плача. Видишь. Ты же не говоришь, что они идолопоклонники. Видишь, поэтому тебя и отключают, понимаешь? Ну так я тебе логично говорю, что с тобой иудаизм тоже невозможно есть говорить. как бы Ты сторона. мой вопрос вообще увел куда-то, понимаешь? С чего он вообще решил, что иудаизм для нас авторитет? Подождите. Да потому что вы, друзья иудеев, вы тусуетесь с ними постоянно. Видишь, вы с темы на Национальный тему. образ жизни, блин. Может быть, друзей, что ли? Подождите. Видите, вот так вот с тобой невозможно. Видишь, ты как-то вот ведешь там мерзко как-то, понимаешь, вот эту дискуссию. Когда ты хочешь с человеком поговорить, понять, что он говорит, ты мой вопрос вот взял, увел куда-то. Да, непонятно куда. Еще раз повторяю, ты черному камню молишься? Все, я отвечаю, да? Смотри, я не молюсь черному камню, я молюсь в сторону Каабы. Иудеев, оставь я буддистов. отвечаю. Я не молюсь черному камню, если бы молился бы ему, я бы взывал бы ему, считал его богом бы и так далее. Но я считаю, что это камень обычный, просто обычный камень, который не имеет никакой души, чтобы мне что-то отвечать или так далее. Я просто молюсь в сторону Каабы, который является Что домом делает в этом углу? Что делает в углу этот камень, если он простой камень? Ну, это как бы напоминает о истории Авраама и то, что Аврааму Аллах не спал этот камень. Не, без камня историю напомнить нельзя. Вот, например, как бы христиане, вот, когда на крест, в сторону креста молятся, у кого микрофон выключайте? Христиане без вот этого Христа, просто Бога вот так мысленно о нем подумать и ему молиться как бы не могут. Обязательно нужно вот какое-то вот это, что-то перед собой поставить, да? Не, смотри, если ты не знаешь, что в исламе поклонение это не только намаз. Поклонение может быть просто зикром. Я скажу Аллаху Акбар или скажу Альхамдулилля, это поклонение, это ибада. Не, я хочу понять, что делает черный камень там. Да ничего не делает, а что он должен делать там? Не, я если сейчас пойду, влеплю туда какой-нибудь белый камень. Вот этот... Ну я же повторяю то, что мы считаем его священным по тем причинам, потому что Аллах не спасал его Аврааму. Как типа завершение этого дома. Так же, как, например, были свитки во втором храме иудейским. Они как бы почитали эти свитки.
поклонялись в сторону этого Что дома. означает священный камень? Что означает? Ну, то, что Аллах не спасал его с рая, чтобы Авраам закончил свою постройку этим камнем. А при чем если Авраам... С Адамом же не спаслан. Причем тут Подожди, Авраам? подожди. Ну, там есть... Не, подожди, вы сейчас все мы... Да мне пофигу, Некоторые кому асары он говорят послан. про Авраама, некоторые про Адама. Ладно, если не короче, ошибаюсь. друзья, я сейчас все равно, это уже бардак, потому Ладно, что здесь всех. жаркая тема. Давайте я... Всех прощаю, ой, не прощаю. Подожди, не перебивай, подожди. Я сейчас этот эфир завершаю, ты все равно говорить не даешь. Очень сложный ты пассажир, тебя 5 минут нельзя терпеть. Это самое, я сейчас просто... Кто-нибудь вместо тебя перебрать эфир. Да, или Фарго кто-нибудь включите. Нет, я имею в виду, вот, чтобы твой эфир не выключался, потому что жалко 164 человека. А можно вот так, Рамштейн, ты здесь? Может, Рамштейн, если зайдет от админа, короче, может, как бы он перехватит его, да, и я выйду потом. Да. Эфир Куда он останется. ушел? Я не понял. Куда он ушел? Куда он ушел? Мы ж дебаты договорились. Сказал, что закрывает эфир. Я его снял. Я думал, вы хотите на другой канал, на дебаты перейти. Я просто сейчас чуть занят. Мне нужно отключиться. И, Рамштейн, ты здесь? Напиши что-нибудь там внизу в комментариях. Включай ты Вендетта. Вендетта, можешь включить? Или Фарго. Давайте сделаем общий знаменатель к этому разговору. Получается пророк, который мальчик не врет. Какой пророк, Леон? Тебе человек говорит, что он хочет уйти, ему нужно уходить. Ты продолжаешь тему. Ребят, все 161 человек, которые здесь в эфире. Вендетта, ты можешь свой эфир открыть или Бхармат, кто-нибудь? Давайте я. На 40-й или 120-й? Давайте договоримся, кто откроет, и просто все люди перейдут туда. Меня слышно? Да. Да, давайте вот ко мне перейдите. Я включу сейчас. Давай, ребят. У меня... Кто не подписан на Фарго, подписывайтесь. Вопрос. Когда пойдем на задание? Сейчас, чуть-чуть позже. Пишешь. Милу эфир ayırış. Sodaka ekliş. Ведь мовилиш. Маршал Думасяги. Ушел, у меня... Давайте подведем итоги. Получается, если человек не врет, я так понял, да? Не врет, не обманывает, он пророк. Теперь прикрывается Авраамом, еврейским пророком, что у них там черный камень. Так я не понял, вы кого верите, евреев или этого, который там не врет? Вот что у вас в голове? Теперь, когда вы хотите подтвердить Мухаммада, вы почему-то приводите Тору, а в то же время вы ненавидите Тору. Я не понимаю, мусульмане, вы что? Вы не можете объяснить элементарные вещи, кто был пророк Мухаммад и как вы поняли, что он пророк. Вы на базе сыпетесь, получается, вы даже элементарные вещи не можете объяснить. У нас четко и ясно написано про пророка, как его определить. У вас это не написано. Так поэтому я спрашиваю, как вы поняли, малохольные все, как вы поняли, что Мухаммад был пророком? Все, вот это... Я со стороны пришел, просто спрашиваю эти вещи. Мне просто интересно. Как этот лохотрон произошел у вас там? Так, все, друзья, я тогда вырубаю. Переходите все к Фарго. Фарго, да? Фарго. Я муслима могу ответить. Давай, друзья, там у Фарго ответьте всем. Да, как на него подписаться? Маршал. Ну вот за Леоном, за ними, за Вендетта, если пойдешь, там все там будут. Даже я чуть-чуть зайду туда, чтобы туда, короче, привлечь всех этих пользователей. Все, всем всего хорошего. Маш Ойл, пребывайте, оставайтесь, будучи свободным. За подарки, за